Все. Вроде бы готово. Давай. Блин, мой чат просто решил выключиться к херам. Сейчас, подождите. Он просто выключился. Все. Wow. Now changes. Мне кажется, эту игру вообще нельзя выключать. Точнее, сворачивать. Дорога Зонда, пятница. Поздравляю. А, я еще хотел игру захватить. Хотя, да, захватывается. Душный фоллоч добиваем? Да нет, начинаем третий фоллоч. А тот говнофоллоч, который тактикс я дропнул успешно. Итак, в общем, это третий Fallout. Это третий Fallout, который у нас необычный, а Extended Edition. Тут очень много всяких разных модов включено, которые делают игру намного интереснее и увлекательнее, насколько я понимаю. Так, будем, короче, играть на очень сложном. Все озвучено, практически все. Может быть, где-то в некоторых местах, где есть какие-то моды и патчи, оно не будет озвучено, но во всем же должно быть русский язык. Сейчас буду вспоминать, что там. Да. Ладно. Можно начинать. О, наконец-то радио послушаем, музыку. Без духоты. Вот чем хороши беседковские 3D-шные Fallout, тем, что они в радио и свою атмосферу прям приятно добавляют. Очень хорошо. And that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal на горяченьком сейчас. Деньги тогда должны пойти прям безумно. Новую номерную часть должны выкатить, как по мне. Да беседка конченая, забей. Тут голод вообще не понимаю, что делать. Ну сейчас под этими, под Microsoft, наверное, как-то нормально сделают все. Microsoft же, ну, хотят же прибыли, поэтому они заинтересованы, чтобы игра успешно была. Война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно. От Бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году
После многих тысячелетий вооруженных конфликтов разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война не меняется. И беседка не меняется с их сраным движком. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустошей. Всех, кроме жителей убежища 101. Ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете. Ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Круто. Ну-ка посмотрим. Так, здорово, Наджайзер. Так, погоди-ка. Субтитры. Тактика тебе не поддался? Да, душно и скучно до хуения. Я дошел до Great Band, встретился с роботами и мне просто безумно скучно стало в это играть. Че терпеть-то, играя в нее? Все равно никто ее не смотрит. То есть она настолько скучная, что ее просто, даже смотреть невозможно, не то чтобы играть. Ты мальчик или девочка? Мальчик? Прикиньте бы она вот в наше время сейчас бы вышла вот это вот Fallout 3. Ты мальчик или девочка? А может быть, ты пока не выбрал? И тут и такой. Мальчик? Мальчик. Кэтрин, у нас сын. Прекрасный здоровый сыночек. О, Джеймс, у нас сын. Мальчик. Наш прекрасный сын. Да. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я уверен. Дай-ка посмотреть на тебя. Привет. Я твой папа, малыш. Папа. Тебе потребуется имя, верно? Папа. Мы с твоей мамой долго это обсуждали. Как тебе нравится имя? Какое же мне будет имя? Ну ладно. А так, конечно, можно было бы... Не, хотя давайте-ка что-нибудь особенное хочу придумать. Приключения. Давайте назовем его Гриша Камшот.
Хорошее имя. Здорово, Арсен. Правда? Отлично тебе подходит. Что, сразу пойдешь в Кажется, они чистую закончили станцию? генную проекцию. Не, не Ну-ка знаю. посмотрим, как ты А что там будешь должно выглядеть, происходить? когда вырастешь. Серьезно? Ну, я думаю, Гриша Камшот выглядит примерно так. Там отец будет, который пропал. Ну, спасибо за спойлер, блядь. Так. Давненько я не играл. Так. О. Так. Переносится губ. Ему прям такой длинный острый нос нужен, чтобы метко стрелять. Ноздри широкие, узкие. Так. Высота селена. Переносица носа будет прикрывать глаза. Дополнительная защита. Ну, вдруг, типа, пуля прилетит вот так вот и отлетит, короче, от переносицы. Я думаю, это так будет работать. Так, здорово, Денис. Золотосечение делал. Длинный нос нужен, чтобы совать свой нос везде, где не просит. Ну, типа того, да. Но я думаю, Гриша Камшот будет примерно таким. Щеки. Здорово, Кавиклав. Подбородок. Нормально. Так, оттенок, цвет глаз. Да пойдет. Все, вперед. О, прическа, да. Так. Ага, можно удалить, слава богу. Лысищ. Бритый, зачес на бок. Бобрик. Прямые пряди. Риджбэк. Панк. Ирокез. Назад. Сосна. Причем тут сосна? А где ель? В таком случае. Или дуб. Так. Ну, зачес на бок. Цвет волос. Нью-Вегас? Не, это ж третий Fallout. Но необычный третий Fallout, сразу говорю, это Extended Edition. Ну, блин, такой. Испаньолка. Блин, кстати, кто-то недавно спрашивал про испаньолку, помнится. Вот испаньолка. И не сказать, что испаньолка делает наше лицо круглым.
Наоборот. Не, хотя она делает кругом, да, на самом деле. Вот бакенбарды, да, нормальная тема. Вот козлоборот. Может быть. Просто бородка тоже нормальная тема. О, клавистая борода. Омбра. Ренегат. Самурай. Щеголь. Председатель Чен. Мошенник. Мошенничество. Лихач. Что-то лихач и мошенник это что-то как будто бы одно и то же немного, не? Козлобород делал. Козлоборода. Охереть много. Ну-ка. А, вот так вот, да? Еще. Рука мертвеца, грубиян, омбра. Корочка. Товарищ. След шин. Баклан. Буровик. Боцман. Брови. Брови. Папаша. Кавалерист. Напыление. Крутой парень. Борода. Ловелас. Сурбака. Хороший малый. Честный. Геттисберг. Старикашка. Журец. Мне товарищ нравится. Такой прям. Так, погодите, а волосы лысеющие. Блин, я на мексиканца теперь похож. Хотя это Гриша. Бобрик. Это Гриша Камшот. Туннельный змей. Сержант. Ну, зачес на бок нормально. Ну, в принципе, окей. Да. Просто вылитый я. Видишь, Кэтрин? О, какой Какой у нас крепенький. Ой, отец привлекательный. Перед тобой откроется огромный мир, сынок, полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? о, Ты Джеймс, просто... Кэтрин, Джеймс, Кэтрин, что-то... остановка сердца. В колите есть Давайте симулятор, непрямой лол. массаж. Уберите ребенка отсюда. Давай, давай. Раз и два и... Давай. Раси, два Держись, и... Кэтрин, держись. Я в какой-то момент они стали Смотри прямо на англичанами. свет, сынок. Глаза заболят. К этому тебе здесь придется привыкнуть. Блин, я ебанулся. Я слышу голоса американцев, англосаксы. Сюда. Так. Здорово. Ебать. Вы гляньте нахуй. Пиздец, батя, у меня пресс Сюда. нахуй. Блин, у меня трусы Справишься. охуенные, кстати, еще. Я чё, Шевцов, что Иди к папе. ли? Чего себе? Боже мой. Едва год исполнился. А как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш, я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут. Батя, пока папа тебе я не уже прилетит. весь С волосатый. тобой все будет в порядке, сынок. Я мигом вернусь. Охереть, я и прыгать могу. Да-да. Нихера себе.
О! Бу. Теперь снова нажмите Z. Да-да. S значит сила. А значит, я сильный. Я могу таскать больше игрушек. А, ну да, кстати, началось. Блин, охереть, я давно не играл третью часть. Так, ну... Восприятие... Да, выносливость стен снижу на 1. Харизма. Пока... Так, интеллект, агилити. Удачу к хуям снижу вообще. Ловкость. Быстрый и легкий, я еще могу совсем не шуметь. Не, ну учитывая, что это беседковская тема. Тут как будто бы на самом деле... Давайте его на 10, да. Да. А! Так удобнее. Ну вообще... Вот непонятно, что мне даст ловкость вообще. Ладно, я буду тихо сходить. Ну, блин, даже не знаю. Ладненько. А почему бы не качнуть? Что именно? Да нормально. Так, окей. Все равно нам в конце дадут выбрать, ну, утвердиться, так сказать. Все ли хорошо? Нет. Вот так маленький исследователь. И по делам мне. Да. Не стоило тебя запирать. Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. Ладно, давай, Видишь? показывай. Это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Откровение Я есть Альфа и Омега, 21:6. начало и конец, жаждущему. Я там. есть Альфа и Омега, начало и Ну, конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Она всегда это любила. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. А вы ей даже стимулятор зажали, не дали ей. Вот она и умерла, блин. Вот и думает потом. Стоит исследовать данному принципу. Батя, как же одеться? Я бля голый нахуй. Здорово, Чезарь. Я все еще слышу американские голоса. Поверить не могу, как быстро. Чуть не сказал армянские голоса. С днем рождения, сынок. Ей. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Спасибо, Я так спасибо. тобой горжусь. Спасибо. Если бы только Поздравляю, твоя молодой мама... человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день, верно? Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Так что Детский вот, труд. как смотритель, вручаю Кайф. тебе твой личный Пип-Бой 3000. Привыкай к нему. Окей. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Веселись, это Охуенно. твой праздник. Просто пиздец смешно. 10 лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. Ух ты, у тебя есть пип-бой.
Хочу, чтоб мне поскорее стало 10. Погодите, я самый старший среди моих ровесников? Лол? Эйтенс. Окей, разберемся. У тебя был пип-бой в 1 год. На нем можно стримы смотреть. Ну вообще да. С днем рождения! Ха-ха! Твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. А вы чревовещатель. Просто было прикольно притворяться, что я не знаю. Не, ну будем честны, наверное, так и было на самом деле. Типа, блин, мы живем, сука, в убежище, оно типа маленькое, оно типа, ну просто ты по-любому узнаешь, что происходит вокруг. Если ты типа 24/7 не сидишь у себя в комнате один, что было бы пипец как странно. Камиюмамура. Спасибо за фоллоу. Привет. Вот врунишка. Ладно, раз у тебя так хорошо с догадками, что я приготовила тебе в подарок? Понятия не имею. Ха! Я знала, что это будет сюрприз. Кто твой любимый варвар? Правильно, Грогнак. Выпуск 14 и все страницы на месте. Хочешь верь, хочешь нет, нашла его в коробке папиных старых вещей. Представь себе, папа читает комиксы. Наверное, всем когда-то было 10 лет. Ладно, лучше я отпущу тебя пообщаться с остальными гостями. Потом поговорим, ладно? С днем рождения! Окей, спасибо, круто. Жалко, что не журнал про оружие. Холодное оружие увеличено на 1. Здорово, Праздник Каша. удался? Праздник удался? Мы че, попугаешь, что ли? Enjoying yourself? Веселишься? С днем рождения, сынок. Ладно. Веселишься? Да, блин, веселюсь. Праздник удался? Милый праздник. Эй, с днем рождения, заморыш! Ща я в вилку воткну кого-нибудь. Сука. Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, В смысле не пришел? слушай мои бредни. Ты же ждешь подарка, верно? Так он из пустоши пришел? А? Тох? Тох? Ото лампу включи. Мерхаба. Блин, охеренно. Как я это сделал? Че, во мне так много силы, что ли? Я даже не почувствовал, что... как это случилось, блять? Че, сломал? Да. Папа, почему? Да? Я сломал. Так как такое вообще в принципе возможно, вообще не понимаю. Я вообще не почувствовал, он просто вырвался и все. Сила слишком... Ну, блин, ну реально как будто бы. Я же каждое утро гантели тягаю. Ну, смешанное чувство. С одной стороны, блять, я дорогую вещь только что сломал. С другой стороны, я им как бы и не пользовался, но и в третьей, конечно же...
Че я такой сильный, бля? Очень смешанное чувство. Сука. Че она сказала? Блин. Надеюсь, она мне не сказала, типа, что-то неприятное. Я сейчас соглашусь, да, мэм. Ладно, надо сказать что-то хорошее. Какой ты милый вежливый юноша. Береги этот дар, свою честность и прямоту. У нас тут это в дефиците. Вот, держи сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла. И можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. О, кайф, сдобный рулет. Время резать торт. Милый питбой. Что, одна из моделей 3000, а? Настоящий металлолом. О, нет! Боюсь, тебе каждый день придется его Позволь мне заводить. поздравить тебя Я с не днем принес рождения. тебе подарок, Я бы если тебе предложил это тебе. интересно. Я хочу есть, а этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Вау. Конечно, Буч. Плюнуть на рулет и протянуть. Не, ну бабушку Палмер не надо обижать. Миссис Палмер сказала, что я не могу не делиться, раз уж это мой день рождения. Да ты, похоже, голоден. Что, мамочка снова пропила все талоны на еду? Не смей так говорить о моей матери, сволочь! Кусок торта. Пап, ну я же просила тебя не быть таким официальным. Я понимаю, что ты шутил, но не Что это ты уверена, творишь, что а? остальные Оставь его в понимают. покое. Ты в порядке? Не Сынок? поймал, не Молодец, поймал. жив, а? Людям всегда Да, нравятся спасибо. мои выступления. Кроме того, нужно иногда напоминать сынок? своим друзьям, что Милый жизнь праздник. это не только веселые. Чем могу служить, Я как хозяин? бармен. Хотя, Нравится тебе Пип-бой, сынок? Нормально сидит? Да, круто. Да? В общем-то, да. Рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Спасибо, Стэнли. Не стоит благодарности. О, да, чуть не забыл. С днем рождения! Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Ну знаешь, веселье. Детская Папа, ты бы бейсболка. тоже Просто попробовал убойным. повеселиться. Может, тебе понравится. А может, жить... Блять. Так что такое с Бучем? Поверить не могу, что он затеял драку на твоем собственном празднике. Вот придурок. Соглы. Тот еще мразь. Так. Давай-ка вообще конкретно его затравим просто жестко. Скажем, типа... Хотя ладно, я же все-таки не такой человек. На самом деле вина, наверное, моя. Ты же знаешь, как просто довести Бутча до ручки. Ты никогда не научишься, да? Не умеешь прикусить язык, Да, даже если из-за да. этого тебе собираются нос расквасить. Есть такое. О, на меня смотрит твой папа. Дам-ка я всем остальным тебя тоже поздравить. Не верю я в то, что его хлипкая хочет, лапка не чтобы сломается. его Я знаю, ты был очень Иногда занят мне с кажется, учителем. что ты Так так Да. всё в порядке. не выглядишь. О, как Есть же интересно. этот смайлик с этим, как его, Ночью мы с Энди Хороший снова луной нахуй. Я не волновался. Макарон! Все, что Супер угодно, круто, да? верно? В любом Блин, случае, я рад, что у вас главарь Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Да. Джонас ждет тебя внизу, на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Панда, ты или я? Фиг тебе. Как вам праздник, миссис Палмер? Знаете, я помогала все тут украшать. Правда? Эй, Всё Пол, просто теперь замечательно. мы Ты знаем, просто чем ты молодец. увлекаешься. С днем рождения, Блин, капец, и девонька. популярный. Боже, Девонька? надеюсь, праздник только начался. Я не девчонка, мне не 5 лет, так что хватит назвать меня солнышко. Ага, папа и Амата устроили мне отличный праздник, правда. Или она хочет из меня сделать девочку? Как вы думаете, это все-таки Америка? Ну, бля.
Конечно. Боже мой. Уже 10 лет. Да, типа А я такого, ведь да. помню, как помогала твоему папе менять тебе подгузники. А теперь вы только посмотрите, какие мы выросли большие. Уже даже свой пип-бой есть. Что правда, И то знаешь, правда. что я сделала по такому особенному поводу? Я сочинила для тебя Бля. стих. Специально для тебя. Она Надеюсь, конченая тебе просто. понравится. Сука, она конченая. Бля, вот просто, знаете, вот... Типа, как запомнится людям просто навсегда? Вот реально, представляете себе ебало человека, у которого, ну, типа, ну, скажем, день рождения, к нему приходит чел и такой говорит: слушай, я тебе стих придумал. Это мой подарок тебе. Я над ним думал весь месяц. Сочинил просто все про тебя. Ну, блин, я не знаю. Да, вы шутите. Нет, Не, правда, правда. я специально для тебя его придумала. Я никогда не переписываю старые стихи. Ну, правда, был один день основателей, когда я не смогла ни с чем срифмовать слово «смотрите». Когда у тебя днюха? Но ты заслуживаешь 1 только декабря? навехонького стихотворения. Сохрани его у себя в пип-бое и читай, когда О, захочешь. класс. Веселишься? И этим ты Мне стих увлекаешься. сочинят. Здравствуйте, Но офицер не Гомон. знаю, Хорошо, вам что все вы равно не пришли. нравятся мои Я рад, что идеи. пришел. Да Думаю, это важно забей. поддерживать Поверить контакты не с могу, молодежью. что мать заставила Знаешь, меня это пойти на часть этот моей дурацкий работы. праздник. К тому же я люблю Покажи праздники. нам, какой ты умник, Оля. Конечно, офицер Так Гомон. как нам себя Было назвать? очень приятно поговорить. Как Еще насчет раз спасибо, что зашли. адских смотрителей? О, да, это мне нравится. Ну, по крайней мере, тут нигде нет твоего Спасибо, что имени. пришли, А мисс значит, Беатрис. это пока что Надеюсь, лучшее вам тут из твоих нравится. идей. Боже мой, я бы в жизни не пропустила этого. Милый мальчик, мне как родной сын. Ну давай. Джонас ждет тебя внизу. Привет, Стиви. Пойдем. Хороший праздник, а? Слушай, Амата, спасибо за Пол, приглашение. теперь мы А знаем, как чем долго ты все это продлится? увлекаешься. У меня и домашнее этим задание ты не сделано. увлекаешься. Ну, ты понимаешь. В смысле? Я не знаю. А ну-ка, живо, Думаю, всё только подбрось мне началось. свежее название Может, для ты нашей просто банды. останешься ненадолго? Будет Но не весело, знаю, обещаю. Вам все равно не нравятся мои идеи. Заткнись и дай мне подумать. Кажется, все минутку. отлично развлекаются. Покажи нам, какой ты умный. Пойдем. Че, прикольно так. Довольно-таки мило. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Да сколько можно, Джонас? Давай сюда мой сюрприз. О, теперь, когда тебе 10 лет, ты попусту времени не теряешь. Ну хорошо, мистер, давай приступим. Кстати, с днем рождения. Постой-ка минутку. Кажется, я слышу шаги. Ну что, хочешь получить сюрприз? Нет. Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых 3 месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно Короче, найти прикол в такую чем? маленькую Лип-синк, пружину. Хорошо, что Буч потерял с этими свой лицами выкидной нож. обновленными. Стоят под, Ну, под что английский скажешь? язык, насколько Хочешь я понимаю. попробовать? Так, кого убивать будем? Полегче. Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. Это не проблема. Все равно у них губежки не особо попадали в оригинале, я уверен. Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Как здорово, спасибо. Я бы никогда не справился без Джонаса. Поблагодари его хорошенько.
днем рождения, приятель! Веселишься, да? Да, спасибо. Эй, 10 лет не каждый день исполняется. А теперь иди и покажи мне, как ты стреляешь. Так, где там мое ружье? Угу. Осторожнее, это Рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. Прикольно. Молодец! Одним Рат-тараканом меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Улыбочку. Опять армяне говорят мне в голове, точнее американцы. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. 16 лет. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя ждет экзамен. Ну, а что вообще нужно знать про козу? Квалификационно-оценочный задачник администрации. КОЗА. Все в убежище сдают его в 16 лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище 101, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Помнишь, как говорит смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрем. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Знакомо? Как скажешь. Погоди, это правда? Все мы родились в убежище? Так говорит смотритель, верно? Он вряд ли кого-то еще сюда пустит. Так что, думаю, так и есть. Кого-то еще. Теперь ты здесь. Понял. Это намного лучше, Понял. чем жить там, наверху. Мы с твоей матерью хотели, чтобы тебе ничего не Они-то угрожало. не особо и скрывают, что И здесь ты в батя у нас, безопасности. Оттуда, откуда-то. Так, расскажи про маму. Твоя мама, она была прекрасна. Но совсем не той красотой, которая бросается в глаза. Есть многое, о чем никогда не расскажут старые фотографии. И в ней было столько страсти, в жизни, в любви. Но больше всего она любила тебя. Когда она забеременела, такой счастливой я никогда ее раньше не видел. Она столько всего для тебя планировала. И вот, хватит тянуть время, иди в класс. Пожалуйста, сынок, отнесись к профориентации серьезно. Не хочу, чтобы меня до смерти преследовал призрак твоей матери из-за того, что ее единственного ребенка определили в мусорщики. Давай. Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда. И удачи тебе. Постараемся стать мусорщиками. Блин, бать, тебе уже помогать надо, что ли? Капец. Вы нашли коллекционную пупса Волтек. Надпись на постаменте гласит: умный понимает, что рана под повязкой никуда не делась. Ваш навык медицины не увеличен на 10 очков. Доброе прикольно. утро. Навещаешь отца перед уроками, а? Да-да, я. Эй, Доброе приятель. утро, Джонас. Доброе утро, док. Как дела? Ты уже смотрел на показатели? Только что проверил. Что тебя беспокоит? Я бы просто хотел держать руку на пульсе. Не вопрос. После обеда закончу отчет. Звучит неплохо. Дай знать, если что-то изменится. Привет, Стэнли. Прости, что так долго. Что с тобой сегодня не так? У меня так болит голова, и все никак не проходит. Даже с таблетками, которые ты мне дал на прошлой неделе. Думаю, это из-за освещения.
От него у меня глаза болят. Тебя это все еще напрягает? Ха. Ну, если надо, могу прогнать еще пару тестов. Да, было бы неплохо. Это надолго? О, это не займет много времени. Сейчас я все устрою. Сиди смирно, я скоро вернусь. Да. Я немного волнуюсь. Надеюсь, Джонас скоро меня осмотрит. Надеюсь, такого не будет, что типа прошло 3 года. И потом в разговоре с кем-нибудь. Да, Стэнли был хорошим мужиком. Привет. Жалко, что он умер от коронавируса или что-то в этом роде, я не знаю. Типа внезапно просто взял и умер, блин. Блин, туннельные змеи. О, господи, Буч! Ну когда ты оставишь меня в покое? Она думает, что лучше... В оригинале так же было? Мне кажется, нет. Дочка, папенькина дочка. Holy shit. Идиотские туннельные змеи. Гаденыши недоразвитые, вот они кто! И что они никак не отвяжутся? Я же не виновата, что мой отец смотритель. Плевать мне на их дурацкую банду. Может, ты поговоришь с ними? Вдруг Буч тебя послушается. Пожалуйста. Да, давай. Разбирайся сама. Посмотрим, смогу ли я их уговорить. Буч и его дружки снова тебя достают? Как по мне, они полные идиоты. Думают, что их банда бог весть какая крутая. Вечно шатаются без дела и всех достают. У них на меня зуб, потому что мой папа смотритель. Будто я в этом виновата. На тебя не только зуб, я бы сказал. Но и член. Спасибо. Ты настоящий друг. Попробуй поговорить с Бучем. Они все делают, как он скажет. Паша смотритель, так ты... Слушай, я не хочу с тобой драться. Давай просто не будем лезть в дела друг друга. Не знаю. Что я один? Пока не работает, видимо, просто. Да? Угу. Один. Так, вы чё, типа банда, да? Самая крутая банда в убежище 101. А то ты не знаешь. В этом убежище мы у руля. 4D, да. Тут все по-нашему. А ты держись Это от нас подальше, если зубы дороги. И что тут у вас происходит? Не твое дело, мелюзга. Вали отсюда, пока кости целы. Перейдешь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя, ясно? Красноречие. Если не останете от меня, получите от смотрителя. А ведь верно. Мы с ней потом разберемся. Ладно, туннельные змеи. Много чести с этой дурой возиться. куда-нибудь еще. Как скажешь, Буч. Ты свое в конце концов получишь. Ладно, пошли. Я ему еще нормально так подотал. Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались. Видно только потому, что мой папа смотритель. Идиоты. Шутишь? Ты же на прошлой неделе ему запчасти менял. Да, конечно. А как? Но он такой старый, что уже у деда в моем возрасте были с ним проблемы. Что ж, надеюсь, это ненадолго. Спасибо. Итак, все в сборе. Готовы к козе? Броч. Поверьте, на самом деле все не так и страшно. Все через это проходят. Вот так. Белый. Белый. Ну просто здесь что-то у них не работает. Попробуй выбрать другую игру просто. Ага. Знаете ли вы, что системы А за... жизнеобеспечения убежища рассчитаны на 900 лет бесперебойной работы? Да, погнали. Не уверенно, слишком уверенно. Ну ладно, вот это выберу.
Сдавать не обязательно, да? Послушай, я хорошо отношусь к твоему отцу. Я бы и к тебе хорошо относился, не будь я твоим учителем. Так что вот как мы поступим. Если не хочешь сдавать, скажи, что ты хочешь получить на выходе, и я это устрою. Лол. Да, лучше сам пройду. Испытай судьбу. Хорошо. Не бойся, ты справишься. Как только все рассядутся, мы начнем. Вы же не хотите быть первым классом в истории, который завалил козу? Завалил козу. Да уж. Это похоже на класс Заходите и фурьёбов. садитесь, а потом начнем. Они и козу Теперь, когда все завалят, и добрались до класса, корову, мы наконец-то можем начать. и коня, Никаких и разговоров волка. и даже не пытайтесь подглядывать. Чё-то. Да, я это вам говорю, мистер Делория. Конечно, мистер Броч. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит: «Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру». Что вы ответите? Так. Без разговоров оглушить ученого, огрев его по голове ближайшим тяжелым предметом. Это типа холодное оружие, наверное. Промолчать и быстренько удалиться, пока учат. Скрытность. Чё, и тебя туда же, козел? Чё? Ну, доктор, это же вызовет параболическую стабилизацию сингулярности расщепления. Наука, наверное. Вопрос второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью, но доктор ненадолго вышел. Ваше действие? Ампутировать ногу. Обработать зараженную область медикаментами, насколько вы умеете. Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия? Обнять мальчика и сказать, что все будет хорошо. Силой конфисковать краденое, и наказание оставить мальчика там, где нашли. Залезть к мальчику в карман, вытащить краденое и предоставить его самому себе. Отвести мальчика в безопасном месте, затем доложить о нем смотрителю. Ну, скорее так. Вопрос четвертый. Поздравляем! Вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Я хз, кто такой питчер, кетчер. Ну, кетчер это тот, который ловит, а питчер это, наверное, который... А, нет, вот отбивающий. А что делает питчер? Питчет? Ну, типа... Бросает мяч? Это тот, кто кидает. Окей. Ловец, кидок, отбивающий. Да я бы, наверное, по большей части кидал бы лучше. Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Бабушка. Снимайте вашу одежду. И я не доложу об этом смотрителю. Убить этого жителя из пистолета старших надо слушаться. Да, предложить самое ценное свое имущество и попросить у бабушки выплеснуть чай бабушке в лицо. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате.
вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Скройте замок на его двери шпилькой для волос, конечно. Вопрос 7. О нет! Вас облучило радиацией. У вас из живота выросла 3-я рука. Удобно. Какой лучший способ лечения? Пуля в лоб. Удалением антимутаген в больших дозах. Вопрос 8. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак Варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Спизжим. Вопрос 9. Вы решили подшутить над отцом. О, пранки. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Открутили гайки на сливных трубах, когда папа включит воду, случится потом, блин, это полная хуйня. Засунули в унитаз хлопушка, точно вызовет самотоку, это уничтожит унитаз. Взломали запертый шкафчик с лекарством, заменили его лекарство от гипертонии на таблетки. Он умрет, нахимичили всего электробриты, превратив его по характеристикам шокера. Блин, все варианты полный пиздец, но самый безобидный тут как будто бы шокер. Но я не думаю, что бритва может стать сильно бьющей. Хотя, не, это пиздец. Но может быть хлопушка в унитаз. У них тут вроде железный, так что должен стерпеть. Типа, ну... Его не должно порвать. Да, хлопушка. Нормально. Вопрос 10. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Блин, Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. Пон. Ответ в стиле беседки, да. Он такой. Отложили ручки, господа. Время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же до остальных? У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто Прикиньте, какая не сдал перспективная козу. работа. Остаток дня у вас свободен, можете праздновать или молиться, в зависимости от ситуации. Слава богу, все позади. Так, вот, мистер Броч. Погодите, у меня все получилось. Я себя не рассмотрел. Вам не о чем волноваться, мисс Альмандова. Ё-моё. Ну-ка, отличный результат. Похоже, вам дорога в администраторы. Класс. Спасибо, до завтра. Ну-ка, Буч. Ага, учитель, у меня все. Буч. Признаюсь, я очень долго ждал этого дня. Позволь мне насладиться моментом. Ну что ж, посмотрим. В самом деле? Как интересно. Ты меня удивил, Буч. Не думал, что открою тебя с такой стороны. Парикмахер. Нормально. Да вы гоните! Это вранье! Все. Стилист. Так. Программист Пип-Бой, да? У Стэнли наконец-то появится коллега. Программист Пип-Боя? Вау, что? Нифига себе. Ух ты, мне все же этого хотелось. Мечты сбываются. Да. Это очень вдохновляет. Такой искренний юный энтузиазм. Хорошо, что коза время от времени попадает в точку. Как там говорят про 1000 мартышек и 1000 печатных машинок? Что ж, рад, что все так хорошо для тебя складывается.
Надеюсь, твои одноклассники хоть в половину так же порадуются. Взрывчатка, медицина нет, конечно. Так, легкое оружие, ремонт. Хотя красноречие. Так, красноречие, ремонт, наука. Я всегда выбираю вот эти вот 3 вещи, как бы, но тут блин, даже не знаю. Вот хочется взять на старте, чтобы у меня взлом был прокачанный, чтобы буст в этом плане был мощный, чтобы мне потом... Хотя, давай-ка вместо ремонта. О, хотя бабка. Нет. 21 уровень тихо надо. Пока что был масынкалах. Да. Чебаш, тихо. Баш, ансеп. Печаты да или ансеп. Джулур. Посмотри. Так. Посмотри. Тас. А что телефон убер? Кинь с глаз моих! У меня все, мистер Броч. Ну-ка. Кажется. Погодите. А можно мне работу назад? Мне срочно надо изменить один из ответов. Ты только успокойся, Пол. Не сомневаюсь, тебе не о чем волноваться. Сейчас посмотрим. Змеи бессмертные. Да? Фредди, это многовариантный выбор. Ты что, до сих пор его обдумываешь? Инженер. Ладно, мне на Привет. самом деле не интересно, что у остальных. У меня есть другие дела. 3 года спустя реально. Давай, просыпайся! Давай, просыпайся! Нам 19 лет? Что случилось, Амата? Ты мне только что снилась. Не умничай, это не шутки. Тебя ищут люди моего отца. Они уже убили Джонаса. Тебе нужно бежать отсюда. Джонаса. А кто он? Если твой отец убил Джонаса, он заплатит за это. Ты не понимаешь. Это твой папа. Он сбежал из убежища. Они думают, что Джонас ему помог. И уверены, что ты тоже в деле. Ты же знаешь, каким параноиком всегда был мой отец. Это его окончательно взбесило. О мести ты подумаешь потом. Сейчас ноги в руки и пошли отсюда, пока охрана не появилась. Посмотри, Анса. Тяре тургани, кетен туронди. Це бер телефон ека. Это папа не стечёно. Папа не хит тебе. Бер телефону. Негодяй. Так. Сбежать из убежища надо. Так он не мог уйти никуда, дверь запечатана. Оказывается, нет. Но ты что, и правда ничего не знаешь о том, что твой папа собирался уйти? Он действительно ничего тебе не сказал? Конечно, папа мне все рассказал. Блин, что мне с наушниками стало? Внезапно. У меня как будто бы звук на промухе нету. Ох, ебать, это я зря сделал, походу.
Теперь я не слышу звука игры. Звука вообще в принципе нет. Охуительная история. Так, ладно. Не, ну это в натуре классно, что я могу сказать. Так. Не, мне никто ничего не говорил. Ох, извини, не сомневаюсь. Так, это не важно. Вау, как быстро все пролетело. То есть теперь что? Сбежать из убежища как? Послушай, в комменте моего отца есть секретный кабинет, держит. Блять, короче, пошли. Да. Все равно ты мне дашь прочитать. Так. Угу. Вот это да. Не, что-то со звуком полный какой-то пиздец. Я вообще ничего не могу. У меня вот реально вот только, ну... В левом ухе звук сильно как-то звучит. В правом же нет. От чего зависит? Вроде бы не в наушниках дело. Или в наушниках. Я их вообще ничего не делал. Просто взяли и сами сломали. Сука, я проклят нахуй. У меня просто техника все ломается. Ну и дерьмище. Так. Ща, погодите-ка. Ага, замечательно. Так. Все, эти наушники отжили свое. Прикиньте, за один стрим у меня 2 наушника сломал. Точнее, я сломал 2 вещи. Это случилось за один стрим буквально. Прикольно, да? Вообще. А я себе наушники хотел заказать вчера. 150 баксов бюджета. Пошел в криптообменник, проебал как раз 150 баксов на комиссии. В общем, я слишком поздно пошел выводить бабки. Мне кошелек отмечен как исконно. Интересно. Встретимся у двери в убежище. Если мне получится. Так. Ну чё, пора конкретно лутаться. Прикольная картинка. Так, чё у нас по костюмам? Холодное оружие, речь. Рабочий комбинезон, взлом и ремонт. Прикольно. Так, у меня что, оружие есть? Ну-ка. О, сюда. Вот он! А ну стой!
Проклятье, опять тараканы! Грязные мутанты! Это с меня! Тоже ненавижу этих... Вот он! В смысле, блядь? Чел, ты чё? Офицер Кэндалл, я же, ну ё-моё. Мы же были как семья. Одна большая дружная семья. Помоги мне! Моя мама одна в комнате с тараканами! Ну, конечно, помогу. Буч, без проблем, да, конечно. Пошли. Нет, я туда не вернусь. Там темно и тараканы. Я вытащу твою мать. О, Господи, спасибо! Я не знал, что делать. Ты круче всех. Блин, патроны кончились. Ах, ебать, ты меня убить собираешься? Ебать. Он меня грохнул. Вот он! А ну стой! Проклятье! Опять тараканы! Отстаньте от меня! Снимите это с меня! Получите, членистоногие! Членистоногие? Стоять именем смотрителя! Твой отец нас всех предал! А, да. Да блин. Всем жителям убежища Тихо. 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности. Помоги мне! Моя мама одна в комнате с... Да, пошли. Мы вытащим твою мать. Со всей строгостью. Это все. Пожалуйста, помогите! Блин, почему у тебя такой крепкий череп, ублюдок? Есть. Ух. Уберите их от меня! Просьба оставаться в своих комнатах. Нападение тараканов под контролем. Не чините препятствия службе. Ой, блин, я не успел. Я думал, блин. Каждым, кого обнаружат Черт. будут разбираться. Я думал, у меня полно времени. Я что-то как-то... Да, бывает. Блин, я умру. Нет. Нет! Да блин, вы что, прикалываетесь, что ли? Какого хера? Встретимся у двери в убежище, если... Вот он! А ну стой! Проклятье! Опять тараканы! Боже, ненавижу этих тварей! Это с меня! А, ну да. Так, сохранился. Ай-ка, блин. А, мясо от таракана еще есть. А, прикольно. Так недоступно. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться со всей строгостью. Это все.
туалет. Помоги мне! Нет. О, Ну ладно, на сей раз спасем его мать. Господи, помогите! На помощь! Пожалуйста, помогите! На помощь! Водка. у нас получилось! У С нас? мамой будет все в порядке. Блин, мы с тобой теперь самые лучшие друзья. Эй, я знаю, что это немного, но возьми мою куртку туннельных змей. Ну же, забирай. Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. У нас, говорит. Нападение рад-тараканов под Так. контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. С каждым, кого... И она опять бухать села. Боже, мне немедленно нужно выпить. Блин, не, на самом деле Бучу даже жалко как-то. Жесть. Мать у него, конечно, прям неисправимая алкоголичка. Это жесть. Блин, знаете что? Это полная хуйня. Говорит смотритель. Всем жителям убежища... Я попробую поставить мод. Сейчас, погодите-ка. Тут есть один такой интересный мод. Называется... Так. Ща. Чтобы играть было приятнее. Metro Style Difficulty Damage. Быстрые перестрелки на высоких сложностях. Ребаланс урона. Во. Все. Оно. Я же на высокой сложности играю. Просьба оставаться в своих комнатах. Нападение Вот, другое дело. тараканов под контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. Угу. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут Бабуля разбираться Тейлор. со всей Нет. строгостью. Это все. В среду ночью играем в лото в столовой. Главный приз — недельный запас воды. Не, ну это круто. Если кому-то нужно погадать на картах, вы знаете, где меня найти, Беатрис. Блин, она еще жива. Бабушка Беатрис, которая нам рулетик подогнала. Кстати, у нас до сих пор этот рулет есть? Просьба оставаться в своих комнатах. Нет. Нападение тараканов под контролем. Не чините препятствия. Же они берут. Нихера себе у них там. Если еще есть. Будут Уже разбираться ненавижу этих тварей. со всей строгостью. Будешь знать, как со мной связываться. Так, давайте-ка еще я... Чувствительность мыши. Вот так вот. О, другое дело. Скважина воды. Ну, не знаю. Может, есть какие-то свои приколы у них тут. О, Мы с Энди Стэнли. тут сидели как раки на мели, это точно. Хорошо, что он так любит жареных тараканов. 101. Хорошо, что это я тебя нашел. Остальные бы тебе это с рук не спустили. Не знаю, что у тебя на уме, и не хочу знать. Просто уходи отсюда, а я сделаю вид, что никогда тебя не видел. С каждым, кого обнаружат вне помещения, будут разбираться. Со всей Спасибо, офицер Гомес. Вы мне всегда нравились. Очень жаль, что все так обернулось. Поверить не могу, что они сделали с Джонасом. Офицер Мак был просто вне себя. Но ты хороший ребенок. Ты такого не заслуживаешь. Иди найди папу, если сможешь. Окей, ладно, найду. Блин, давайте подлутаем мясо. Просто стой смирно. Твой левый стабилизатор расшатан. Если и дальше будешь так дергаться, я поврежу тебе оболочку.
Ай-яй, боюсь, мы с ним разминулись. Кажется, Не знаю, могу ли я помочь. тараканы изрядно потрепали мою электросхему. У меня почти получилось. Кажется, после тебя стало только хуже. Мне что, самому этим заняться? Нужен ключ. Не ворчи. Немного отрегулировать и будешь как новенькая. Нужен ключ. Переключатель электродвигателя. Левее. Левее, говорю. Всем жителям убежища стоит. Мы Трём. должны вернуться в свои комнаты. Это же наш единственный Там шанс, холодно. как ты не понимаешь? Мы уйдем отсюда прямо как доктор. Я никому не позволю нас остановить. Эй, осторожнее! Ну и с катертью дорога. Куда? Ладно. Металлолом. А я не помню, для чего мне металлолом и сенсорные модули нужны. Тут вроде же в третьей части крафта-то не было. Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101. О, пистолет. О. Кайф. Контролем. Не чините препятствия службе безопасности убежища. Разбираться со всей строгостью. Это все. Так. Это твоя вина. Твоя и твоего глупого отца. Что такое? Что, ему так нужно было взять и уйти? Нужно было всем все испортить? Ты кто вообще? Это не знаю. Есть крафт? Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101 просьба оставаться в своих комнатах. Нападение Рагнара. Так, подождите. Ладно, ничего тут нет. Тараканы! Твой отец нас всех предал!
какой-то звук. Ладно, ничего тут нет. А ну стой! Не стоило пытаться сбежать. Они повсюду. Да, вот такой вот он у меня. У него еще имя классное. Гриша. Камшот. Возьми себя в руки, Глория. Успокойся. Спасибо. Тот глупый сыночек доктора. Он пытается сбежать из убежища. Не дайте ему уйти. Здесь... Разъёбченко. Они повсюду. Я уже сказал. Я ничего не знаю. Подумай, Амата. Может, офицеру Маку это и нравится, но мне нет. Просто скажи, где найти твоего приятеля. Нам нужно с ним поговорить. Он мой друг. Я о нем беспокоилась. При чем тут он вообще? Вероятно, ни при чем. Вот поэтому мне и нужна твоя помощь. Скажи, где он, и я с ним поговорю. Стою только кушаю и смотрю на них. Еще раз. Делай, что говорит отец Амата. Хватит! Этого достаточно, офицер. Подумай, Амата. Может, офицеру Маку это и нравится, но мне нет. Просто скажи, где найти твоего приятеля. Нам нужно с ним поговорить. Папа, пожалуйста, не надо! Разве ты не понимаешь? Я не могу тебе сказать. Зачем ты это со мной делаешь? Я всегда потворствовал тебе, Амата, а ты воспользовалась моей мягкостью. Еще раз. Делай, что говорит отец Амата. Хватит! Ладно, офицер, попробую еще раз. Подумай, Амата. Может, офицеру Маку это и нравится, но мне нет. Просто скажи, где найти твоего приятеля. Нам нужно с ним поговорить. Что ты будешь делать, папа? Забьешь меня до смерти, как беднягу Джонаса? Молодой человек, надеюсь, ты пришел сдаваться. У тебя и без того достаточно проблем. Не ухудшай своего положения. И все? Может, еще чего-нибудь тебе принести? Ты ничего от меня не получишь. Я скорее умру, чем позволю снова подвергнуть риску убежище. Я думаю, убить его, знаете, с помощью чего? С помощью пневморужья, которое мне подарил Джонас. Эта сволочь убила Джонаса, а я убью его с помощью пневморужья, которое мне подарил Джонас. Будет весьма поэтично.
О, Господи! Какое же ты кровожадное маленькое чудовище! С тебя ведь действительно станется. Держи. Возьми и уходи из убежища. Попробуешь вернуться, тебя пристрелят на месте. Вот он! Вот так вот. Что с папочкой? Боже, какой ужас! Он мертв! Зачем тебе было убивать моего отца? Не подходи ко мне! Я не могу с тобой сейчас говорить. Ладно, стерпишь. Время лечит. Так. О, Джонас, нет. О. Тут у каждого идеальный пресс, даже когда они дохлые, да. God damn. Просмотр секретного досье. Джонас. Беатрис умерла? Или нет? Их услуги иногда бывали полезны, это так. Но они становятся неуправляемыми. Если собаки дичают, и нужно показать, что здесь хозяин. Полевые отчеты. По нашим данным, в непосредственной близости от убежища уровень радиации более не является опасным для жизни, но по-прежнему выше нормы. Часто встречаются участки повышенной разраженности, а вода из всех источников без исключения пригодна для питья. Для полевых исследований нам не понадобится значительный запас Радикс. Однако защитный костюм, похоже, не обязательно. Наши старые карты по большей части бесполезны. Городок Спрингвейл теперь просто безлюдные развалины, а все довоенные пути
Садовой на пути разрушены. Нам встретились гигантские муравьи, что служат подтверждением теории Маккея о мутациях при длительном воздействии радиации. Огонь из ружей заставил твари отступить, и нам удалось собрать несколько образчиков для изучения. По возвращению в убежище, несомненно, хорошей новостью является то, что человеческой цивилизации удалось выжить, несмотря на ни на что. Мы обнаружили поселение, называемое Мегатонна, чьи обитатели, хотя и отнеслись к нам поначалу с недоверием, затем радушно пригласили в свой городок. Мы провели в Мегатонне немало времени и много узнали от поселенцев о столичной пустоши. Так называется теперь территория вокруг Вашингтона, вокруг округ Колумбия. Мегатонна — это укрепленный форпост цивилизации, если можно так сказать, но представляется, что гигантские муравьи наименьшие из опасности этого нового мира. Мы решили, что разумным будет вернуться в убежище немедленно, чтобы в свете новых данных пересмотреть свои планы исследований. Льюис и Агнес остались в Мегатонне в качестве наших представителей и, ожидая нашего возвращения, продолжают сбор информации. Льюис и Агнес. Энн Палмер. А ныне какой год? Ага. Понял. Инструкция Волтек. Письмо от доктора Станислава Брона. Письмо смотрителя от доктора Станислава Брона. Если вы читаете это, значит экстренная процедура интернирования в убежище инициирована, и вы смотрите, и вы вместе с контрольной группой заперты в убежище. Поздравления! Вы теперь важнейшая часть самой амбициозной программы, когда-либо проводившейся в Волтек. Если вы еще не вскрыли запечатанный конверт и не прочли инструкции, сделайте это сейчас. В них рассказано о задачах, поставленных перед вашей контрольной группой. Пожалуйста, помните, что любое отклонение от указаний поставит под угрозу успех программы и может быть сочтено корпорацией Волтек основанием для прекращения работы, как подчеркнуто в вашем договоре личного найма. Ваше убежище может входить или не входить в список убежищ, получающих модуль ГЕК. Подробности смотрите. В смысле? Так у нас есть ГЕК или нет? Доктор Станислав Брон, директор программы защиты общества корпорации Волтек. Убежище 101 не получит модуль ГЕК и должно осуществить свои функции в соответствии с указанными выданными смотрителю в запечатанном конверте. ГЕК. Да. Так. Здорово, коп. Опа. Нихера себе. Все, мы выбрались. Он открывает дверь убежища. Позовите смотрителя. Нам немедленно нужно открыть эту дверь. О, Господи. Тебе удалось ее Все, открыть? стерпела, нормально все. Хорошо. Уходи. Я понимаю, тебе хотелось мне помочь, но тебе не стоило убивать его. Но у меня не было выбора, Амат. Это ты так говоришь. Может, однажды я и смогу тебя простить. Но не сейчас. Надеюсь, тебе никогда не придется узнать, каково это, когда перед тобой убивают родного отца. Нет, не слушай меня. Просто уходи. Найди своего отца, а мне пора хоронить моего. Да пошли вместе. Нет, я не могу. Не с тобой. Не сейчас. Лучше уходи, пока я не передумала. Попался.
Ебать, вы чё, пацаны? Да не парься, я нормально. Ну, относительно. Как бы. Так, а тут что есть? Лутаемся дальше. А! Так, ну... О-о. Заколки, это nice. О, очищенная вода. Так, стойте. Так. Рабочий комбинезон. Взлом, ремонт. Наука 5. Ну, дайте броню охраны одену. И... А, кстати, тут же можно ремонтировать, да. Да, совсем забыл об этом приколе. Да, давайте отремонтируем. Что-нибудь плохое. Вот. И мы же таким образом вроде как прокачиваем наш навык ремонта же заодно, вроде, не? Так, оружие. Ага. Все. Блин. Почему-то все время скип нажимаю, хотя надо нажимать тап обратно. Просто. Пульверизатор. Дротики. Сенсорный чудо-клей. Ага. Так, это выход. Томатриум. А тут у нас что? Какая-то генераторная чисто. Окей. Всем жителям убежища 101. А, ну да. Ну все, пока. Впустите нас, ублюдки. Помогите, да. Придурки, мы подыхаем. А, жесть. Ну что ж, погнали. Вау, как светло-то. Побег, задание завершено. Ну, давай скажем 30 пока. Легкое оружие прокачаем. Тоже до 30. Хотя, ну такое, ну так, давайте, сколько тут вообще было? 15. Ну давайте 25. И пятерку накинем на
Ремонт, наука. Давайте на бартер. Так, варюга. Взлом. Позволяет добавить одно очко к любимым параметру из special. Наука, медицина. Дополнительно 20 очков к общей сумме всякий раз, когда не начисляется. Ну, как будто вот это нужно брать, чтобы быстрее опыт шел. Ну, пошли. Adventures awaits. Так. Спрингвейл. Ну, типа, да? Я еще Билл Баллер. Ну, Баллер. Из уст вашего президента Джона Генри Эдема Робот-шпион прямо к Анклава. вашему сердцу. Торгуйте со всеми. Не объединяйтесь. Анклав мы не уважаем. Начальная школа Спрингвейла. Маленькая раньше. Ох, мать твою. А ты еще кто? Откуда ты? Тебя что, Мариарти послал? Кто такой Мариарти? Колин Мариарти. Хозяин салуна Мариарти в Мегатоне. Этот сукин сын думает, что я обычная наркоманка, которая украла его деньги. Ага. Ну, просто дай мне крышки, я скажу, что тебе нет. Мне надоело прятаться здесь, словно собаки с пустошей. Ну, пожалуй, так и надо поступить. Вот. Это все, что у меня есть. Прошу теперь оставь меня в покое. 400, неплохо. Да, в чем дело? Что ты будешь делать теперь? Не знаю. Накачаюсь наркотой до потери памяти. Жизнь на пустошах не сахар. К этому надо привыкнуть. Да. Нет, извини. С этой частью моей жизни покончено. А какие услуги Пока. она делала? Массаж. Соединенных Штатов. Эти бойскауты в сверкающих доспехах — обыкновенные уголовники, вооруженные обветшалым Нихера оружием. она тут. Преступники, которым хватает наглости захватить самый важный военный... Упор поддон. Да. О, мегатонну вижу, да. Пошли. И не дайся. Once again.
Добрый вечер. О, добро пожаловать, усталый путник. Судя по твоему виду, тебе срочно необходимо расслабиться с помощью лучшей химической помощи. Милый друг, тебе больше не придется сбиваться с ног в поисках. Ведь я Док Хофф, поставщик лучших медицинских товаров и химикатов. Итак, чем могу быть полезен? Прикол. Скажи, что тебе нужно, и, может, мы договоримся. Короче, продадим все дерьмо просто. Военные папки. Заколки нужная тема. Комбинезончики тоже все продадим. Мясо от тараканов продаем. Очищенная вода надо. Кстати, дорогая тема. Полицейские дубинки все продаем. А что у него есть-то у самого? Стимулятор куплю. Прикид туннель змеев. Нахер. Пневматическое ружье. Не, ну подарки я не продаю. Пульверизатор. Рабочий комбинезон, убежище. И... О, вот это говно продам. Так. Что же у тебя есть такого интересного? А, ну да, только стимуляторы был. Окей, все, погнали. Дай знать, если понадобится что-то еще. Увидимся, когда тебе снова понадобится что-нибудь особенное. Они тоже сбежали из убежища или как? Эти люди? Ой, да ладно, повнимательнее. А по-разному у них. А вообще по-разному. Будь я проклят. Опять новенькие. Меня зовут Лукас Симс. Я тут шериф. И мэр тоже, когда надо. Не знаю почему, но ты мне нравишься, парень. Да? Что-то мне подсказывает, что тебе можно доверять. Так что добро пожаловать в Мегатонну. Свистни, если тебе что-нибудь понадобится. Окей, приятно познакомиться. Дружелюбие и хорошие манеры. Похоже, мы отлично поладим. Не обижай моих людей, и можешь оставаться сколько пожелаешь. Понял. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Итак, могу я чем-нибудь тебе помочь? Так. Так, еще батя, ему на вид лет 50, не попадался такой? Не. Я не похищаю детей, что зыришь? У меня тут забот полон рот. Нет времени следить за каждым новеньким. Поспрашивай в городе. Че потом? Че потом? Требовать выкуп? Это пиздец, да. Кошмар. Вот такие вот у меня зрители. Пиздец. Ну, мне пора идти. Продолжайте. Кстати, вот лицо... А, я голый. Это лицо, которому можно доверять, запоминать. Так. Привет, здорово. Да, 19 лет.
Виски. Охотник. И причем это даже не воровство. Мой плюшевый мишка. Моя сковорода, мой кофейник, моя кружка, мое виски. Так. Так, ну это мои кексы. Моя кувалда. Какой деловой. Мои продукты. Вот этого ребенка надо украсть. Папа не любит, когда я говорю с чужаками. Кто тебя заботится? Мой папа, конечно. Он учит меня стрельбе, законам и как защищать людей. Конечно, когда он не слишком занят, ведь он охраняет город. Блин. Прости. Я не знаю, как его украсть. Миссия провалена. О, дверь. О, пупс, сила. Кайф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». А, привет. Что нужно этой пустоши? Здорово. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Так, погодите. Аудио. Никакого Уолтер. уважения. Точно говорю. Никакого. Что тебе нужно? Я еще моего батя, ведь 50 ему. Может, это тот деятель, который не так давно торчал в салуне у Мориарти? Ты поспрашивай там. А ты чем занят? Я присматриваю за водоочистной станцией. Эта старая ржавая железяка дает нам чистую воду. Пока что. И чем ему помочь? Не секрет, что водоочистная установка доживает последние дни. А я в городе единственный, кто хоть как-то в ней разбирается. Ага. Я столько времени вожусь с установкой, что меня уже не хватает на устранение протечек в трубах. Я не жду многого от чужаков. Но если ты разбираешься в технике, то мне не помешает человек, который будет искать и устранять протечки. Ну это я могу. Сколько всего протечек? Судя по давлению в установке, я думаю, что трубы лопнули в 3 местах. Нужно проверить трубы и клапаны, но их не так легко обнаружить. Надеюсь, ты можешь помочь. Если бы в городе знали, как паршиво обстоят дела, даже не знаю, что бы произошло. Ладно, за работу. Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Малыш плачет. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Что тебе нужно? Что мне нужно делать? Песню A Wonderful Guy. A wonderful guy. Вижу. What the fuck? Oh no! У меня не хватает, что ли? Хера не хватает.
Так он надетый. Я взял это задание с уверенностью того, что я его сейчас изи сделаю. А тут вот те раз. Так, а что еще могу сделать? У меня ментату, может быть, есть. Блин, ну ладно, придется заниматься чем-то другим. Хочешь поторговать? Тогда тебе нужен магазин на кратере. Магазин на кратере. Пустой дом, может быть. Блин, давайте я музыку вообще погромче сделать. Что-то вообще... О, китайский офицерский меч. Грохнут варвар. Пистолет. Плюшевый меч. Anything goes. You drive it fast cars, you like to blow bars, you like to mold in, you like to bear lift, you like to make west, you like for me unbest, you like why nobody will come close. When Женский туалет. У тебя в игре FPS 300, я представляю, как пару лет все будут киберпанк. Солсбери стейк. Из ванны взял. Не из унитаза, на минуточку. И, конечно же, я его кушать не буду. Дом Люсилис. Anything goes. Крам. О, вторая практичка. Странно, кажется, что Мегатон постановил вокруг атомной бомбы. Возможно, мне следует поспрашивать людей вокруг, чтобы узнать побольше о ней. Прикольно. Если хочешь что-то... Кто это тут у нас? Да неужели? Новый член нашего скромного сообщества? Добро пожаловать, милое дитя! Добро пожаловать в Мегатон! Да, здорово. Я исповедник Кромвель, пророк атома и отец немеркнущего сияния. Прошу тебя, дитя, приходи в церковь в любое время. В любое. Удивительно, что их радиации прям, ну, не ебашит от этой бомбы. Да. Какие новости? Хочу побольше узнать о церкви атома. Да? Что ты хочешь узнать? Здорово, Пилигрим. Почему поклонились бомбе? Тем, кого призвали к атому во время Великого Деления, очень повезло. Им было позволено помогать процессу атомного созидания.
Мы ищем того же в символах и наяву. И бомба, как вы ее называете, представляет вместилище атомного созидания. Мы преклоняем перед ней колени и просим, чтобы атом призвал нас на помощь. Мы молимся, чтобы из нашей жалкой плоти он создал новую жизнь. А в чем заключается ваша вера? В основе веры детей атома лежит идея, что в каждом отдельном атоме содержится целая вселенная. Но... Когда атомная масса делится, единая вселенная разделяется на две части. Это величайший акт атомного творения. часть понравился. Нормально, Подчас хорошая игра. в едином божественном действии Она просто слишком рождаются триллионы триллионов новых вселенных. Оригинал Последнее намного такое короче. событие произошло здесь, 200 лет назад. Я ее даже на новой Там, игре где плюс большинство прошел. потерянных детей атома видят лишь войну и разрушение, мы видим созидание и единение в атомном сиянии. Понимаю. Как пожелаешь. Да сияют тебя лучи, дитя. Приятно Вот вновь так вот. видеть Лучше тебя. светить то лицо. Мил- Вы когда-нибудь покидали Мегатонну? В молодые годы я много путешествовал, но это была другая жизнь. Как я понимаю, тебе нужна информация и совет, да? Могу посоветовать только одно. На пустошах ты не найдешь большего богатства, чем сокрыто в твоем сердце. Ну да. Окунись в свет атома, и ты все поймешь. Есть такая тема. Да Здорово, Грем. усрите. Не, сегодня я даже не начинал. Решил пока с игры начать. Глядите-ка, опять к нам неженка из убежища. Так вот, подземное отродье. Я вас всех терпеть не могу. Держись от меня подальше, чтобы не было беды. Судя по виду, ты не из этих краев, откуда ты? Тут не о чем говорить. Раньше я жил на пустошах и был настоящим мерзавцем, но все это давно Галилео, позади. да. А тебе не приходило в голову вернуться? Что? Вернуться куда? Обратно пустошь, приятель. Ты же тут наверняка умираешь от скуки. Я все это оставил позади. Осточертело грабить, убивать и все такое. Я теперь другой человек. Да, убийства, грабежи, вот это веселье, верно? Знаешь, иногда мне этого не хватает. Свободной жизни и всего такого прочего. Но я же конченый человек. Какая команда меня возьмет? Нынешняя молодежь ничего не знает об уважении. Ну, пойдем со мной. Не обижайся, детка. Но ты не из той породы, с кем я привык водиться. Я о тебе наслышан, чистюля из убежища. Не думаю, что мы споемся. Нет, тут не А, мне так карма, уж плохо. типа? У меня остались хорошие воспоминания и ничего больше. Нет смысла их портить, верно? Видимо, надо быть нейтральным. Теперь я точно знаю, что впервые тебя вижу в Мегатонне. Сейчас угадаю. Ты тут просто случайно? К нам постоянно приходят новые поселенцы, но ты выглядишь не так, как они. Впрочем, ладно. Что слышно в городе? Я не так много знаю. По правде говоря, я отсюда практически не выхожу. Слишком много работы, слишком мало времени. А что в меню? Извини, дорогуша, лапшичная закрыта. Если тебе что-то нужно, обратись к Лео в ресторане. Удачной дороги, чужак. Давай. Блин, сложный. Это насколько типа? 75 надо мне?
Так. Ага. Raise it. Арбуку, скорее всего, правильно стоит, да? Блять. Рокс? А, не Рокс. Нет, не Рейсис, не Рокки. Погодите, а чё? Погоди, я сначала чё нажал? Raise it. Rolls. R правильный. То есть Рейдс не подходит. А ты играл в Рагнарёк на ПК? Нет еще. Вчера обновка оптимизации был на нее. Я еще не запускал в первую Valkyrie. А так хотел поиграть, да? А может я ошибаюсь? И это не R? То есть... А может... И нет. А может А? Бля, не. Назад все. Nears. Вирус? Hats. Вообще. Я купил за 450, теперь самая дорогая постарка. Джонс. Лордс. О! То есть О и С правильно стоят, значит... Сортс? Блин, ну рисковать не могу. 360. Ну тоже хорошая карта. Woman. Не woman. А что в ума неправильного? Может быть я? Да. А может и М. А может его, блядь. Лумс. О. Гудс. О, наконец-то. Погоди. Гунс. Наконец-то, блин. Заметки о Лео. Мне страшно даже думать, что Лео обворовывает нас, но он не может объяснить, куда деваются деньги. Крышка или две? Да, такое бывает, но речь идет о сотне или больше в месяц. Я не могу обвинять его в воровстве, но дело нечисто. Самое странное, Док Черч, похоже, знает что-то про Лео, но мне не говорит. Наличность. В этом месяце у Лео опять нет сдачи. 124 крышки на сей раз. Мне нужно присматривать за ним. Либо он небрежен, либо ворует. Заметки о товарах. У нас опять нехватка по ряду позиций. Я не могу объяснить это. Дистилляционный аппарат обеспечивает нам нужное количество выпивки, но куда же все девается? Надо мне приглядеть за Лео. Я начинаю думать, что между этим и пропажей денег есть какая-то связь. Энди. Балдеж.
Сидишь? Так, Энди. Опять ты. Ступай и найди Дженни или Лео. В смысле ее? Извини, что отвлекаю, Энди, у меня всего пара вопросов. Ну да, только давай побыстрее. Ладно. Ну и... Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Ну, что у нас рифмуется с ротовой полостью и убивает остатки совести? Точно! Пришло время шалостей. Черт, не та рифма, да? Тогда, может, послушаем новости? У меня к вам вопрос, дорогие мои слушатели. Мальчишки и девчонки. Вы когда-нибудь видели дерево? Нет, не эти кривые черные коряги. Я говорю о настоящем дереве. С коричневой корой, зелеными листьями, фотосинтезом, как в старых книжках. Итак, что если бы я, всемогущий Тридог Найт, сказал вам, что где-то прямо тут, на столичной пустоши, есть место, где растет много деревьев. Настоящий зеленый оазис в наш вонючий век цвета детской неожиданности. Я Док Чёрч, и я заведую этой клиникой. И прежде чем ты обратишься ко мне за помощью, запомни несколько правил. Правило первое. Не надоедай мне. Если решишь мне надоедать, тебе лучше оказаться трупом. Мне хватает возни и с теми людьми, которые мне по душе. Не забывай про правила. Я буду тебя штопать, ты будешь мне платить. И мы найдем общий язык. Какой милый доктор. Вы не знаете чего-нибудь об андроиде, которому был нужен хирург? Что? Какая-то шишка с севера искала хирурга и хорошего компьютерщика. Я пропустил это мимо ушей, и тебе советую. Искусственный человек. Так, купить медицинский препарат. Конечно, это не... Ну... Всякое говно ему продам. Наливные яблоки. Пульверизатор. Ну, ладно. И все? Так, что знаешь о местных жителях? Врач не рассказывает о своих пациентах, по крайней мере, чужакам. Ты просто помочь так. Слушай, на вид ты вроде бы ничего. И я надеюсь, может, тебе удастся хоть немного парня научить уму-разуму. Кого? Лео встал. Мальчишка подсел на винт. Я его тут пару раз ловил на краже анестетиков. Даже его родные не в курсе. Он ночами пробирается на водоочистную станцию, чтобы там ширнуться. Не знаю. Я не могу до него достучаться. Может, у тебя получится? У него 2 оттенка бровей. Будь поосторожнее. Привет тебе, милое дитя. Мы, кажется, не знакомы. Я мать Майя, пророчица атома очень и всепроникающего света. Прям одно Помни, лицо. милое дитя, все мы дети атома, и сама ткань Вселенной в наших руках. Добро пожаловать в Мегатонну, и да пребудет с тобой мир. Что слышно в городе? Понятия не имею. Если тебе это важно, поговори с Мандией. Она дольше всех живет в Мегатонне. Церковь? Об этом тебе лучше спросить моего мужа, исповедника Кромвеля.
А, ты старше его или что? Все мы заблудились, хоть и каждый по-своему. Где-то тебе нужно оказаться, дитя мое. Торговец оружием? Мне больно думать, как легко мы прибегаем к насилию. Ладно, короче, ты мне не поможешь вообще никак. Что еще тебе нужно? Да... Активировать. Взрывчатка, ремонт или наука 50. Сложный. Дети атома. Так, что тут у нас? Мать моя. А, ты уже здесь, мать. Одежда наемного патрульного. Кто меня обнаружил? Непонятно. Так. Кожаная броня. Оу, Так. Races. Должен. Нормально, угадал. Так, ядро атома. Люди часто и наивно спрашивают меня, исповедник, почему вы поклоняетесь бомбе? Как любопытные дети, они приходят ко мне с вопросами о самом явном и, возможно, спорном аспекте нашей веры. Простодушные слышат моим проповеди, произносимые перед великим символом. Они видят, как мы омываем тела в водах и задаются вопросом, к чему мы стремимся, не стремимся ли мы к опасности, не хотим ли мы даже совершить самоубийство, и хотя вы, вероятно, испытываете желание ответить им гневной отповедью, мы, милые дети атома, так делать не должно. Философия атома учит нас миру. Мы должны учить простодушных и преодолевать их невежество. Мы должны научить их осознавать славу деления прошлого и искать славу деления будущего. Учите их, дети мои, учите их, и презренная гниющая плоть их даст рождение бесчисленным жизням во время деления. Учите их, что не нужно оплакивать ушедший мир, но славить тех, кто был разделен. Расскажите им о нашей благословенной, славной и мирной вере и о том удовлетворении, что мы находим в наших трудах. Учите их, дети мои, учите их упорно. И в этом учении найдете покой, обретете ваше место в мире. Это главное, что говорит нам атом. Распространяйте, растите, общайтесь. Идите с миром, мои драгоценные дети, идите в сияние атома. Прикольно. Трактат о втором пришествии. Они как эти, да? Я помню таких ребят в первом и втором Fallout. Но они немного другие были. Например, эти последователи Апокалипсиса были. Поклонники Апокалипсиса, что-то в этом роде. Армагеддона или... Но у них типа была такая же типа тема по типу... Ну, не такая же, но другая. Их вот объединяет одно, то, что они не любят насилие, короче. Вот в этом они едины, да. Но трактование своей веры и там прочее было, ну, разным на самом деле. Второе пришествие атома. Добро пожаловать. Атом — это свет.
мощь. Атом — это изменение. Атом — это очищение, приносящее порядок в хаос. Атом — это чистота. Атом — это мир. Атом — это надежда. Размышление о делении. Я часто спрашиваю себя, не пришло ли время для второго деления? Готовы ли мы, живущие благословленной атомом деревушки, к его наступлению? Правильно ли я подготовил моих прихожан к моменту, когда его великий алтарь раскроется и явит нам сияние его славы? Я просто человек. Могу ли я повести этих людей к сиянию славы? Могу ли я стремиться вызвать деление? Водочистная станция. Так. Черт возьми! Ты тут впервые, верно? Я устал. Да, конечно. Наряд слегка странный, но это ничего. Меня зовут Лео Стал. Очень приятно. Я так понимаю, ты крепко сидишь на химии. Проклятие. Кто тебе сказал? То есть, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Да все уже. И как тебе удается скрывать это от всех? Я могу тебя подзаправить. Надежного пушера в этих краях найти нелегко уж, поверь мне. Я торгую только после смены в латунном фонаре. Если что понадобится, ищи меня у водоочистной станции. И как ей с этим живется? Слушай, оставь свои дерьмовые мнения при себе, ясно? Просто ничего не говори Дженни и Энди, и проблем не будет. Подзаправишь? Ну да, конечно. А как я пришел к тому, что... Я просто спросил, как он, сука, скрывается, и все. И теперь мы, блин, деловые партнеры внезапно. Че за хуйня? Мориарти считает, что он... Но главный здесь все же Лукас Симс. Это все знают. Мориарти. Очень похоже на ситуацию из первого Fallout. Там город один же был, как он назывался? Типа хаба или что-то в этом роде. Ёб твою мать. Я пришел жестко рассказать тебе кое-что. Опять ты. Да блин. О! А, серьезно? А как так-то вообще? Черт возьми! Я хочу тебе помочь. Помочь? Мне помощь не нужна. Да, я торчок, ну и что с того? Я никому ничего плохого не делаю. Ха, ты делаешь плохо своей семье, Лео. Дженни и Энди любят тебя. Милая попытка. Ладно. Мне просто интересно, это как работает. Привет. Черт возьми! Ну, то есть, сработать может или нет? Может. Наверное, так оно и есть. Я должен рассказать им о своей проблеме, да? Это было бы правильно. Даже не знаю, что сказать.
Я их несколько лет обворовывал, чтобы получить очередную дозу. С чего мне вообще начать? Я что-нибудь придумаю. Слушай, я хочу отблагодарить тебя за помощь. Без тебя я никогда бы не понял, каким я был кретином. Возьми этот ключ. Он от моего тайника на водоочистной станции. Ну, просто день куда-нибудь всю эту дурь. Сожги и продай. Мне все равно. Спасибо. Будет нелегко. Но я постараюсь. Спасибо. Так. Это 3 Dog Night. Ваш луч света в темном царстве. Или, как минимум, единственный нерадиоактивный луч. В студии с вами я. И самые свежие новости. Всем известно, что 3 Dog Night знает о многих сумасбродных делах, творящихся в столичной пустоши. Фанатик оружия, но вот как будто это бы всех прикольно. за пояс Легкое оружие и ремонт. Разные источники сообщают мне о том, что парочка придурков в карнавальных костюмах устраивает драчки за контроль над поселком по имени Кентербери. Одному из этих идиотов помогают роботы, а на другой стороне сражаются жуки и мутанты. Изо дня в день повторяется одна и та же идиотская сцена, но силы равны и никто не может победить. Так что если ваши дела занесут вас в Кентербери, будьте начеку и держите ствол наготове. До скорых встреч, с вами был 3 Dog Night. Вы слушаете радио Новости Галактики, который расказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. А теперь немного музыки. Он сказал за водочистной станцией или чё? Подожди, Джонас. Сначала мне нужно это записать. Ага. Даже не знаю, как тебе это сказать. Я надеюсь, что ты поймешь, но понимаю, что наверняка разозлишься. Я очень долго думал об этом, но в конце концов решил, что лучше ничего тебе не говорить. Столько всего могло сорваться, и невозможно предсказать, как отреагирует смотритель, когда узнает. Пусть лучше во всем он винит меня. Вероятно, ты уже знаешь, что я ушел. Я должен был это сделать. Ты уже взрослый человек. Ты можешь жить самостоятельно. Может, однажды все изменится, и мы снова сможем увидеться. Я не скажу тебе, почему ушел и куда направляюсь. Не ищи меня. Я этого не хочу. Господь свидетель. Жизнь в убежище не идеальна, но здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Мне достаточно просто знать об этом, чтобы жить дальше. Не хочу тебя торопить, док, но нам и правда пора. Ладно, пошли. Прощай. Я люблю тебя. Кстати, стихи. Серые стены, толстая сталь, тюрьма, казематы. Маленький человек в подземном мире. Мама, папа, я жив или умер? Нет, нет. Возродись в чистом сиянии неона. Я вижу мужское лицо, твердый взгляд. Отец мне, отец каждому. Смотритель, хранитель жизни, дисциплина. Блин. Она просто дала мне стишок про смотрителя, говоря, что это подарок на мой день рождения.
Из личинки куколка, из куколки рабочая пчела. Жужжание, медовые соты из стали. Лучший первый. Вот что значит 1 в числе 101. Пройдет время, и серый свет стен станет цветом волос и души. Тогда придет вечный сон. Яркий огонь знаменует покой. Да. Эй, док! Я тебе это рассказываю только потому, что тебе, похоже, можно доверять. Тебе приходилось слышать об искусственных людях, которых делают на севере, в Содружестве? Ну вот, слухи Институт. не врут. Их называют андроидами. Они совсем как мы, люди, только сделаны из другого вещества. Мне знаком один из этих андроидов. Он ищет доверенного врача, чтобы сделать пластическую операцию. Справишься? Или, может, знаешь кого-то, кто может это сделать? И еще, не знаешь кого-нибудь, кто был бы настоящим докой в компах? Ну, это может быть буду я. Так, кстати, ремонт. Я теперь могу делать ремонт. Oh. Пароль Мариарти. Вот это я, да, нормально. Местные. Джерико плохой мальчик, я знаю все о нем, и Дженни стал. Он пытался пихнуть ей ствол, а она орала нет. Им повезло, что ствол не выстрелил, или весь клан встал бы на рога. Он думает, что он тут царь горы, гуляет по Магетонне, щеки дует. Если он попробует вести себя так со мной, я всем расскажу о случае Дженни. Никогда не доверяй тому, кто подсел на химию. Это то, что я выучил, пытаясь иметь дело с этим уродцем. Он витает выше птиц в облаках и пытается задружиться с новой. Она слегка шлепнула его, когда он не расплатился. Хорошая девочка. Я чуть было не вышвырнул его, но он, пошатываясь, утащился сам. Этот парень может стать соломинкой, которая сломает хребет Энди. Энди стал. Этот парень отдельная головная боль. Решится открыть гребаный бар в моем городе. Что за осел, клянусь. Это не просто так. Надо бы подумать, как подрезать ему крылышки. По крайней мере, у меня всегда есть мое секретное оружие. Нова. Лучшее развлечение в городе. Нова. Это наркотик типа какой-то? Билли Крилл. По уши залитый ядерколой ублюдок. Повсюду таскает свою маленькую дочку Мэгги, будто гордый папаша. Да, точно нашел ее, когда она бродила по пустошам. Как же поцелуй меня в жопу. Бьюсь об заклад, старик Билли сам накормил родителей Мэгги в свинцовой каше, а потом добавил девчонку к своей коллекции трофеев в выгребной яме, которую он называет домом. Не стоит за ним приглядывать. Док Черч. Черч думает, что он да нельзя крут. Все бегут к нему, стоит им заносить пальчик. И он заглатывает их крышки, как алкоголик виски. Если бы люди только знали, что он был врачом у работорговцев из Парадис Фоллс, они бы мгновенно выкинули нашего крутого парня из города. Но я думаю, приберегу-ка я этот камушек в кармане. Вдруг пригодится. Пришлые. О, мистер Берг. Парень тот еще извращенец. Как-то протираю я стойку, этот мерзавец появляется будто ниоткуда. Я даже не слышал, как дверь открылась. Он рассказывает мне, что ждет, когда сюда заявится какой-нибудь типа оппортунист. И ладно, пока он платит за выпивку, может оставаться тут, пока эта чертова бомба не взорвется. Мне это мало трогает. Мистер Берг. Джеймс. Итак, из ниоткуда Джеймс вернулся в Мегатонну. Поскольку он бывал здесь раньше, он спросил меня, где к чертям собачьим он может узнать, каков расклад и что сейчас происходит на свете. Я рассказал ему о радиостанции «Новости Галактики» в руинах округа Колумбия и о том парне по прозвищу Тридок Найт. Он опять ушел, как в тот раз. Я помню.
как он появился тут впервые. То было почти 20 лет назад. Я никогда не думал, что найдется кто-то, кому захочется или тем более удастся попасть в убежище. Но у него, видно, были свои причины. Он был с ребенком. Младенцем, который орал, не переставая. В обычных обстоятельствах я бы просто вышвырнул их из заведения, но он умел находить нужные слова. И вот он ныряет в убежище и пропадает почти 20 лет. На 20 лет. Думаю, это неплохой парень. Правда, он не расположен тратить пушки. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы». Интересно, интересно. Давай, железяка поганая. Каждый чертов день одно и то же. Говорю же, Харри, это не приемник. Частоту анклава отлично берет. Это новости галактики. Мы с Аргайлом старые друзья Рокополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стол. Работай. Вот это да. Вот это да. Именно тогда, когда я почти расстался с надеждой. Дорогой мой мальчик, я счастлив с тобой познакомиться. Меня зовут мистер Бёрк. А ты... Ну что ж, ты явно не из обитателей этого зловонного болота. Одно это делает тебя незаурядной личностью. Ну давай, говори. Наконец-то. Человек с представлениями о вежливости и здравом смысле. Я представляю некоторых заинтересованных лиц. Эти заинтересованные лица считают этот город, эту мегатонну, досадным пятном на цветущем городском пейзаже. Ага. У тебя здесь нет привязанности, никакого интереса к делам этого болота или к его участи. Ты можешь помочь стереть это небольшое недоразумение с карты. Понял, окей. Ты хочешь уничтожить город? Нет, я всего лишь рекрутер. Настоящее удовольствие достанется тебе. Не взорвавшаяся атомная бомба в городе, названном в ее честь, вовсе не протухла. Ей достаточно всего лишь небольшого толчка. У меня имеется импульсный заряд. Его достаточно подсоединить к бомбе, а затем ты активируешь его из безопасного укрытия. Легкие деньги. Согласись. Да уж. Накинь еще 500 крышечек и договорились. Отлично сыграно. Плюс 500 крышечек к основной плате, когда мегатонна будет лежать в развалинах. Вот импульсный заряд. Помести его в бомбу. Потом отыщешь меня в Тенпенни Тауэр. Это к юго-западу отсюда. Достаточно далеко, чтобы взрыв нам не угрожал. Не ошибешься. Окей. Вопросы есть? Погибнет много невинных людей, я могу их предупредить? Категорически исключено. Городок, люди — это все едино. Жертва во имя светлого будущего. Уверяю тебя, мертвыми они стоят в 10 раз дороже, чем живыми. С этой бомбой без технических познаний не совладать, что если у меня ничего не выйдет. Не хватает образования, да? Тебе и не надо ни в чем разбираться. Просто прикрепи импульсный заряд к детонатору. Если зайдешь в тупик, поговори с Лео Сталлом. Возможно, у него найдется что-нибудь тебе в помощь для сосредоточения. Репутация у него соответствующая. Ментата, да. Не стану тебя задерживать. Здорово, Скар. Лови, дурацкий приемник. Сукин сын.
Вот это классное оружие. Тебе что-нибудь нужно? А что со звуком? Блин, радио вообще дерьмо, чувак. Эй, гладкая морда, тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь? Ну, хоть что-то. Дай-ка поразмыслить немного, добрый человек. Погоди, ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзовешь? Ты что, смеешься? Нет, не собираюсь. Ну и ну, вот так сюрприз. Я привык, что в этом городе любой гладкомордый об меня ноги вытирает. Только потому, что я похож на труп. Бедняга. Приятно видеть, что остались еще на свете и приличные люди. Послушай, Мориарти с меня шкуру сдерет, если узнает, что я продаю что-то со скидкой. Но ради тебя я готов рискнуть. О, класс. А что за радиостанция «Новости Галактики»? Мистер Мориарти говорит, что можно ее не переключать. Это хорошая волна. Мне нравится слушать того диджея Три Дагнайта и его рассказы про светлую сторону. Ах, как бы я хотел быть вместе с ними, а не торчать в этой дыре. А сам-то откуда? Есть такое место. Подземелье. Подземный город Гулей в Вашингтоне. Я ушел оттуда на поиски богатства и приключений, ну, и оказался здесь. Тут я застрял. Колин не отпустит меня, пока я не выплачу ему долг. Понятное дело, за еду и крышу над головой я ему тоже плачу. Если когда-нибудь окажешься в подземелье, передавай Кэрол от меня привет. Окей. Все, что пожелаешь, друг. Так, давай-ка стимуляторов. А я тебе... Кожаная броня хорошая так-то. Так. Хотя... Не, ладно, не будет ничего. Не бей меня. Да не буду я. Так, что тут еще у вас есть? VIP-зал, так сказать. Дверь средней. Так. У меня 50 взлома нету, да? Нету. Нова. Так. Привет, меня зовут Нова. Ты недавно в Мегатоне, да? Вот и иди дальше, не задерживайся. А то бывает, иные из нас остаются на пару дней, а оглянутся, 5 лет пролетело. Едрить. Так. Что там насчет радиостанции? А? Ты спрашиваешь, почему Харри лупит по приемнику? Здесь на пустошах всего 2 радиостанции. Есть частота Анклава. Не знаю, кто они, и думаю, что это еще довоенная пленка, которую просто по кругу гоняют. А есть станция «Новости Галактики». Это некий Три Дагнайт откуда-то из Вашингтона. Но какое-то время назад сигнал пропал. Отца еще? Да, такого я помню. Он говорил с Мориарти. Сложно забыть такого красавчика. Это он похож на меня. Рассказывай. Значит, ты любишь играть грубо. Что ж, это за дополнительную плату. Вон отсюда, мелюзга. Ищи папочку где-нибудь еще. Так, нет. Немного не то. Сейчас, подождите. О, другое дело. Это безнадежно. Здесь ничего нет.
Да, согласен, вообще голяк. Так, стой, ты кто? Да что вот тебе нужно? Мориарти. Колин Мориарти к вашим услугам. Добро пожаловать к Мориарти. Мой салон, мой дом, мой маленький рай в этой чертовой дыре. Любой каприз за твои крышки. Садись и устраивайся поудобнее. Все твои проблемы остались в прошлом. А что это за радиостанция «Новости галактики»? Новости галактики — это сборище трепачей, которые засели где-то в руинах Вашингтона. Главный там у них некий псих по имени Тридогнайт, который вечно зудит про какую-то светлую сторону. Полная чушь. Но, пожалуй, если хочешь знать, что происходит на пустошах, это к ним. Мне на все это наплевать. Чем занимаешься? Мое дело — снабжать реднеков выпивкой и жратвой. Они в ответ снабжают меня крышечками. По-моему, честный обмен. Что слышно в городе? Я держу салон, деточка. Слухи — неотъемлемая часть моего бизнеса. Так что одним я поделюсь бесплатно. Есть здесь милашка Люси Вест. Не доводилось встречать? Она боится. Кого или чего, я не знаю. Но ее страх нельзя не почувствовать. На этом давай прощаться. Так. Харя. Блок сигарет. Откуда он вышел вообще? Что за прикол? А, видать отсюда. Так. С радиостанцией-то работает, не? Это Рой Браун, и поет он об одном единственном падчере Пите. Бutcher Pete. Дом Натана и Мани. Привет, чужак. Меня зовут Манья. А этот старый недоумок — мой муж Натан. Недоумок. Если тебе нужна помощь, то лучше спроси меня. А Натана ни о чем не проси. Он только и может что целыми днями трепать языком про свой чертов анклав. Что слышно? Меня сейчас только одно беспокоит. Чем занят мой полоумный супруг? Он слоняется тут днями и ночами, проповедует про анклав и пытается раздобыть детали для своих ружей. Даже не знаю, кто из нас больше спятил, он или я. В конце-то концов, я за него замуж вышла. Было здорово. Глядите-ка, свежая кровь! Скажи, парень, ты когда-нибудь об анклаве слышал? Они — это все, что осталось от старых добрых США. Конечно, тебя я вообще не знаю, но по виду ты истинный патриот. А любой патриот сочтет за честь поднять оружие ради анклава. Вот уже совсем скоро они прибудут сюда, и тогда весь этот кошмар закончится. Впрочем, тут я разболтался. Меня зовут Натан. Что я могу для тебя сделать? Бедняга-то он не знает, что анклав вообще на самом деле из себя представляет. Не, ну как бы это старое правительство США, которое дожило до этих дней, да, это правда, но что они хотят сделать, вот этого вот он не знает. Они же хотели распылить вообще на весь материк Америки вирус ВРЭ с... Не, ну даже не вирус ВРЭ, а какую-то вариацию вируса ВРЭ, которая убивает просто всех людей, которые подвержены какой-либо мутации, в принципе. То есть и супермутантов там, и вообще все практически живое. Но животных это не тронуло бы, кстати. Чисто людей. Ну, гуманоидов, так сказать. Почему ты поддерживаешь анклав? Почему? Почему?
Оглянись по сторонам. Это же старые добрые Соединенные Штаты. Ну, конечно, наша родина теперь выглядит чуток иначе, но ты по-прежнему на американской земле. Даже если ты родом из подземного убежища, оно под Соединенными Штатами, а значит, ты тоже американец. И наш с тобой долг — поддерживать нашу страну и президента, что бы там ни было. Тебе ясно? Прикольный чел, да. Чисто потому, что он, ну, типа, находится на территории США, он такой, блин, я должен этой стране. Ну, просто потому, что он, ну, физически здесь находится. А родился бы он, ну, допустим, находился бы он в Китае, он бы, наверное, так же пел. Ну, типа, за Китайскую Народную Республику. Блин, странная тема вообще, да, на самом деле, если так подумать. Ты что, смеешься? Гражданин обязан ставить под сомнение действия правительства. Как можно? Это немыслимо. Где это в Конституции говорится, что мы должны не верить собственному правительству, а? Неужели ты считаешь, что те, кто восставал против тиранов, хотели, чтобы за ними шли, не думая? Ну, если так ставить вопрос, стой! Да ты просто пытаешься меня запутать своими книжками и всякими выдумками прохвостов из убежища. Привет, Ветрок. И слышать ничего не хочу. У тебя есть еще просьбы? Или на сегодня с бредятиной покончено? Если ты никогда не видел анклав, как ты можешь судить? Они вещают по радио. Уже много лет. Президент Эдем рассказывает обо всем, что они делают. Они повсюду разослали летающих роботов, чтобы следить за всем и быть в курсе того, что делать, когда придет время для полной очистки. Вот увидишь. Меня считают сумасшедшим стариком. Все изменится, когда сюда придет анклав. Что вообще такое анклав? Это американское правительство. Наш орел. Мы народ. Более совершенный союз. Пора. Боже, благослови анклав! Рассказы о приключениях Глупый сменщика старик. Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Рокополис между молотом и наковальней». Эй, отвали, зомби. Никаких интрижек. Интрижек? Приобщаться к словам пророка. Какие уж тут интрижки с орлиным клювом! О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце. Я всегда знал, что эта стерва бессердечная. Видите, шеф, бессердечная. Может, твоему кунг-фу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще придется поработать. Что это значит? О, великолепный король Тук, бесстрашный глава Рокополиса, это я, Смельчак! Смельчак Дэшвуд. Герберт Дэшвуд? Я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что? Да? Что такое? Все трубы в исправности. Будь я проклят! Давление в установке поднялось. Похоже, что течи совсем нет. Спасибо тебе! Да. Спасибо! Но знаешь, рано или поздно где-то опять лопнет труба, а тебя может здесь и не оказаться. Давай заключим сделку. Я буду платить тебе крышки за любой металлолом, который ты раздобудешь. На пустошах его должно быть полно. Если у меня будет достаточно лома, я смогу поддерживать установку в рабочем состоянии. Да и с трубами проблем не будет. Договорились? Хорошо. Значит, все не так уж и безнадежно. Эти детали обеспечат работу установки и дадут городу чистую воду. Если удастся что-то найти, сразу иди ко мне. Да? Что такое?
Хочешь купить металлом? И даже очень, сынок. Что у тебя есть? 5. Чем больше их у меня, 50. тем дольше будет работать станция. Неплохо. Ну, мне пора идти. Ладно, за работу. Заебал. Блин. Классно мужик работает. Ладно, заработал. И ложится. И огонь его великолепия навсегда выжжет. Будь я проклят. У тебя получилось. Тебе удалось ее разрядить. И даже награды не просишь. Черт, не почему было... бы тебе тут не поселиться? Вот ключи и дарственное на пустой дом. Теперь ладно. ты житель Мегатонны. И, кстати, поговори с Мойрой, хозяйкой магазина на кратере. У нее всякого барахла навалом. Она поможет тебе обставиться. Это пельмень. Я сегодня тоже пельмень готовил, кстати. Береги себя. Black Express. They swim and they fish, but that's what I do all year round. Who's the girl? Локальный культ. Так, ща подойду. Подседалю. So I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Это Ink Spots с песней Maybe. Так, ща я быстренько пойду, надо сфоткать счетчики. When you are lost
alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will I do? Maybe you'll sit inside, wishing that I would live. Then maybe you'll ask me to come back for you. Это я, ребят. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, так. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис-Фоллс. Поверьте мне, шеф, я одной левой этого работорговца уложил. Мигом. Опа! А теперь стой спокойно. Ай да, Аргайл, ай да сукин сын, у тебя получилось. Придержите благодарности, шеф. Нам еще нужно выбраться отсюда. За мной, пока охрана не смотрит на главные ворота. Не так быстро, мой прогнивший товарищ. Та девушка, с которой мы сюда попали, мы ее последняя надежда. Вперед! Все бы ему дамы. Ну ладно, ее заперли вон там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, закурить не найдется? Лотос! Я! Ха-ха! А теперь дверь. Как два пальца, шеф. Ну вот, леди, вы спасены, а теперь выходите. Что за... Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Из Парадис-Фоллс никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Брось оружие, поганый работорговец. Вы в порядке, ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала, но тут вы попали в передрягу. Постой-ка, сестренка, это мы тут спасатели. Да ладно тебе, Аргайл, не будь букой. Мы должны поблагодарить девушку, мисс... Пенелопа Чейз, охотница за преданным.
Можешь потом поставить мне пиво. А теперь давайте заканчивать эту вечеринку и убираться к чертовой матери отсюда. Вперед! Аргайл, мой старый друг, кажется, я влюбился. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I sigh or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll sing that red letter day, when I will pop the question and you say okay. Say then we'll be married in the month of May. I'm tickled pink, the things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I cry or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll reach that red letter day, when I will pop the question and you say okay. Say then we'll be married in the month of May. Сейчас Текс Беннеки споет песню «A Wonderful Guy». I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as Blueberry Pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional scar in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as tried and as gay as the daisy in May, a cliche coming true. I'm romantic and bright as a moon, happy night, pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Я тебя вижу. I'm in love. Пока. Wonderful guy. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I'm as tried and as gay as the daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic and bright as the moon, happy night, pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy.
Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас 3. Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это отучит слюнтяев из Paradise Falls за нами бегать. Вроде как это последний, шеф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Ха! Вот что нужно этой пустоши. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Глупый человечек, заткнись! Теперь ты пойдешь с нами. Супермутанты! Из огня до... Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас не время для шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Старая добрая пуля в Шейди Сенс. Ах, как болит. Сладкокожие, у вас все в порядке? Надо же, Аргайл. Для Гуля ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да, Аргайл спасал мою шкуру столько раз, что я давно сбился со счету. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, шеф, вы не справлялись. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения. О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, Смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку. Это Рой Браун, и поет он об одном единственном падчере Пите.
Ever since Pete flew into town, he's been having a ball. Just cutting and chopping for miles around. Single women, married women, old maids and all. Oh, Pete! He loves that meat. Wakes up in the morning, 5:30. Chops from sunrise to sunset. I don't see how he stays alive. Meat's gonna be the death of old Pete yet. The police put Pete in jail. Yes, they finally met his fate. But when they came to pay his bill, they found him chopping on his cellmate. That's what your Pete has been praying this man. Tried to chop down the wind in the rain. Just hacks on anything he can get. Say, turn this record over. You ain't heard nothing yet. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do it. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your ambition that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. To start blaming your heart. I believe
Как она там называлась? Тохтенцайтлери. Как называется? А? Yeah, Mama, have fun. Папа кинул ты по. Yeah, Mama, have fun. Сюда? Было. Хром, скорее всего. Точно. Буда. Это Fallout. Fallout. Это игра. Да, котенок. Это нам на каяк надо. Угу. Все. Грязной плоти. Позвольте представиться. Я Уотсворт, ваш личный рободворецкий. Я здесь для того, чтобы угождать всем вашим желаниям, чтобы вы были счастливы и не скучали. Что я могу для вас сделать? Так. Расскажи анекдот. Ребенок-людоед конючит у матери. Хочу шоколадку, хочу шоколадку. Мать в расстроенных чувствах. Где я тебе среди ночи негритянку возьму? Осуждаю. Да.
Окей. Так, где я могу купить еще что-нибудь для дома? Да, полагаю, ваше жилище можно еще немного обставить. Поговорите с Мойрой Браун в магазине на кратере, тут, в Мегатонне. У нее найдется немало вещей, которые облагородят ваше жизненное пространство. Да, еще анекдот. Батарею моего юмора-стимулятора нужно зарядить. Пожалуйста, спросите позже. Ну ты, конечно, прям, да. Шутка была такая, что прям серьезно, да. Умный понимает, что рана под повязкой никуда не делась. Ваши аргументы должны быть весомыми. Так. А где это мой живет? Вот тут, да? Не, это мания. Что-то не... Общинный дом. Блин, я вот точно помню, была какая-то, ну, какой-то квест на починку этого странного этого. Антенны или типа того, чтоб не пищало. Надо найти эту тему. Говори, что тебе надо, и проваливай с глаз долой. Погоди. Говори, что тебе надо, и проваливай с глаз долой. Не хочешь присоединиться ко мне? Не обижайся, детка, но ты не из той породы, с кем я привык водиться. Я тебе... Не... Это я, Ладно. Дог Найт, Я со всеми слишком новостями и Позвольте музыкой, ей быть которые могут выдержать напоминанием о ваши делении. маленькие... Приятно вновь видеть тебя, милое дитя. Ладно. Точно! Пришло время шалостей. Черт, не тариф. Извини, парень, я больше не работаю. Время для лапши закончилось. Да ты никогда не работаешь, сука, я бы к тебе не заходил. Мальчишки и девчонки. Вы... Мэгги? Привет, я Мэгги. Я живу с Билли. Билли Крилл. Ты его знаешь? Он мне не отец и вообще не родственник, но он обо мне заботится. Ладно, мне пора, пока. Билли Крилл. Билли, вы знакомы с Билли? С Билли Криллом. Давным-давно он спас меня от рейдеров. Они убили моих настоящих родителей. Но Билли пришел раньше, чем они успели меня найти, и теперь он мне как папа. Ну, вроде того. Настоящий А где Билли Крилл зелёный вообще? оазис в наш вонючий век цвета детской А, он вышел, неожиданности. походу. Это, конечно, было давным-давно. И, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но говорю вам, он точно есть. Спасибо за Май. внимание, дети мои! У-у-у! С вами Ладно, Дог пойдем Найт. отсюда. На волне вашего любимого радио «Новости галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Дружеское напоминание всем расистам. А, родственная душа, исследователь пустошей. Добро пожаловать в мой скромный караван. Прошу, расслабься. Здесь мы в безопасности. Которую может обеспечить лишь изобилие оружия, ужасного и прекрасного. Которое может стать твоим за хорошую цену. Вот это мне нравится. А Давай. вот это широкий ассортимент козырей в рукаве на все случаи жизни. Так, а чем стреляет охотничье ружье? Китайский пистолет. А, 32 калибр. Но такого у него не... А, есть. 32. Ну, давай возьму. И этих возьму.
И эти возьму. Так, что еще у тебя интересного есть? Револьвер. Стимуляторы. Так. Ну... Не, в основном все в порядке у меня. Так, импульсный заряд. Откуда он мне появился, я без понятия. Сенсорный модуль. Так, Солсбери стейк. Сахарные бомбы. Плюшевые мишки. Бесполезные очки. Но пускай будет. Наемник заклинатель. Мне мусорная одежда вообще не нужна. Так, кожаную броню, скорее всего, одену. Речь 5. Здоровочек. А, точно. Да, кстати. Совсем забыл об этом. Блин, вот это я, конечно, человек. Уже я не обращаю внимания. Ну, убил и убил, типа. А кого убил, вообще без понятия. Так, хорошо. Принять. Спасибо. Так, починить. Запросто. Это... О, давай охотничье ружье. 90? Давай. Все. Держи. Я помню такую хуйню одну, как будто бы оно вот тут должно быть. Я, конечно, может быть, ошибаюсь. Но, по-моему, где-то тут должно быть. Под каким-то камнем должен быть типа тайник. Так. Шляпу. Классно одет. Maybe you'll ask me to come back for блять. Опасно, ёпта. Блин, маракасами жестко трясти начинает. О! Когда вокруг опасность.
woman's eyes, wishing that I were near them. Блин, ну я же не брежу. Я точно помню, что было что-то подобное. Но вот где-то рядом с Мегатонной. Блять, блять. Пиздец, чуть не загрызли, чуть-чуть. Так. Мать вашу. Псы дерьма. Вонючие. Господи, скукалось. Так. Whack it. Whack it, whack it, whack it. Я вот точно не помню, но, блин, может, с этой стороны. Продолжаем поиски. Вообще никого не вижу. Ух, ствол хороший, кстати, охотничий. Если я еще и со скрытности типа выстрелю, я думаю, вообще шансов никаких не оставит. Сука, эта лампа ебучая очень ярко светит. Аж глаза начинают отдыхать. Это был Рой Браун с песней «Батчер Пит». Народ столичной пустоши. Рейдеры обмотали меня взрывчаткой. Помоги мне скорее. Слушайте и повинуйтесь. А ты чё? Это уже репертуар того. Блин. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы». Охренеть, ну ёбана-бобана. Рейдеры обвязали меня взрывчаткой, помоги. Охренеть можно просто. Насколько рандомную вы хотите ситуацию в своей жизни? Да. И все. Но не говори. Ну, может, они сказали, типа, беги, а то пристрелим. Ну,
Ему просто надо было реально на гигачадочек сказать. Не, я поставил. Ну, да. Видишь, он такой типа. Ладно, я побежал. Так, давайте заценим это здание. Ёп. Господи. А. Это был Рой Браун с песней «Батчер Пит». Как дела, жители пустошей? С вами Три Дог Найт, и вы слушаете новости галактики. На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики. Ну, что у нас рифмуется с ротовой полостью и убивает остатки совести? Какие-то крутые Точно, ребята. пришло время шалостей. Черт, не та рифма, да? Тогда, может, послушаем Силовая новости? броня, не Помните, не так давно я рассказывал Пиздой, вам о братцы. парне, недавно покинувшем убежище 101. Обращик мне Его сразу зовут такой. Джеймс. Хороший мужик. Так вот, все еще веселее. У меня есть данные, что кто-то еще только Вот что вылез из этой насколько дыры. это возможно? Что там, Типа, черт возьми, творится? Революция? Сезон отпусков? Простудифилис? Я и сам понятия не имею, ребята. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики. Блин, которое просто рассказывает промахивалась, правду, прикиньте. какой бы горькой она ни была. Так, подождите. Радио все-таки чуть-чуть потише. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет Ебать. ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти... Вау! Вау! Нихера Рой себе. Браун с песней «Батчер Пит». Всем привет, это ваш старый добрый диджей Три Дог Найт. Что значит «Ди», понятия не имею. Но когда мне это мешало? Ну, что у нас рифмуется с ротовой полостью и убивает остатки совести? Точно, пришло время шалостей. Черт, не та рифма, да? Тогда, может, послушаем новости? А теперь послушаем о том, как наша восходящая звезда, борец за добро и справедливость, еще раз дает силу жестокой пустоши большого пинка под зад. Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Три Дог Найт, ваш мастер церемоний. Вы слушаете рассказы о приключениях Нихуя я в войну. Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы». Ох, и достали же меня эти супермутанты. Остается одно — бежать. Вон в тех Хуя холмах. себе, пиздюк какой-то Разве не там бегает. скрывается городок Кракополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Рокополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же Блин, что нужно это уметь? Да ладно ничего. тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Рокополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед. Монстры! Они же меня съедят! Брайан Уилкс.
Что такое, малыш? Эти штуки, они все появляются. Они меня пугают. Останови их. Спокойно, все будет хорошо, обещаю. Ты не бросишь меня, как остальные взрослые. Ты поможешь мне. Ну... Да? Что там происходит-то? Эти большие штуки шныряют по всему Грейдичу и убивают всех подряд. Пожалуйста, дяденька, найди моего папу. Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что А инстинкты гулей... Ты где живешь-то? Глянь, вон дом, он прямо возле рекламного щита, он из земли торчит. Он очень близко к закусочной, не пропустишь. А что за существа? Там живут здоровенные уроды, которые ползают вокруг на 6 ногах. У них огроменные зубы, и они носятся вокруг, хватая всех на своем пути. Папа всегда говорил, что это долбаные муравьи. Ну, то есть он их так называл. Я их называю просто огненные муравьи. Ага. Они всегда там были? Не. Они начали появляться только в последние несколько месяцев. Сначала они просто подбирались к городу снаружи, а потом проникли внутрь и... Ну, ты знаешь дальше. А есть какой-то особый способ с ним бороться? У папы было ружье, и он говорил, оно их ранит. Но он сказал, что это самые непробиваемые долбаные муравьи, которые ему встречались. Он все время всем говорил стрелять по антеннам. Не знаю, что это значит. Окей. Ладно, что такое? Я поищу твоего отца. Правда? Серьезно? Огроменное тебе спасибо! Мой дом стоит ближе всего к большой вывеске и старой закусочной. Пожалуйста, найди моего папочку. Пусть он вернется. Слушай, если ты можешь помочь чем-то еще, возможно, это меня спасет. Знаешь, не факт, что тебе это поможет, но папа спрятал какое-то барахло в мусорном контейнере за закусочной. Он отдал мне ключ и сказал, что это на всякий пожарный, но я уверен, он был бы не против, если бы я отдал его тебе. Тут есть какое-то место, где ты можешь спрятаться пока еще? Ну, возле закусочной есть одно укрытие. Папа всегда говорил, чтобы я держался от него подальше, но, по-моему, там должно быть безопасно. Я пойду туда и подожду внутри. Возвращайся скорей. Они. Охуеть. Это даже как-то неправильно, что ли? А, умение носить силовую броню. Бля. Ебать, как же темно, а? I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Так, давайте пойдем за этим пацаном. Let the bygones go bye-bye. Так, все-таки радио надо прям конкретно тише делать. No more will Добро пожаловать в Грейдич. and I'm your fellow tonight. We'll see that red letter day when I will pop the question and say okay. Say then we'll be married in the month of May. Теперь я знаю, что такое готовая еда.
tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the fire На! Блин, патрон кончается. Надо аккуратнее стрелять. Есть какая-нибудь еда? Твою мать. Так, еще. Так, я надеюсь. Ага. О, вот это нормально, нормально. When they landed on Plymouth Rock, it's today. Any shock should try to stand. Instead of landing on Plymouth Rock would land on Так, лазерная винтовка, значит. Да, вот это мы уже. О, винтовка. Ёбаный рот. Капец, он просто умер. Не, все сгорело. Патроны. О, револьвер. Еще патроны. Ну, грустно, конечно. Ну, что поделать? Теперь я знаю, что такое готовая еда. Ну давай, скажи мне. Да, теперь ты узнаешь, что такое сиротский приют. О нет, что случилось? Мне очень жаль, но твой отец погиб. Он умер? Я уже и сам как-то чувствовал, но мне надо было самому увидеть. И потом я уже устал плакать. Так, я сделаю так, что это не повторится. Прекрати это, чтобы ничьи родители больше не умирали. Почему я не познакомился с тобой давным-давно? Тогда мой папа был бы жив. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Мне лучше, когда ты тут. Так, что произошло? Да, раньше все было типа неплохо. Никто нас тут не трогал. Думаю, потому что мы были так близко от столицы. Нас там было 7, мы жили в старых высоких кирпичных домах. Думаю, я последний. Эти твари забрали всех остальных. Кто еще жил в Гридиче? Кроме нас с папой, тут был Док Леско, жил с нами, и Уилл Брэндис с мамой и папой. Я думаю, их никого теперь нету. Ты хорошо знал остальных жителей города? Не, люди не хотят оставаться в Грейдиче надолго. Развалины столицы не самое классное место, чтобы жить, знаешь. Кстати, папа говорил, что мы скоро уедем. Мы тут почти год прожили. Так, расскажи о Доке Леско. Он был странный дядька.
Заплатил папе несколько крышек за то, чтобы тот помог ему построить хижину и внести туда гору железок. Папа говорил, что он яйцеголовый, но у него вроде голова обычной формы, так что я не понял. А где жил доктор Леска? Он все время торчал в той хижине рядом с моим домом. Каждый раз, когда я туда забирался, он сидел перед своим чудным телеком с зелеными словами и жал на кнопки. А ты знаешь, что он делал, Грейдича? Не, он хороший человек, но он никогда не хотел со мной играть и не говорил почти. Все, что я знаю, что он совсем пропал, когда полезли муравьи. Думаю, они и до него добрались. А у доктора Леска были какие-нибудь странные штуковины дома? Не знаю, всякие разные штуковины, коробки с кучей лампочек, чудные стеклянные бутылки. Стой! У него еще был здоровый, громыхающий и блестящий человек. Вот это было прикольно. Да? Телефон, да. А что насчет Брендисов? Ну, там был Уилл, типа как мой друг. Ну и еще его отец и мать. А где жили Брендисы? Да, вон, прямо через дорогу. Это клево было, когда рядом есть кто-то, с кем можно гулять. А вы с Уиллом были хорошие друзья? Ага. Уилл ко мне очень хорошо относился. Думаю, он был на год старше, вроде того. Он мне даже комиксы давал. Мы тут все облазили в Грейдиче, куда могли добраться. Думаю, поэтому муравьи меня и не поймали. У меня куча мест, где можно спрятаться. А что насчет родителей Уилла? Ну, его мама тоже была добрая. Она была тихая такая, но всегда заботилась обо мне и папе, если мы заходили в гости. По-моему, ей было жалко, что у меня мамы нет. Папа Уилла был... Ну, я не хочу говорить плохо, но он был какой-то страшный. Страшный? Как это? Ну, он как бы всегда смотрел на нас с папой так внимательно, как будто не доверял, что ли. Все время глазел на нас из своего окна и печатал что-то на своем ящике с телеком. Уилл говорил, что его папа был солдатом или типа того, но ему все это разонравилось, и он ушел. Да. Типа был солдатом каким-то, может быть. Я хз. Так, сначала дома, наверное. Это что за, блядь, комар, нахуй? Что за уебанский звук, господи? Реально комар как будто летает где-то. Так, хижина, значит. Так, вот они живут тут. Ага, вот тут, значит. Бейсбольная бита.
Я знаю, мы вынуждены жить в таком окружении. Я знаю. Но это ненадолго, дорогая Америка. Клянусь, ненадолго. Анклав восстановит мир, порядок и процветание этой великой Блин, господи, почему такие стрёмные звуки? кто противостоит нам, будут убраны с пути навсегда. А теперь, дорогая Обрез. Америка, мы должны попрощаться, потому что у нас много работы. Ведь Анклав никогда не отходит от дел. Никогда. До новых встреч. С вами был президент Эдем. Может, он был солдатом Анклава или до сих пор таким оставался? Эскорт. Покет. 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 Секрет. Или, наверное, револт. А, нет, директ, скорее всего, директ. Так, месяцы. Монс. М? Это правильно. Значит... МТ. Может, не МТ. Хотя, нет, это точно МТ. Снова здравствуй, Америка. Это Джон Генри Эдем, твой президент. Нам нужно кое о Мосли. чем поговорить, Да, если блядь. ты, конечно, не против. В детстве, когда я рос в небольшом Кейна. городишке в Кентукки, Фрайдей. у меня был самый лучший друг. Бридж. Старый пес Хани. О, в какие Не могу только поверить. передряги мы не Сука. Господи, как же мешает. Так. Не могу поверить, что я прошел сквозь огонь и воду от Навара через всю страну только чтобы намертво застрять в этой гнусной дыре. Будь я проклят, если собираюсь отдать эту Богу душу. Богу душу. Теперь, когда мы отрезаны от Леска и Уилкса, думаю, помощи ждать не от кого. Проклятые муравьи пытаются забраться в дом. Я прямо сейчас слышу, как они царапают стены, проверяя их на прочность. Не знаю, сколько мы продержимся. А, хронология тут обратная, что ли? Я наконец нашел безопасное пристанище для моей семьи. Мы перебегали от одного поселения к другому, стараясь не попадаться в мои глаза. Теперь, будучи на противоположном берегу, я чувствую себя гораздо спокойнее. На другой стороне улицы живет симпатичная семья. Их сын Брайан играет с моим, что просто здорово. Уилла трудно заводить друзей. Он никогда не оставался на одном месте достаточно долго. Может, напоследок мы пустим корни в Грейдище? Ну, пока все хорошо. Октябрь 30. Я обыскивал соседние дома на предмет всяких полезностей и набрел на работающее радио. Стоило мне включить его, как я услышал знакомые патриотические мотивы, которыми обычно передварялись речи Ричардсона. Но это был не он. Кто такой президент Эдем? Что случилось? Они на этом берегу? И более важно, будут ли они искать меня? Надеюсь, это путешествие не было ошибкой. А, так президент Ричардсон, это же тот президент из второй части. Так это новый у них какой-то президент и какая-то новая, видимо, новый анклав какой-то вообще. Некий ученый по имени Леска поселился на другой стороне улицы у Вилксов. Они помогают ему обустроить жилище около бывшей забегаловки. А? Пульт-то? У меня нету. Леска предложил заплатить, если я ему помогу, но я отказался. Не знаю, на кого он работает, но не думаю, что они все еще меня ищут. Припасы заканчиваются, надо заняться поисками еды и относительно чистой воды, пригодной для питья. Все было бы куда проще, если бы не проклятущие муравьи. Определенно, у них где-то тут гнездо.
Эти муравьи становятся настоящим геморроем. Ситуация настолько поганая, что я был вынужден сходить в Мегатонну и купить для защиты моей семьи ружье получше. Оно обошлось в кругленькую сумму. Мне пришлось продать все муравьиное мясо, что я добыл, но дело того стоило. Я учу Уилла и Шейлу стрелять на случай, если со мной что-нибудь случится. Если кто-то из вас двоих это читает, а меня уже нет с вами, знайте, ружье на кухне за старым холодильником. Обрез. Надо найти способ защитить моих близких от муравьев. Насекомые становятся все более и более агрессивными с каждым днем. Уверен, все началось именно тогда, когда леск появился в городе. Муравьи с пустоши так достаточно мерзкие, но от них хотя бы можно убежать. А эти же не отвяжутся и будут преследовать тебя до края земли, если смогут. Назовите меня психом, но я видел, как один из них плевался огнем, не зная, как такое возможно. Я решил раскопать мое старое личное оружие и по-тихому задержать его постоянно при себе. Если твари подойдут ближе, я сшибу им усики с башки. Так, ну... Кстати... Никого из них тут нету? Всех их типа муравьи унесли? Так, и где-то страна... А, вот это... Опачки. Заметка о пароле доктора Леска. В чем я ошибся? Серия А27. Полный провал. Мне нужно вернуться к исходным формулам и начать все заново. Возможно, виной всему условия, в которых приходится работать. Не имея надлежащего лабораторного оборудования. Возможно, я ошибся с сплайсингом, что привело к искажению генетической информации. Возможно, я проклят, чтобы ни было. А27 сущая катастрофа. Мне нужно быстренько ввести в действие новую формулу. Или я могу не дожить до момента, когда буду наслаждаться плодами своих трудов. Обнаружен экспериментальный материал. Я нашел идеальный материал для тестов на станции Мэриголд. Я устроил под землей мини-лабораторию на время подготовки эксперимента. Мне нужно лишь скорректировать программу робота, и он сможет произвести необходимые инъекции. Скоро я докажу, что моя формула — реальная альтернатива уничтожению этих непонятных людьми живых существ. Опасности. Я осознаю опасности, возникающие при попытке вмешательства в природу. Я знаю, сколько копий было поломано вокруг игры Бога, однако я твердо решил вернуть этих несчастных созданий к их прежнему маленькому размеру, когда они не представляли опасности для людей. Это возможно только с помощью переписывания генетической информации. Все, что мне нужно, подходящее подопытное. Я продолжаю поиски, одновременно работая над формулой. Ну, понятное дело, это ЯО вина, ну, появление муравьев. Но что именно он делал, что-то вообще непонятно. Ну, как он привлек этих муравьев? Кто он такой и все такое? Вдруг внезапно какой-то ученый нарисовался и говорит: хочу разъебать всех муравьев этого мира. Забавно. Так, погодите-ка. Я к изгоям сейчас загляну. У них боеприпасы заберу. По-моему, у них еще были батареи.
Не. Ладно, пойдем разберемся с этими муравьями. А, чё за... блин, мать твою... Крысиные бега. В смысле? Они типа кротокрысов заставляли бежать к этим ошметкам. Ну... В Lethal Company не хочешь поиграть? Можно было бы, наверное. Ну, потом. Аварийная частота изгоев. Не сегодня. Может, завтра. А что, вас типа много? Или вдвоем? Сколько стоит твое завтра? Не знаю. Скажи мне, стример, сколько стоит твоя жизнь? Тоже интернет говно. Не сводился сегодня. Да не, из подписчиков типа. Ну я понял. С телефона сижу. Да не, ну типа бесплатно, но завтра можно будет поиграть. Просто у меня сегодня же конкретно Fallout. И вот так вот резко вдруг прерываться на что-то другое как-то неохота. Ёбана. О, блядь, ебать, почему там здоровые такие муравьи-то? Муравьиное мясо. Так, ну мне прям достаточно патронов. Как будто бы. Да, обрез. А так вообще играл ли толк? Вообще мало играл в нее. Очень мало. Ну а так да, она очень прикольная. Как бы должна быть. Я в нем мало играл. Просто, короче, понимаю правила игры. В чем, ну, суть. Лутаешь какие-то вещи, стараешься находить конкретно дорогие вещи. Короче, как арены Breakout. Только без оружия. Заходишь на локацию, лутаешь. Блин.
Блин, я прям как безумный Макс с этим дробовиком. Что за игра, да? Fallout. Не, привет, Эфри, здорово. И это Fallout 3. Слушайте, мне как будто бы сюда, в метро надо пойти. Логично, логично. Станция Америка. Грейдич. Нынче пятница, да. Поздравляю с пятницей всех. В натуре. А, тут обычный муравей. О, блять, да ну нахуй необычные. Вообще необычные. Ни разу необычные. Фу. Так. О, ящик с миной. Противопехотная мина, железнодорожные костыли, билет на метро. Ну а вдруг металлолом? Это надо. Блин, вот бы попасть в этой жизни. Ёб твою мать. Скрытная атака, урон. Нектар огненного муравья. Так, есть патроны? Последний запуск в Грейде. Патрон. О! Ланчбокс. Револьвер. Фолчи в той сущности всегда проблема. Надо У меня еще и этот, ну, не прокачано, если что. Так, магнум. Так. Ну, я думаю, прыгаем. Так. Вроде чисто. Я надеюсь, я тут где-нибудь найду достаточно добротный лут. С боеприпасами было бы славно. 32-го калибра. Довольно-таки прикольное метро, кстати. Лампа хорошо работает. Чё? А, ну, вижу помещение. Давайте налево пойдем. А то я хотел было задать вам вопрос. Куда пойдем? Налево или направо? Не, ну тут я, пожалуй, обрез достану. Нахер, назад. Ага.
Воу, 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 воу. Тут, оказывается, газ был. Медикс. Металлолом. Лезвие газонокосилки. О, 12-й патрон. Это мне. Продают имитацию пейбоя, также на руку одеваешь, а где экран, туда мобилу. Ну, достаточно забавная идея. Достаточно прикольно, да. Так. Кто печатает? Это в этой игре папич орал, кто мяукает? Кто мяукает? Кто? Игра практически с ума свела человека. Есть контакт. Ага. А хотя, знаешь что? Да ну нахер ты живой! Обалдеть. Надо использовать все ресурсы доступные. Иначе какой смысл? Блин, ну как такое просто могло случиться? Да какая сволочь. Ай, да ну нахер. Ты прикинь, какие живучие. Просто охереть можно. Да, это максимальная сложность. Козлы дерьма. Уильям Брендис. Гляделки.
Уильям Брандис. Вот и он нашелся. Так, у него был лазерный пистолет. Так, погодите, можно пойти в ту сторону, конечно. Но я смотрю вот эту дверь. Не пугай Блять, ты меня еблан, так. что ли, Ради стоит? всего святого, не надо так к людям подкрадываться. Живой, смотри-ка. А кто потом только что в штаны наложил, ты? Что ты тут не заделаешь, черт возьми? Ну, мне впору спросить тебя о том же. Ты топчешься по тонко настроенной и крайне чувствительной экспериментальной площадке. В каком смысле? Мои эксперименты имеют очень сложную природу. Объяснить их может только ученый. Постой, я же и есть ученый. Изумительно. Моя попытка уменьшить диаметр туловища этих насекомовидных созданий — это крайне важное начинание. Я намереваюсь генерационно уменьшить их огромные фигуры при помощи предродового введения мутагена. Умно, правда? Я понимаю, ты колешь их яйца и хочешь сделать так, чтобы они потом не стали поменьше? Господи, ты отлично все понимаешь. Изумительно. Мягко убери, посмотри. Ты в курсе, что твои муравьи дышат огнем? Ну, мне немного стыдно, ты уж прости меня. Похоже, я немного ошибся в расчетах, когда делал мутаген. Вместо уменьшения размеров они вылупились с новыми способностями. Понятно. Я называю эту генетическую операцию пирозом. Они умеют выбрасывать из своих тел пламя. Возможно, мне удастся исправить эту ошибку, но я не могу добраться до своих приборов. Я в шоке. Ты не провел предварительные испытания в контролируемой среде. Твое знание теории эксперимента воистину удивительно. И правда, я пропустил этот шаг и сразу модифицировал все поколение. Может, я поторопился. Я был так уверен, что все сработает. Чтобы исправить ошибку, мне нужен мой терминал, и я смогу изменить мутаген. Ну, что ты конкретно хочешь? Мой портативный терминал развернут в яслях, неподалеку от муравьиной матки. Если я смогу добраться туда, я продолжу работу по исправлению мутагена. А почему бы не убить матку, дело с концом? Если это сделать, будут потеряны месяцы работы. Нет, нет, матку нельзя трогать. Твоей задачей будет истребить то, что я называю ее 5 стражами гнезда. Грязные твари. Ну и как же это все поможет исправить тот бардак, который ты устроил? Я настроил свое оборудование на портативном терминале на запуск так называемого замедляющего импульса. После запуска импульса все оставшиеся муравьи должны потерять свою эмпатическую связь с маткой и впасть в буйство, уничтожив друг друга в процессе. Ну, в общем, и все. Что скажешь? Это большая работа, док. Мне нужен серьезный стимул. Почему бы человеку не последовать примеру муравьев? Они работают в команде. Все время бодрствования они посвящают всей колонии. Им не нужны богатства и материальные ценности. Все необходимое они получают от своих насекомых собратьев. Но я отвлекся. Если тебе нужна плата, то все, что я могу предложить, это один из моих биогенетических мутагенов. И что я с ним буду делать? Ну, если это остановит жгучих грейдич муравьев, я в деле. Правда? Изумительно. Осторожнее, друг мой. Стражи гнезда могут быть весьма опасны.
О. Патроны мне нужны. Угу. О! Как раз. Давай-ка прокачаем красноречие до 50. Пора, я думаю. Ну и давайте толкать ремонт вперед. Так, стальной кулак, энтомолог. Понимание, вы получаете дополнительные очки навыков при прочтении каждой учебной книги. О, образованный. Да, образованный возьму. Думаю, что могу дать ответы на несколько вопросов. Так, постой. Это все, конечно, замечательно. А что с этой стороны? Помещение. Оу. Потрошитель. Обалденно. Сейфгрейди. Айка, нос. Откровенная пиша. Чё? Блять, она вылетела. Не нанести вреда муравьиной матке. Так, что за откровенная пижама? Что за херня? Речь 10, удача 10. А, даже так. Патроны весят что-то. Ничего себе. Так, ладно. Выкину это. Ты кто? Болт. Что тебе надо?
Че за херня? Второй раз повторять не буду. Дай мне откровенную пижаму. Че за дерьмо? Это мое, и лучше отвали, а то я рассержусь. Ладно, ладно. Досадно. Очевидно, это твое. Ну, ты погоди. В следующий раз я миндальничать не буду. Да-да. Иди своей дорогой. Рейдер садист. Че за дерьмо? Ну, кстати, автомат появился у меня теперь. Давайте я его пока вместо охотничьего ружья буду носить. Броня рейдера садистов. Нахер не надо. А что еще я не взял? Кстати, дайте очищенную воду попью. Так. Такой. Не зверг на атоме. Ну, блин. Вот если такое выходит, ты заходи сюда. Сразу. Не чешись, посмотри. Нету пока новой версии, да. Нет. Ой, блин. Чё за чувачок, блин, вдруг появился, говорит, дай откровенные пижамы. А я у него что-то залутал, и теперь я много вешу. Чё я вообще взял у него? Я хз, что я не взял. Блин, ну силовая броня. Умение носить силовую броню. Эх, когда же. Ладно, костюм пока выкинем. Кожаную броню тоже выкину. Все, пойдем. Выбрось ее, зачем ты скажешь, если не умеешь? Да продать бы, она дорогая довольно-таки. Привет, Грейбар. Falls Church. Я бы голый ходил. Не, ну ты глянь, у меня откровенная пижама. Охуенно же. А? Чисто ходячий секс. Гриша Камшот его зовут. Это что тут у нас такое? Это кто у нас тут такое оставил? Ништячки всякие. Гриша метки лучше звучит. Но это почти одно и то же.
Считай, не промахнулся ни разу. С выбором названия, с выбором имени. Опачки. Так, психо, стимулятор, петарда, винты. Петарда, труба. О, патроны. Это хорошо. Ключ от сейфа Грейди. Кто бы мог подумать. А я его просто взломал. Логово муравьиной матки. Блять. Надо бы вот это говно поменять, наверное. Найти вот это вот мод. Это похоже на игру Grounded, где подростки меньше. Да. Это ведь та игра, да? Блин. Готово, ёпт. Фу. Так. Ага. Интересно. Я вот пытаюсь понять, а вот не убью я матку, да? Он продолжит, типа, заниматься своими исследованиями. И он добьется успеха, и тогда реально же муравьи, может быть, Думаю, будут что маленькие? Мое снаряжение позволило мне обнаружить изменения в яслях муравьиной матки. Что произошло? Моя работа закончена, доктор? Изумительно. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Ну давай, чем быстрее ты мне все расскажешь, тем быстрее я смогу отдать тебе обещанную плату за услуги. Страж гнезда мертвые. Тогда я немедленно пойду к своему портативному терминалу и внесу необходимые изменения в формулу мутагена. Спасибо тебе огромное за все. Ты, оказывается, очень полезный лаборант. Так, что мне нужно сделать с Брайаном Уилксом? Уведи его из этого места, найди ему дом. Я не смогу закончить эксперимент, если он будет мельтешить вокруг, задавая бесконечные вопросы. А ты разве не можешь взять на себя ответственность за смерть его отца? Все ученые принимают ответственность за свои ошибки. Это профессиональное. Я доведу этот эксперимент до конца, не зацикливаясь на проблемах высокой морали. Если я позволю эмоциям овладеть мной, выйдет, что все потраченное время и силы пропали впустую. Но он звучит так, как будто бы если бы гоблину отрезали яйца. Я не знаю.
Ты что, не понимаешь, что сломал ему жизнь? У тебя свое мнение, а у меня свое. Я здесь для того, чтобы закончить эксперимент любой ценой. Если это означает потерю нескольких жизней, чтобы сберечь целые поколения в будущем... Я это небольшая оставлю цена. силовую броню себя дома в Мегатоне. Тебе нужно было бы хотя бы сказать ему, что ты жив. Он думал, что ты совсем одинок. Я не могу рисковать, покинув это место. Мне нужно продолжать наблюдение за яслями, чтобы узнать, какие мутации возникнут в следующем поколении. Мне нет времени на детей и их детские игры. Что они знают о том, как важен мой труд? Да? Дай мне эту мутагенную прививку. Изумительно. Какую инъекцию ты хочешь сделать? Тебе больше нравится муравьиный глаз или муравьиная сила? Давай силу. Изумительно. Будет тебе муравьиная сила. Пожалуйста, постой спокойно. Я же не превратился в муравья. Вы теперь обладаете силой огня, упорностью огненных муравьев. Ваша сила увеличилась на 1. Вы получаете 25% сопротивляемость огню. Вау. Силовую броню можно изгоем сдать. Так я их и убил. И снова назад. Хорошо. Но они типа не охренеют от наглости, так сказать. Но они по сути как бы и не знают, но в то же время, типа, я не знаю. Как будто бы... Патроны. Ядерная батарея. Наука для всех. Ладно, ладно. А как он собирается работать, я вообще не понимаю. Ага, вот отсюда можно было бы его убить очень легко. Ты будешь граунда? Да. Конечно. Не, а так, конечно, без шуток я бы попробовал граунда. Заценил бы. Но он, кстати, сетевой. Его прям покупать надо. Да, что тебе нужно? Что будешь делать теперь? Ну, я продолжу исследование. Должен быть способ уменьшить эти создания до их прежнего размера. До тех пор, если ты надумаешь навестить меня, я буду в своей хижине рядом с домом Уилксов. Будь б... Ладно, ладно, расслабься. Пускай этот яйцеголовый продолжает свои исследования. Welcome. Дотилан X5. Спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Countries. Consisted. Погоди. Countries.
Какие буквы тут правильные? А, тут дело не в порядке, а... А, нет. К, О, Е. Правильно. И... 4 буквы уже. Так. К, О. Е. Ну тут, скорее всего, какая-то другая буква. Ну, попала. Правильно. Может быть... Н? Continued. Блин, говно. Скобочки пощелкай. А что они дают? September. Ну, смайлики чисто. Retreated. Fortitude. Ладно, я тупо этого просто. Шмаблинг. Jailbreak. Nice. Так, открыть дверь в инкубаторе. Дверь открыта. Личные заметки. Это я уже читал. Вот это в инкубаторе. Если находишь последовательность открытой и закрытой скобки, они выделяются все как слово. Они будут убирать лишние варианты и устанавливать попытки. Чем больше наука, тем больше таких скобочек. Чего? Надо попробовать еще. Ладно, звучит интригующе. Я об этом узнаю впервые. Что скобочки что-то делают? Ничего себе. Между словами, в следующий раз поведи, заметишь. Сраные муравьи убиты. Я чисто как какой-то киллер пришел и убил их. Надо было еще сказать по типа Брайан Уилкс передает привет и вот это было бы нормально. Наука на 100 в жизнь. У тебя в жизни скорее другое на 100. Азартные игры. Смешно, как получить один навык. Наука отвечает сразу за Есть всё. какая-нибудь Каталог еда? биологии. Да, это прикольно. Так странно. Ни с того ни с сего все муравьи взяли и начали друг с другом воевать. Как будто все с ума посходили. Жутко было, но при этом круто, если ты меня понимаешь. Да, это я. Хотел бы я чем-нибудь наградить тебя, но у меня на самом деле ничего нет. Я так понимаю, теперь ты уйдешь, и мне придется выживать тут одному. Надеюсь, что ты когда-нибудь навестишь меня. Не могу тебя оставить здесь одного. Давай я найду тебе место, где можно жить. Правда? Ты серьезно? О, спасибо тебе огромное. Я буду ждать в своем старом доме, пока ты вернешься. Мне все равно нужно похоронить папу. Только не забудь про меня. Ты знаешь, где мне искать кого-то, кто мог приглядеть за тобой? Ну, папа всегда говорил, что у меня есть тетка Вера. Она где-то живет на каком-то большом, здоровенном корабле. Ну, что-то такое.
Папа называл это место Ривет-Сити, но я не знаю, где это. Вот бы и я был такой крутой! Чисто проверить. Я сдаюсь! Погоди, я хочу проверить. Оставь меня в покое! Ну, вроде... Ладно, нельзя. Все, расслабься. Нельзя. Да. Какой интересный домик. Вардар, да, вроде можно. Ну, вроде, да. Робот-шпионка. Не выстрелами, а, например, утопить. Утопить. Ну, кстати, я планировал RDR 2 пройти не так давно. Было бы славно. Ебать его. Так, окей. Я набрел на какую-то территорию с гулями. Дерьмо. И чё? И куда ты? Ай, блядь, ебаная. Ай, ты ебанутый. Господи, какой он стремный. О, заколка. Да, пацаны. Поджарила им мозги, конечно, прям мощно. Вот это мне, Патроны я люблю. Так, средний. А давай так, давай так открою. Опачки. Так. Где там у меня магнум? Ага. Не, ну я один пистолет с глушителем лучше продам. Он таких нормальных денег стоит, как будто бы. Так, что говоришь? Ремустер. Ну-ка. Что там делать? Понажимать на скобки. Все как... То есть, понял, подожди-ка. Вот, типа searched, да? Searched.
Так. Нет. Replace it. Не то, не то. Как будто бы... Ну вот meetings, как будто бы. Также reptiles. Reptiles. Так. Дизлайки. Блин. Дизлайки. Блин. Не, ну какая-то закономерность вот с скобками вроде бы есть, но они типа прям в упор должны стоять или прям закрывать, как, ну, обычно. Reserved. А вот defeated. Блять. Не, ну теория со скобочками что-то какой-то закрывать, видимо. Закрывать. Так, не так закрывать. Ну вот, тут аж 3 символа перед закрытой скобкой. Dictate, вот тут есть такая, и тут есть такая. Ну, также это как будто бы, ну, начало вот этого слова. Ну, давай попробуем Dictate. Нет. Минишен. Минишен. Я вообще не понял, почему Минишен. Так. Угу. Вот, блин, купается, видели? Я даже не понял, что таракан купается. Собака вонючая. Кожаная броня. Блин, тяжелая до хера. Кроме буквенных символов, составляющих варианты пароля, вы можете найти секретный набор небуквенных символов, выбрав которого вы можете восстановить количество оставшихся попыток до 4 один раз за сеанс, или убрать из экрана фальшивые пароли. Чего? В каждом таком наборе содержится открывающая и закрывающая скобку в одной строке варианты скобок. Между скобками могут быть небуквенные символы, а могут и не быть. Если вы найдете мышкой на открывающую скобку, то подсветится весь секретный набор до символа. Например, при наведении курсора мыши на знак последовательности получим. Для примера, приведенного на рисунке, имеется следующая секретная комбинация. Интересно, интересно, слушай. Тогда надо присмотреться на, ну, терминала. Ништяки. Странно, что он вообще работает. На каком, блядь, бензине он работает? Что за бред?
Охренеть, где я? Вау. Так, давай-ка сначала верхний уровень. Эта дверь открывается не отсюда. Наука для всех. А, я, кстати, забыл совсем использовать эти. Или хотя пока копить книги. Терминал доступа к управлению коллектором. Состояние водоочистки. Глобальная системная ошибка. Глобальная ошибка, система не функционирует. Активирует дверь хранилища. Удалить излишние источные воды. Воу! А кто там? Ёб твою мать. В смысле, откуда он появился вообще? Это чел. Я бы мне показалось, у него тут винт и тут винт. Он типа с двух круг, блин, хуярил. Да. Это мой последний день на этой бренной земле. Надо кайфануть как следует. И с двух рук, нахуй. Пульверизатор мне вряд ли нужен вообще, в принципе. О, антирадин. Так, хорошо. Так, ну, этот гуль, наверное, где-то тут торчал. Сборочка какая-то, не помню, как, чтобы в трешке была музыка из World City. Да, это Extended Edition. Кровь. О, кто-то пополз туда. Угу. Надо было пошутить над Плюшкиными и сделать шлакоблоки, собираем предмет. Это было бы забавно, да? Блин, как же я обожаю этот пистолет вообще. Глушак вообще доставляет. Стимулятор. Фух. О. Какая-то невезучая девушка попала в просак. Ну, вроде потихоньку начинаю достаточно метко стрелять. Как бы. Опа. А чё бы случилось? А, стоп, погодите. А, не, или... А, не. Или я тут бывал вообще? Вроде нет.
Пылесос. Манометр. А, блядь, ебать мой хуй. Я без ноги остался из-за капкана. Пиздец. Так, ладно, тут какой-то чел особо аккуратный расставил ловушки. Богомолов, привет, меня Иван Ардвич. Привет, Иван, меня зовут Улсан, рад знакомству, здравствуй, здравствуй. Инстант карма. Да. Ну, это выглядит очень подозрительно. А, понял. Блять, ты чё нахуй? Есть тут кто? Я тут, на. Ну, я мог бы и подружиться с тобой, человек, товарищ хороший. Торговец из Джанктауна рассказа. Одежда, праздничный колпак. Блин, он сумасшедший, он просто садовыми гномами тут жил, типа. Он тараканов хавал. Так, ну... Интересный персонаж. Так, сейчас... Угу. Чтобы еще починить... Обрез, обрез, обрез. О, охотничье ружье. Все, теперь место есть. Так, а что за праздничный колпак у него был такой интересный? А, пон. Блин, это забавно, конечно. Нихера себе у меня лапа, вы гляньте. Блин, что с моими ногами? Кошмар. Ля, какой мужчина. Да. It's me. Чисто будущий отчим и муж вашей матери. А может быть и будущий родственник, будучи, так сказать, этим... Ладно, не буду продолжать. А чё тут? И чё тут? Скобки на одной строчке. Нихера. Предмет удален. What? Не понял. Какой предмет удален? Предмет. Тебе удалили неверный один. Ну, допустим, я нажму сеттинг. И я такой сейчас поищу опять снова эту скобку.
А, ты имеешь в виду... А, целые слова. Окей, все. О, блин, слушайте, я впервые об этом узнаю. А взлом-то тут, оказывается, не такой уж и тупой и бессмысленный. Он тут прям какой-то типа увлекательный, оказывается. Так, ну, мастеринг. Блять. Settings. То тогда getting. Тогда... Так, setting, getting, rating. Setting. Setting. Serving. Окей, окей. Открыть замок. Квантовая ядеркола. Я не помню, что квантовая ядеркола давала. Но что-то давала. Ядеркола. Прикольно. Так, что они там? Скипидар, пульверизаторы. Так все посмотрим. Что посмотреть? Что снять? О, дротики. Блин, он прям жесткий дротист. Ключ Гэллоу. А кто такой Гэллоу, интересно? Любые символы, любые символы, любые символы. Любые символы. Да. О, как. Ментатычи. Ну, что тут интересного есть? Так, ну вижу патроны кое-какие. Так, стимулятора 2, Радикс, картечь. Так, патроны. Так, ланчбоксы нахер не нужны, кожные ремни, стимуляторы, купные гармошки. Блин, собирал всякое дерьмо, просто этот человек. Охереть можно. Баскетбольный мяч. И ничего особенного, в принципе. Я просто случайно набрел на ебанутого чувака. Прикол. Так, откуда я пришел? Я не... А, по-моему, я сюда иду. Многие игроки по приколу собирают плюшевых медведей. Слава богу, ты не можешь подняться. Three Dark Nights. Чё, блядь? Творится. Революция, сезон отпусков, простудифилис. Я и сам понятия не имею, ребята.
Спасибо за внимание, дети мои! У-у-у! С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы Я к тебе радио плюшу, Мишки. свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки. А теперь время для Дэнни Гея и сестер Эндрю, поющих... Это не просто так О чем же положено. еще? 100% это не совпадение. Бухло Мишка отсасывает другому Мишке. Разработчики. Разработчики. Видок нефти, да. Банга, банга, Bingo, bango, bungle, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, folks. Вискелит. Bells, landlords, I make it clear. No matter how they come I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Hey, what happened? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Tommy? Uncivilized pictures that the news takes of me. Банга, банга, банга. No, 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 no. Bingo, bango, bungo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. А чё, а зачем мне возвращаться? Hot Express. Блять. Мама дорогая, это опять ты! А я и не верил, что ты вернешься. Ну, как там с домом для меня? Надеюсь, тебе удалось найти для меня жилье? Надеюсь, ты не умрешь от голода, когда я забуду Было бы здорово, про тебя, если бы блядь. тебе... Нихуя ты наглый, блядь. Ну я занимаюсь этим, блядь. Сука мелкая. Так. Окей. Бам. So I think I'll stay where I am. Civilization. I'll stay right here. Слышь? Ну. Пошли. Так. Feel as free and happy as the day you were born. Let's go native, sun your cares away, be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's giving. Промежуточная станция коллектора. Погодите, я отсюда вышел? А, ну да. Let's go native, sun your cares away, be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's giving.
Хороший день, да? Пустоши. Сегодня. Нет. А, Джет, посмотри. Ни один NPC в играх не терзает те показатели, что убивают ГГ. Могут в луже радиации стоят игру. Типа того. Не, ну вроде бы или нет. Что это? Что это? Это ради помехи. Бля, я думал, ты женщина. Эй, чем я могу помочь? Чё в меня? Слушай, я и не говорю, что все свежее, но с голоду помереть не даст. Так. Ладно, оставлю как запчасть для ремонта. Хотя... Да не, продам. Так, гляделки. Билет мне нахер не нужен. Винты все продам. Бля, я думал, ты женщина. Самая частая фраза, когда на ландуха. Да. Ну, я думаю, это не только моя фраза, так сказать. Не только я так говорил, я уверен. Не только я. А, металлолом надо этому трудяге отдать. Тут есть один прям супер трудяга, который говорит: пора работать и ложиться нахуй, блядь. Спать просто. Забавный старик. Так, чё, все? Ладно, я переборщил тогда с... Хотя, верни меня обратно. Да. Проголодаешься? Вспомни о... Так. Это же мой дом. И вот мой дом. Эй, отвали, зомби. Никаких Да, это мой дом. О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце. Я всегда знал, что эта стерва бессердечная. Видите же, бессердечная. Может, твоему конфузии Так. старик, но над чувством юмора еще придется поработать. Угу. Что это значит? О, великолепный король Тур, бесстрашный глава Рогополиса, это я, Смельчак. Смельчак Дэшвуд. Бербер Дэшвуд. Я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что? Ее сердце? Тебе не о ней нужно думать, Тук. Через пару секунд сюда ворвутся работорговцы. Работорговцы? Вы привели сюда работорговцы? Рогополис? Идиоты! Да вы хоть понимаете, что Добро пожаловать. Ну что, стоит укрепить защиту? Микки. Пожалуйста, у тебя есть вода? Так хочется пить. Вот я очищу. Ты серьезно? Мне нечего предложить взамен. Просто так? За даром? Ну... Ну да. Правда? Серьезно?
О, Господи. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Я никогда этого не забуду. Чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Немного подняли себе карму. Немного музыки. Once again. Приключения капитана Космоса. Так, давайте заценим это место. Там что-то есть. Ну, я тут проходил, но не все исследовал, насколько я понимаю. Я только сейчас обратил внимание, что у меня компас вот снизу находится. Не вижу вообще. Кто-то шумит. Вроде бы. Я, кстати, еще ни разу не выполнил быстрое перемещение. Блин, я такой сейчас думаю, типа, заняться полной хуйней. Если подумать, не так уж сильно отличается, но совсем чуть-чуть. Школа Спрингвелл. Ага. Совсем чуть-чуть. О, понимаю. Получил по заслугам, имбецил. Трудовик разошелся. Внезапно имбецилом назвали. Ну, вроде не меня, но... Нормально. Опять этот проклятый шум. Отвалите, Опять этот проклятый шум. Что же это может быть? Этот проклятый шум. Чё же так хлопает? Да. Ну-ка, давай взлом прокачаю. О, так, интенсив, так, понимание. Ну, давай понимание. Сначала выбираю я. Стимулятор. Так, кстати, мы же в школе находимся. Тут, наверное, очень много учебников найдем. Бартер увеличен на 2. Наука на 2. О, кайф.
Что там происходит? Весело. Да это жестко. Да. Ёлопало. О, заколка темы. Так, постой, что за бред вообще? Как они это сделали? Ну, типа... Вы же не хотите сказать, что рейдеры такие, типа... А давайте мы тут поставим решетки. И они это сделали? Ну, в том смысле, что, ну, блин. Как? Просто, ну, типа, как? Капитализм. Это же им... Они прям заморочились, я вам скажу. Блять, я тарелку подобрал. Блин, надо будет как-то настроить эту странную радиостанцию. В плане заняться его починкой. Я вот помню, было какое-то задание такое. И там только играет. Получил по заслугам, имбецил. И на тебе на погоны. Нижний уровень. Ладно, хрен с ним, кто там? Расслабьтесь, парни. Пиздец. Лежать, собака. Ладно, хрен с ним. Кто там? Чё нахуй? С чего она меня так разъебала вообще? Боишься, как мелкая сучка. Сука. Я бля, ща поднимусь на. Опять этот проклятый шум. Ща вот это вот названное тобою. Сучка, блядь. Придет и убьет тебя нахуй вообще, блядь. Молись, что я тебя не найду. Прячешься? Молись, что я тебя не найду. Опять этот проклятый шум. Кто там? Прячешься? Молись, что я тебя не найду. Опять этот проклятый шум. Нет! Нет! Ты... Пизда.
Пизда с гребнем, нахуй. Нихуя себе нажмет. Хорош прятаться! Вылезай, дерись! Прячешься? Молись, что я тебя не найду. А, бля, я знаю. Вот и все, что останется от грубой пизды. А, блядь! Собака, я тут слышу, кто-то рычит. У них еще и собаки были. Че за дерьмо вообще? Что за говно? Погоди, нифига, китайский автомат настолько мощнее, чем штурмовая винтовка. Ёпта, неудивительно, что они меня так разъебывали. Калаш, кстати. Да. Вот они уж, бедняги, не ожидали, что полетят гранаты. Гранаты, гранаты. Не, серьезно, им делать нехуй, типа. Ну, скорее всего, да, но, блин. Что так... Что за дерьмо еще? Suck me, ха-ха. Так. Боппа умер, как собака. Его идея засесть здесь была бы неплохой. Мы прекрасно устроились в грабе каравана на пути в Мегатонну. Но он был настолько глуп, что попробовал совершить набег на сам город. Чудак заслужил пулю, которую Симс всадил ему в голову. Так или иначе, тут есть и другая завлекалочка. Чёртово убежище, в которое мы пытаемся проникнуть. Это вам не тот задрипанный городишко. Если мы сможем туда пробраться, то обеспечим себя на всю жизнь. О, спасибо за клип. Некоторым из моих мерзавцев надоело копать туннели. Они начали использовать мины, чтобы попасть в естественные пустоты. Неплохая идея. Правда, взрывы чуть не разрушили здание. И у нас получилась пара дополнительных окон на торце. Ха-ха. Думаю, пора мальчикам заняться странствующими торговцами, потрясти их на предмет взрывчатки. Нужно учесть, взрывать надо не слишком часто, иначе грохот привлечет внимание говнюков из Мегатонны. Напоролись в туннеле на проклятый муравейник. Пока мы пытались завалить путь, ублюдки сажали 7 лучших землекопов. Нужно найти способ отравить муравьев, когда мы сможем копать туннель дальше. И прорвемся в убежище. Думаю, если мы туда не попадем в ближайшее время, я кончу как Боппа. Только меня хлопнет уже не шериф, а мои собственные люди. Завершение сеанса с Сакми. Прикольно. Вот это они прям юзеры, так сказать. Уверенные пользователи АПК. Сука. Нижний уровень. Так, ну как будто бы мне сюда, но я тут еще не осмотрелся до конца. Так, фонарик включим еще. Да-да-да, вот об этом и речь. Ядеркова. Пусто. Ля какая.
Ля какая, черт побери. Так. Надо... Угу. Мужчина из знакомых. Спасибо, Фрид, за клип. Завтра будет много шортов на ютубе, видать. Yes, sir. Охереть, тут муравьев этих. Уф. Нормально я их так сбрил. Радекс, скотч виски. Сука какая просто, ты чё? Ты прикинь какой резкий. Чисто такой резко вышел и дал мне прикурить. Так ты в пижаме ходишь. Ну, справедливо, конечно. Да. Пожалуйста. Так. Бафауты. О. Так, медикс. А, смотри, что там внизу. Блин, ну вот этот автомат вообще мечта. Так. Ага. Все. Единственное место, куда нам надо, вот, да, сюда. Блин, это было бы близко. Чуть не откусил от меня кусочек. Блин, охренительные хитбоксы ландшафта, товарищ Говард. Они хотя бы начинали чистить вообще эти туннели? Что за пиздеж в терминале был вообще, в принципе?
Штурмовая винтовка. Да ёбана. Отойди. Боевой устав китайского спецназа. Нихера себе. Так. Вроде пусто. Прикол, ничего себе. Погодите. И убрать эти завалы никак? Да не, подождите, можно, наверное, как-то пройти. Ща. Вот откуда-то же он взялся, правильно? Почти. Блин, там явно, ну ладно, ничего нет. Эх. Ну где-то тут должно быть убежище, насколько я понимаю. В этой части Fallout же завал не убирается с помощью динамита, да? А, нихуя. О, нихуя. Лежать. 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 Поскакали, блин. Скакун, ёпта. Угу. Let's go somewhere. Китайский пистолет. Блин, 10-миллиметровый стреляют китайский пистолет. Эх, как жалко, что нет мотоциклов, ну, точнее, ездить на них нельзя. Так, это кто там ходит?
Нормально. Так. Ладно, пошли. Сразу в этот рядок Найта. Блин, вот бы фонарик нормальный, а. Как же намного лучше было бы жить. Чтоб, сука, прямо светил. А не вот это вот все. Ебать. Охуеть, они здоровые. Блять! То-то я думаю, где еще один? А он сзади. Подолец. Ох, ладно, пойдем сюда. Сраные болотные ублюдки. Блять, ебать! Хватит нахуй! Я чё, в хоррор играю или что это за говно вообще? Все, можно хоррор не запускать. Вот хоррор прямо тут происходит. Morning, a missionary of the type of neon sign. He tells the native population that Ферма на краю civilization is пустоши. dying. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bingo, bango, А, я забыл металлолом сдать. jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. That no matter Ну? how they coax him, I'll stay right here. Ну... I look through a magazine the missionary's wife concealed. magazine, what happened? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Ken? At the movies they have got to pay many coconuts to О, see. о, о, о. What do you see, darling? Блять. So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Что тебе надо? Уйди. Да блин. Есть один. Беги. Ох, нихуя.
Не, ну охотничья винтовка ебет, конечно. Бля, экспресс. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, darling? They swim and they fish, but that's what I do all year round. Зачем нападаю на изгоев? Чисто ради денег, честно сказать. Вот так вот. Спасибо за крепещение. Кайф. Это были Дэнни Ну и Кей потом и еще сестры ради Эндрюс боеприпасов. с песней Civilization. Здравствуй, прекрасная Америка. Это я, твой президент Джон Ген... Попались! Три Dog Night я, не бойтесь. Как дела, ребятки? Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете. А теперь настоящие новости. Помните, не так давно я рассказывал вам о парне, недавно покинувшем убежище 101. Его зовут Джеймс. Хороший мужик. Так вот, все еще веселее. У меня есть данные, что кто-то еще только что вылез из этой дыры. Что там, черт возьми, творится? Революция? Сезон отпусков? Простудифилис? Я и сам И так будут давать имею, боеприпасы ребята. за технологии? Спасибо за внимание, дети мои! У-у-у! С вами Ну ладно, Тридок Найт. постараюсь их не На убивать. волне вашего любимого радио «Новости галактики». Мы Это радио поспал, свободной посмотрим. пустоши, и мы работаем для вас. Папа пать. А теперь немного музыки. Окей. Папа куздар. Очкун сотванно. Косматка маленький. Are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest. Хочу до утра дождаться. The friends the trustiest way. Да ебал я в рот эту ночь. Оу. Оу, что, чё? Что происходит? Ебать, чел! А, падла! Ё-моё, он одним выстрелом мне руку отсек, вообще было неприятно. Я угай. Охуеть, что-то происходило вообще. The boys are the wittiest, the girls are the prettiest, way back home. The bees Блять. are the shootiest, the owls are the moodiest, the plants the fruitiest, stars the shootiest, the grins the funniest, the smiles the funniest. Блядское дерьмище. Don't know why. Я прям почувствовал, что мне череп разнес к хуям.
Блять. Plants the fruitiest, stars the shootiest, the greens the sunniest, smiles the sunniest. Блять. Don't know why I left the homestead. I really must confess. Хуя дробовик боевой. Singing my song of the food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the Козел. Back home. Back home. Жди Веном своим. The girl way back home. The pigs are the snootiest, the owls are the hootiest, the fruitiest, stars the shootiest, the grins the funniest, the smiles the sunniest, way back home. Don't know why I left the homestead. I really must confess. I'm a weary Прикольная песня, когда понимаешь ее слова. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, На the нахуй. gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the liveliest. Пиздец, я ебал. Нихуя он двигается. Wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the Блин, вот это loveliest. отстой. Way back, way back, way back home. Я рэп перестал слушать, когда начал понимать английский. Ну да, есть такое. Там же полная хуйня вообще. The steadiest, the love the liveliest, the life the loveliest. Way back, way back, way back. А иной контингент, когда начал понимать английский, после прослушивания рэпа стал читать рэп. Да. Блять, ебать, он ебет меня! Ладно, я поближе подойду. The love the liveliest, the life the loveliest. Way back, way back. Но я не так ожидал это сделать. Сука, этот прицел этого ебаного винтовки нахуй. Он точно выше летит. Броню надел, ты что, крейзи? Блин, ну какую у меня, что там есть? Разведброня. Ну хотя бы, ладно. I don't
set the world on fire. I just want to start a flame. Сука, ебучая! Я слабая. In my heart have a Тварь. desire, and that one is you. No other will do. Стол подскакивает. Да ну нет, бред какой-то. I've lost all ambition. The world Хорошо они тут устроились. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do it. Когда дизайнер интерьера, это ебучий рейдер, блять, это пиздец. I just want to be the one you love. And with your admission that you Сука, feel the пиздец. same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, О, спасибо за клип. Спасибо. Оу. I just want to start a flame in your heart. Руки зудят в Fallout поиграть. Да не играть, че ты, блин. Я тебя начал вообще. Ой. Я что, тут просто так сижу, что ли? А ну смотри, блядь. Так. Оу. Ага, слово удалил видео. Так. Ты моя сублимация. Я, кстати, не видел, какое слово было удалено. Ну, вроде больше нету. Ладно. Paint или и? Нет. Не и. Погоди. А может и? Привет, столичная пустошь! Посхуяли не и, да? Трипс? Громкий гордый голос Тридок Найта. С вами на радио новости галактики. Все готовы узнать последние новости из столичной пустоши? Я тоже нет, но время-то пришло.
Помните, не так давно я рассказывал вам о парне, недавно покинувшем убежище 101. Его зовут Джеймс. Хороший мужик. Так вот, все еще веселее. У меня есть данные, что кто-то еще только что вылез из этой дыры. Что там, черт возьми, творится? Революция? Сезон отпусков? Doggy Вибе. Hello, hello. Привет. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики, который рассказывает правду, какой бы горькой она была. Джеймс, реально А теперь Джеймс. традиционное и очень важное предупреждение. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Я чисто квантовый Важное магнат. предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. Но беда в том, что иногда люди путают просто, скорее всего. Здравствуйте, дорогой сотрудник. В смысле? Вы вернулись? Блин, что за прикол? Понял. Да ебать его рот! Обнаружено несколько. Блин, пистолет-пулемет классная херня просто. Into each light, some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, О, but someday внезапно ключ. the sun will shine. Крышка мина. Some folks Разве? can lose the blues in their hearts. В смысле? But when I think Не понял. of you, another shower А, то есть он с таким звуком подбирается, я подумал, нихера, сейчас взорвусь, типа. some rain must fall, Что-то немного аж опешил. much is falling. Так, давайте-ка я так сделаю. О. В какой-то момент просто глаза устали от цвета. Some rain has got to fall. But too much of that stuff is all Блин, я прям думал, я такой Ямакаси, весь такой типа паркурмен и упал, пернул. Some rains must fall, but someday the sun will shine. Ну вот видишь, насколько низко мне надо держать прицел, чтобы попасть в голову? Another shower star. Блин, гандон. Лучше бы ты герой себе из дома не must fall, but
Как же тебе, сука, везет каждый раз! But someday the sun some folks can lose the blues in their heart. But when I think of you and the shower stars into each Блять. some rain. На, сука. Меня батя в детстве так и учил закладывать, что при выстреле ствол подкинет наверх. Into each life some rain must fall. Ну типа, But too much is falling in my ну окей, ладно, я в принципе, ну, могу представить, что это. А. each heart some tears must fall. But someday the sun will shine. Ну, в момент выстрела, да, типа, пушка двигается. Не, вообще, да, звучит правдоподобно, если так подумать. Если задуматься, это прям... Another shower starts. Ну да. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each and every life. Some rain has got А, to они fall, ничего не весят же, нормально. but too Too much much of is that stuff falling falling in my... into mine. А, так... А, это скрытность, оказывается. Some tears gotta fall. But I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their heart. But when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Блин, вот хотелось бы так в жизни, прикиньте, ребят. Иметь столько денег и пойти в супермаркет, чтобы, типа, у вас перегруз, вы не можете бегать. Да, вот это, конечно, было бы классно. Да. В этой игре это, так сказать, проклятие, а в жизни это мечта и благо. Так. О, нифига. Три. Я, по-моему, так обычно студентам приезжал с сильным перегрузом. Блин, кровавая баня как будто бы классная тема. Но я интенсивную тренировку, скорее всего, возьму. И пополню себе...
Так, и что мне по статусу? Погоди-ка, а разве не должно быть у меня больше? Ты для хардкора выносливость 2 поставил, она же за ХП отвечает. Ну, не то что. Не как-то по большей части остальные, типа... Остальные... Эти, как его... Характеристики казались важнее. Так что... Ну правда, типа, просто буду не получать урон лоу. И все. Военные деньги. Военные деньги. Военные деньги. Военные деньги. The boys are the wittiest, the girls are the prettiest, way back home. The pigs are the sweetest, the owls are the bootiest, the plants the fruitiest, stars the Тут, походу, вот прям по-настоящему я гайд флексу. Банк собирай, на металлку сдашь. Я всегда в интеллект и удачу играю. Привет, как она? Да хорошо, нормально. Стал изучать Unity. И сейчас дошли до Fallout 3 Extended Edition поставил. Чисто обалденно. Долго спать. Это был Боб Кросби с песней Way Back Home. Three Dog Night! Это я, ребятки. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так ли? Кажется, набежало немало новостей. Вы только послушайте. Дети мои, хорошие новости. Наш приятель из убежища 101, представляете? Он все еще жив. Все-таки есть Бог на небе. Вот свежие новости от рейнджера Пустошей. У меня отличные новости из Мегатонны. Кажется, атомную бомбу в центре города наконец-то обезвредили. Шериф города Лукас Симс поручил одинокому страннику из убежища 101 разобраться с паршивой бомбой, и наша детка с этим справилась. Эй, ты, умница 101! В следующий раз, как будешь проходить мимо, загляни на студию. У старика Three Dog Night'а тостер барахлит. Спасибо за внимание, дети мои! У-у-у! С вами Three Dog Night. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки.
set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. В чем отличие от оригинала? I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. Ну, очень много на самом деле тут визуальных модов на текстуры, оружие и лица и прочее дерьмо. Спасибо. Way down inside of me, darling, I have only one desire. Ребалансы всякие. And I know nobody else. Там очень много модов. Просто охереть как много. Я в конце стрима покажу, скорее всего. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Текстура воды тоже типа вот, ну, другая. На Game of the Year Edition. Ебучий супермутант. Никея и сестер Эндрю, поющих. О чем же еще? А рейдеры лол. Лежать. Гнида, блядь, ебаная. Bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights for Ай, блядь, нихуя себе. No matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine, the missionary's wife concealed. Magazine, what happened? I see how people who are civilized bung you with Блин, я забываю, что надо прокачивать ремонт. Прям, сука, ремонт нужно, да. What do they see, darling? Uncivilized pictures of the nuclear tapes of me. So, bongo, 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 he don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So, no matter how they coax him, I'll stay right here. they hurry
harbor just to get aboard an iron train. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do, Donnie? They swim and they fish, but that's what Ну блин, с такой музыкой как не веселиться? Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse. Ванпост РНГ. I got my spear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. they have things like the atom bomb. So I think I'll stay where I am. Civilization. Погоди, что? А, билет. Let's go sunning, it's so good for you. Let's go sunning, neath the sky of blue. Greet the sun every morn. Feel as free and happy as the day you were born. Let's go native, sun your cares away. Be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Так, Life's так, worth так. living when nature's giving happiness to everyone. Как будто бы О больше, да? Шок. Может быть СК? Стак? Let's go native, sun your cares away, be creative, learn to live and Стоп. play. Pretty Блять. flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's giving happiness to everyone. So let's go sunning. Выверт. Включите Всем эскалатор, привет, включите это ваш старый освещение. добрый диджей 3 Dog Night. Что значит D, понятия не имею. Но когда мне это мешало? В наши постапокалиптические дни происходит много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Всем известно, что 3 Dog Night знает о многих сумасбродных делах, творящихся в столичной пустоши. Но вот это всех за пояс заткнет. Разные источники сообщают мне о том, что парочка придурков в карнавальных костюмах устраивает драчки за контроль над поселком по имени Кентербери. Одному из этих идиотов помогают роботы, а на другой стороне сражаются жуки-мутанты. Каждый день повторяется одна и та же сцена, но силы равны и никто не может победить. Блин, я прям как в фильме Так что, «Брат». если ваши дела занесут вас в Кентербери, Дева. будьте начеку и держите ствол наготове. До скорых встреч, с вами был 3 Dog Night. Вы слушаете радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушай. И никого. Блин, обожаю этот автомат. Но справедливости ради, если бы они до меня добрались бы, это, ну... Они бы меня просто выебали жестко. Вечер добрый, вечер.
Ну, бодрый идет. Хорошо играется. Не играл у него? А ты не играл у него? Ну, я играю еще и, ну, в сборку такую особенную. Эта сборка называется Extended Edition. И это, по сути, сборка всяких разных модов в данной игре. Так. Погоди-ка. Да, иди сюда. Попробуй поиграть. Я, к примеру, сейчас вообще жестко кайфую. Опачки. Ключ от служебных помещений метро. Ништяки. Твою мать. Правило, ага. Как я в сравнении со вторым Fallout сейчас ощущается? Но я хотел сказать что-то типа, ну, будет не точно передать свои ощущения, так как я между этими двумя играми поиграл в этот самый Fallout Tactics. И Fallout Tactics скучнейшая хуета. Ну, то есть, будем честны. То есть, Fallout Tactics чисто из дани уважения его, ну, стараются любить, уважать и всякое такое. Но по причине того, что игра не имеет практически какой-либо RPG составляющей, и это, по сути, не до XCOM, которая не имеет XCOM составляющей, то есть там нет такой системы укрытия, нет такой нормальных таких вещей, как типа просто все там, ну, максимально криво работает в этом плане. И по сути это обычный Fallout, у которого убрали пошаговую систему, и все. И по факту Fallout Tactics, он выглядит чисто как Conan Fodder. Старая такая была игра, ты просто выделяешь отряд своих людей, они змейкой бегут и стреляют во все, что движется, и тебе нужно просто типа аккуратно их перемещать так, чтобы они все не полегли там от гранаты или какого-то еще взрыва, или там очереди пулемета и так далее. Ну, вообще, настроение совершенно разное. Мне тут тупо весело в этом Fallout 3. Здесь можно испугаться, здесь можно засмеяться всяких разных таких, ну, тупых вещей и так далее. Что там? Вышло, да? Точка. Это намажу. Чешется, да? Не чеши.
А по квестам? Ну, пока сложно сказать. Я мало квестов прошел сейчас в третьей части. Из того, что было, там чисто пролог линейный максимально, насколько я понимаю. Ну как? Там можно всячески типа сказать, типа да, нет, применить навыки красноречия и там прочее. Но скорее, знаешь, типа, третий Fallout на самом деле лучше по квестам, в плане того, что тут эта система красноречий как будто чаще используется на самом деле, если так задуматься. В оригинале оно как бы, скорее всего, тоже используется, но не так заметно, как ты думаешь. То есть там появляются какие-то там, ну, вот эти вот моменты, которые... если бы у тебя не была бы прокачана вот это самое красноречие. Ну, то есть штука в чем? Тебе нужно сделать совершенно другого персонажа, чтобы понять, что этих диалогов у тебя не было. А тут создается впечатление так, как будто бы ты, ну, блин, ебать дохуя молодец, потому что ты прокачал красноречие, так как рядом с одним из диалогов появляется плашка красноречия. Типа, ну, ты навык применяешь, типа, прикольно смотрится. В первых двух Fallout'ах и в Tactics вообще диалогов нет, там, ну, этого нет. Это, ну, подчеркивает прям хорошо. Ты такой, блин, прикольно. Сразу видишь во всем, ну, во всяких таких вещах смысл. Но в моменте именно, знаешь, с чем? Ну, хотя тут они еще тоже вот старались, типа, давать такие вещи, как, типа, применение навыка ремонта тоже. Я, к примеру, в Мегатоне сейчас смог применить... Часто использовал скрытность, я много там, типа, крал, взламывал. Компы и двери взламывал. Тут на самом деле, если так задуматься, слишком как-то переоценивают в некоторых моментах первую и вторую часть вот в этих моментах. Чисто в угоду тому, что, ну, типа, дань уважения, всякое такое. Но по факту, на самом-то деле, в всяких таких моментах Fallout 3 намного лучше, чем первые два. Разве что, скорее, да, типа, ну, сюжет такой себе может быть. Именно в том плане, что, знаешь, типа... Беседка слегка не умеет в сюжет. Типа. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Беседка не умеет в сюжет, и они относятся к игрокам как к полнейшим конченным долбоебам, типа, знаешь. Они думают, что они слюни пускают, сидят, и это, типа, большая удача, что они вообще, в принципе, смогли пользоваться компьютером, типа, знаешь. Типа, нажимать на мышку и клаву и там прочее. И вообще читать умеют, охуеть, типа. Они... А теперь послушаем музыку. Мне прям, сука, с самого начала, вообще, типа, с пролога, пихает дохуя всяких разных намеков на то, что
все не так, как есть, типа, ну, читается, короче, сюжет сразу заранее в некоторых моментах. Тут многие сразу начинают намекать тебе на то, что, типа, батя вообще у тебя не из убежища, он вообще пришел из пустоши сюда внутрь. И как его пустили там прочее, вообще хуй пойми. Ну, типа... Не знаю. Антоний Смолницкий. Здравствуй. Здравствуй. Рад видеть. Они делают как для детей, думаю, что это их аудитория. Ну, такие, да, довольно странные в этом плане ребята, короче, это самое... Беседки. Прям супер странные люди. Я нажал Project 7 из 8. Projects. Project. В связи со сбоем системы класса 7, все инженеры по ремонту, технические обслуживания обязаны явиться на службу. Неявка доведет... Так, погодите. Давайте немного... Все-таки атмосфера. А то пиздец там... Я как будто сейчас... Пиздец, ну реально, слишком весело. Да хуя весело, я ебанусь скоро. В связи со сбоем системы класса 7, все инженеры по ремонту и техническое обслуживание обязаны явиться на службу. Неявка поведет к расторжению трудового договора в соответствии со статьей 45.7а коллективного договора отдела технического обслуживания. Желаем вам плодотворного рабочего дня. В 90-х, когда выпускали первый Fallout, то люди любили разбираться, залипать, а сейчас поколение все быстро просто на блюдечке. Нет, ну, типа да, но... Это отчасти не так, это отчасти проблема чисто разработчика и его отношения к своему потребителю. Они просто убеждены, их убедили или еще что. Они просто реально думают, что ну типа дело так. Но на самом деле можно просто типа сделать как раньше, но лучше. В плане именно то, что вот 3D у тебя и там прочее. И сука, ну блять, сделай ты, ну как для взрослого человека, чтобы он, блять, не скучал. Ну в плане того, что знаешь, как... Ну, сюжеты и там проще, чтобы, ну, как-то все увлекательнее было и так далее. Ну, тут чисто дело именно отношения, типа, самих разработчиков к игроку. Сценариста там, вот этих вот людей. Все-таки в то время вот, да, вот люди, которые делали игры, они делали не то, чтобы вот, типа, они вот для вообще конченых задров делали игры, типа, знаешь, типа штука такая. Для конченых задров и зачастую они делали игры, вот особенно вот такие вот, как Fallout, первый и второй, ну там, для... своих сверстников, то есть разработчики буквально там делали, чтоб они старались выебнуться именно с тем, что какую хитро выебанную интересную типа сюжетную ну историю тебе ну закидывают и так далее. Не-не-не, это заблуждение, скорее всего, я бы сказал. Не то, что все, давай быстрее. Не знаю, как так получилось, но это правда почему-то, ну, заблуждение нынешнего нашего времени. Почему-то все так думают. В особенности контент-креаторы, которые, ну,
Я имею в виду контент-креаторы, которые вообще, ну, причастны к созданию чего-либо от игр до фильмов, комиксов и так далее. Хотя в комиксах все не так уж и плохо, но в этом плане, скорее всего. Это реально, типа, какая-то, ну, чисто проблема нашего времени. И штука в том, что, ну, люди привыкли считать, что так и есть, но я же думаю обратно. Это, ну, вообще не так. Можно убедить в обратную сторону, если уж на то пошло. Если это стало, типа, действительностью, то, ну, в обратную сторону также убедить людей вполне себе реально. Именно говорить, что... Не надо все просто и тупо, и так далее, чтобы, ну, было максимально понятно. А интересно и, типа, ну, не знаю, и в нужной мере там времени, чтобы это все происходило. Все-таки Silent Hill, он не стал идти на поводу времени, я бы сказал. Новый, который ремейк. На поводу времени именно в плане того, что надо сделать коротко и понятно, типа, знаешь. Оно сделано как сделано. Типа, я бы даже сказал, там времени даже слишком дохуя, как будто бы приходится тратить на то, чтобы пройти игру. Это скорее чисто моя личная проблема в плане того, что я так играю, а не потому что игра так и построена. Так как когда я проходил на New Game Plus, я уже проходил игру за 7,5 часов. Или 7 часов и сколько-то минут, там вообще типа кропалик. А первое прохождение было 20 часов. А что будет дальше? Ну, все зависит от нас. Все зависит от нас, я так скажу. Ну, как от нас? Ну, от контент-креаторов, так сказать. Не блогеров, вот не путайте, пожалуйста, не от блогеров все это зависит, а от действительности, от создателей чего-либо. Будут делать они по красоте или нет? Нихуя себе. Супермутант. Не все так однозначно. Ну да. Ну серьезно, типа никто не знает, как дальше вообще пойдет в мире. В принципе, так скажем. Какие изменения вообще произойдут. Это точно. Вот все жили и жили. Все было прекрасно, все было хорошо. И вдруг на тебе нахуй внезапно квадробера. Пиздец. Просто вот
нежданно-негаданно. Вдруг по улице скачут нахуй дети, блядь. Типа животные. Ты в этой версии любишь больше от первого лица играть? Да, конечно. В подобных играх лучше максимально... Ну, добиваться максимально типа этого погружения, понимаешь? Это самое главное. Deep dive in atmospheric shit right here. Скрепный стример. Chevy Chase. Ну да. Déjà vu, before high on the street. Дрифт. Нормально. Вот это ты внезапно вылез. О. Ха. Это реально? А, так это же это. То самое место из заставки, где я играл вот это. Да. Изначально катсцена. I don't want to set you bird. Черт. Я в GTA 5 от первого лица играл в некоторых моментах. Ну, кстати, надо попробовать поиграть пятый GTA, когда доберемся до него чисто от первого лица. Типа, всю игру играть от первого лица, прикиньте. Вот это вот будет вообще огонь. Пушка. Ага. Нога, да, смешно. Так, ща, подождите-ка. Пора веселиться. Ебать!
Здорово. А? Че? Привет. Слушай, не знаю, кто ты, но тебе здесь не место. Супермутанты напали на наших братьев в здании станции «Новости галактики». И мы идем на выручку. Если хочешь, можешь пойти с нами. Только пригнись и постарайся не делать глупостей. Ну, вы кто такие вообще? Я Страж Лайонс. Львиный прайд. Мы из братства Стали. Не беспокойся, мы на твоей стороне. Львиный По крайней прайд. мере, я на это надеюсь. А почему не кошачий помет? Так. Вы говорили о радиостанции «Галактические новости»? На развалинах сейчас немного безопасных мест. Но здание галактических новостей для нас что-то вроде тихой гавани. К сожалению, недавно по ним нанесли сильный удар. Мы их прикрываем. Так что если вопросов больше нет, мы спешим. Вам новобранцы не нужны? Ответ отрицательный. У нас и так выше крыши новичков из местных. Большинство ничего не умеет и рвется в атаку почем зря. Вот, например, как наша великолепная послушница Реддин. Ладно. Ты там поосторожнее. Реддин, за мной. Ты неплохо справляешься. Просто иди домой. Не будем играть в PUBG, ладно? Как обстоят дела? О. Нормально? Вы не против? Так. Это я, ребятки. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так ли? А теперь скажите мне, детишки, вы хотите Солсбери стейк 200-летней давности или сводку горячих новостей? Я так и думал, что новостей. Ну так получите. Помните, не так давно я рассказывал вам о парне, недавно покинувшем убежище 101. Его зовут Джеймс. Хороший мужик. Так вот, все еще веселее. У меня есть данные, что кто-то еще только что вылез из этой дыры. Что там, черт возьми, творится? Революция? Сезон отпусков? Простудивились? Я и сам понятия не имею, ребята. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night. На волне вашего любимого радио «Новости галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. И снова пришло время для важного объявления Минздрава на нашем радио. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это Я не знаю, тупые, что... безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь послушаем музыку. А ладно, нахуй она мне надо? Ответ отрицательный. Новобранец? Мы подобрали бродягу. Того, кто вспугнул уродов на 42-й. Бродяга. Ясно. Стандартная процедура. Реддин, выполняешь все команды паладина Варгаса и держишь язык. Ладно, за пиздите зубами. тут, пока я пойду разберусь со всем.
Ебать. Maybe you'll ask me who compares. Ага, посмотрим. Ага. Нечего боеприпасы переводить. Ага. Да я ради вас, урода, блин, патронов прям нормально потратил. Ну, я, конечно, хотел еще выебнуться перед ними максимально. Типа я такой побежал в соло и разъебал всех, ну там... Нихуя себе. Ёбаный рот. Что там происходит? Так, взять толстяка с тела павшего воина. Ого. Опа. Maybe. Что скажешь теперь? Похоже, моя очередь благодарить тебя. Ладно, здесь безопасно. Так что, если надо, можешь поговорить с Редагнайтом. Ты уверен, что вам не нужны новобранцы? Уверена, ты можешь за себя постоять. Не пойми меня неправильно. Но не будем увлекаться. Редин умерла. Да как? В смысле она? Блин, да. Ты там поосторожнее. Стойте. Дайте я отдельно сохраню. И попробую загрузиться. Блядь, Гриша камшот не спасет Редин. Чем я могу помочь тебе, чужак? Ну, ладно, жаль, Редин. Она погибла с честью. В конце концов, это самое главное. Вы, ребята, фигней не страдаете. Сочту это комплиментом. Если мы не будем защищать от мутантов столичную пустошь и всех, кто тут живет, то кто их защитит? Братство делает, что может. Но иногда требуется нечто особенное. Тогда на сцену и выходит львиный прайд. Львиный прайд. Ну, братству нужен был аванпост, а парню на радиостанции нужно было, чтобы мутанты не оторвали ему голову. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Главного у них зовут Редагнайт. Он там обеспечивает вещание практически в одно лицо. Он интересный тип, этого у него не отнять. Ты там поосторожнее. Редин лежит. Да, знаю. Проклятие. Когда вернемся в цитадель, я поговорю с писцами. Пусть запишет, что паладин Редин прошла Да, Редин будет рада этому. Проклятие. Мы потеряли. Прости, я на посту. Тут нам только набега А как зайти? Добро пожаловать, друг. Мои братья, может, и грубоваты, но они готовы отдать жизнь. Ай, блин, бафаут кончился. Почему у меня грязная вода? Блин, добраться бы до какого-нибудь магазина.
Ебать, у меня ядерных зарядов много. Я могу такое устроить, оказывается. Да. Не такой, а жизнь такая. Не, даже будет правильно сказать, лут такой. Ладно, китайский меч выкинул. Короче, китайский пистолет, китайский меч выкинул, все. Минус социальный кредит. Надеюсь, вы довольны. Так. А, собственно, как зайти? А! Похоже, все чисто. Открываем внешние двери. Здравия желаю. Добрый вечер. Рад познакомиться. Рыцарь Я рыцарь Дилдон. Если тебе чего-то понадобится, Дилан. я помогу, чем могу. Предокнать нужен. Иди наверх. Тебя ждут. Окей. Только не переходи нам дорогу, и все будет прекрасно. Давай не надо, блин. Рыцарь Финли к твоим услугам. Чем могу помочь? Ладно. Добро пожаловать на аванпост радио Новости Галактики. Я сержант Уилкс, и я тут за главного. Что привело тебя в Вашингтон? Иди наверх, он тебя ждет. Последняя свободная радиостанция во всем округе Колумбия. Остальной эфир заполнен пропагандой Анклава. Я бы ни единому слову их не верил. А что тут делает братство? У нас тут сделка со станцией. Мы держим базу в этом укрепленном здании и защищаем его от супермутантов. Это единственное безопасное место в руинах Вашингтона. Все остальные места кишат этой ходячей мерзостью. Знаешь, неплохо иметь тихую гавань в разгар шторма. Ну, знаешь, хорошо ловятся только две станции. Наша и станция Анклава. Они там гонят полный бред и пропаганду. Радио Новости Галактики рассказывает все как есть. Конечно. Удачи тебе. С тобой приятно охотиться. Здравия желаю. Угу. Так. Блин. А у них брать-то нечего. Дело тут будет Проклятие. выше крыши, я тебя. У тебя все на лице написано. Ты не рубишь, что я за чувак и что тебе за дело. Что ж, приготовься к просветлению. Я 3 Dog Knight. Верчу дисками и умами. Можешь звать меня Мистер Галактика. Я царь и бог лучшей радиостанции на пустошах. Радио Новости Галактики. А ты... Я знаю, кто ты. Слыхал, как тебе пришлось уйти из убежища в неизвестность. Прямо как старый добрый папа, а? Я его уже повстречал. Ага. А зачем такое вычурное представление? Эй, если ты на светлой стороне, ты будешь выкладываться всегда и целиком. Как я говорю, всегда ошеломляй их. Ошеломляй их и неси в мир правду. Светлая сторона, что это вообще такое? Представь себе картину. Представь столичную пустошь. Свалку кирпича и камня. Огромную свалку бесполезных вещей. А? Люди на пустоши просто пытаются выжить. Дожить до завтра. Выжить и как-нибудь прокормиться.
А потом появляется всякая разная дрянь. Работорговцы, супермутанты, рейдеры. Они все тоже хотят откусить от пирога. И, как правило, берут свой кусок силой. Так ты дерешься на светлой стороне, выпуская новости галактики? Ну да, черт возьми. А ты совсем как отец. Ума у тебя не меньше. Раз ты и так все понимаешь, не буду больше рассусоливать. Просто укажу тебе путь. Почему ты так слепо мне веришь? Мы раньше с тобой не встречались. Раз братство тебя пропустило, значит, с ними у тебя терок нет. Да и твой папаша вполне пристойный мужик. К тому же от тебя сейчас исходит очень хорошая волна. Может, у нас выйдет помочь друг другу? Но хватит трепаться. Расскажи мне, о чем будет разговор. Чем я тебе могу помочь? У меня есть имя и талант, но чего нет, так это помощника. Конечно, братство нас охраняет, да. Но это все, чем они могут помочь. Новостям галактики нужен агент. Тот, кто сможет отправиться наружу в дикий первобытный мир и сделать то, что надо. Ну, ты в игре? Ну, если ты знаешь, как мне найти папу, скажи. Ты хочешь найти папу, и так получилось, что твой покорный слуга знает, где он сейчас. Он был здесь, на новостях галактики. У нас вышел отличный разговор. Он у тебя просто классный мужик. Если хочешь узнать больше, помоги сперва светлой стороне. Да, блин. Слушай, если я найду папу, он может помочь вашей светлой стороне. Ты хорошо говоришь, но дело не только в тебе и твоем отце. Если хочешь помощи от новостей галактики, помоги новостям галактики. Вот и все дела. Давай, давай. Хорошо, потому что задачка не из легких. Новости галактики — мое детище. Я люблю его, кормлю, пеленки меняю. Но есть одна проблема. За пределами Колумбии его плач никто не слышит. Видишь ли, какой-то безмозглый супермутант решил, что будет прикольно пострелять в блестящую фиговину на монументе Вашингтона. Понимаю, к чему ты клонишь. Ага, это блестящая штучка, наш бывший ретранслятор. А теперь это решето. Без него площадь нашего покрытия очень невелика. Конечно, фабрики, на которой делали такие штуки, давно нет. Настолько нет, что нечего и пытаться найти что-то среди обломков. Давай. Это и есть рискованно. Не буду тебе врать. Но что-то в твоих глазах мне говорит. Вот он. Вот тот человек, который на это способен. У твоего отца такие же глаза. Вот почему Три Док Найт тебе помогает. Ну говори уже, ебаный рот. Один парень из братства проходил мимо и сказал, что видел ретрансляторную тарелку в одном из старых музеев. Ага. Это тарелка со старого лунохода Вирго-2, который стоит в техническом музее. Ага. Принеси ее и установи на место старой, на монументе Вашингтона. Вот и все. Окей. Договорились. Все-таки на людей у меня глаз отличный. Ты сделаешь новостям галактики самый лучший подарок за много-много лет. Если захочешь еще что-то узнать, я буду ждать тебя здесь. Да в смысле тяжело мне стало? Ну ё-моё. Так, я уверен, что будучи
3 догнайтом, так сказать. У него тут должен быть пупс красноречия. Ну прям 100% как будто бы должно быть. О, наука. Угу. Но я ни хера не вижу. Блин, что бы такого выкинуть вообще? Что меня... Давай Брест выкину. К херам мне есть. Кстати. Пупса не вижу. Вижу садового гнома, который жестко прячется. Сюда пойдет, сядет. Там пойдет, сядет. У тебя что-то еще на уме, верно? Ну я, блин, как бы уже занят тем, что пытаюсь сделать то, что задумал. Да ладно, нету пип-боя, серьезно? Ну точнее, волтбоя. Волтбой. Его нету. Его нет. Нет его. Не попал. Нет тут пупс. Да. Нет его. А ты Лукаса Симса забрал, пупс? Лукас Симс? Не знаю. Лукас Симс. А, у шерифа имеешь в виду? Сила? Да. Да. Забирал. Так. Блин, надо было удачу, кстати. Речь. А, фото, блин. Ну да, речь. Подтянуть. Окей. Фу. Фу. Вот это я трюкач.
Нормально. А в 101-м ты куда свалил? Да, у медика забирал, ага. Только для персонала. Подожди. Давай нормально здесь смотрюсь. Ну. Интересно. Блять, ебать. Угу. Почти все слова удалил. Да ёб твою мать. Чёбушки-воробушки. Инициализация протокола безопасности места. Станции. Атакую враждебную. Уровень. Омега. Разрешен огонь. Поражение. Это было не обязательно, но в каком-то смысле необходимо. Блять, ебать. Пиздец. Вот. Нихуя себе, дробовик боевой. Оу, е. Так, ну давай ремонт.
Наука? И красноречие. На свалке, в логе, как те смерти, еще в каких-то убежищах, на кладбище, форт какой-то там. В каком-то метро, если роботу не дать билет на метро, он начинает атаковать. Наука, медицина. Так, подождите. Как будто бы... ...56. Я как будто бы вообще не то сейчас прокачал. Как будто бы надо было силу вкачивать. Да, ну ладно. Ну, вот 308 калибр. Скоро будет снайперская винтовка. Которая просто имба. Вот меня что парит в Fallout, это инвентарь, всегда места не хватает. Да, есть такая проблема. Поэтому я сейчас немного напрягся. Думаю, что не то вкачал, по сути. Уда. Вечно бухой. Теперь... Ох, ебать. Ох, ебать. Это что они сделали? Не убивай меня! А ну вернись, трус несчастный! Умри, умри, умри! Хочешь стать моим новым парнем? Нет, так не думаю. Я человек женатый. Ты сдохнешь! Ау! Так.
Угу. Ёпта, я заметил вовремя. Чёрт, мины. О, как много мин. Так. Я хуею. О, вот это я добротно. Так. Ну, я хз, что еще выкинуть. Короче, бесит запас наркоты, надо продать. Иначе придется выкидывать. Угу. Стал сухо, братуха. Приют для рабов. Кстати, у меня очень много заметок. В связи с раскрытием системы безопасности монумент такой. На паре есть тоннель на проклятый муравейник. Так. Заметки пароля. Я, кажется, уже 5-й раз забываю код от своего терминала. Вот уж правда, надо научиться самоорганизации. Верга. Если вы слушаете эту кассету, значит, мои мозги уже размазаны по какой-то стенке, и вам предстоит кое-что сделать. Вам нужно забрать пакет и доставить его Рональду Ларену в Гердершейд. Скажите, что вас послал Грейди. Вам понадобится ключ, чтобы достать пакет. Я его припрятал в старом пожарном кране в одном чулане на станции метро Мэриголд. Ключом открывается сейф, в котором лежит пакет. Найдите комнату с крутящейся лампочкой. Промахнуться невозможно. Удачи.
И надеюсь, они вас тоже не найдут. Правила пользования лазерным оружием. Потратьте несколько минут для ознакомления с руководством настольной книги служащего управления транспортного округа Колумбия, раздел 28.1.1b. Для вашего удобства с его содержанием приведено ниже. Раздел 28.1.1b. Надлежащее использование лазерного пистолета. Необходимо отметить, что ко всему оборудованию, принадлежащему управлению, должно относиться бережно и использовать его лишь в случае необходимости. Обеспечение безопасности персонала во время нападения коммунистов. Вот хороший пример надлежащего использования вашего типового лазерного пистолета. Однако регулирование численности грузунов является примером ненадлежащего использования пистолета и будет служить основанием для дисциплинарного взыскания, описанного в разделе 11.3.5c. Итак, раздел 28.1.1b.1. Техника безопасности при использовании лазерного пистолета. Использование этого лазерного пистолета в комплексе метрополитена может дать ощутимые положительные результаты. Однако оператор обязан оценить окружение, прежде чем принять решение о стрельбе. Трубы подземного комплекса часто служат для транспортировки легковосполняющихся газов. Стрельба из лазерного пистолета при наличии утечки газа может вызвать непредвиденный взрыв или нанесение телесных повреждений персоналу. Раздел 28.1.1b.2. Использование лазерного пистолета в соответствии со спецификациями. Все служащие управления обязаны следить за тем, чтобы энергии, импульсы, продолжительность и частотой повторений стрельбы из пистолета соответствовали спецификациям, указанным в руководстве пользователя лазерного пистолета. Невыполнение этого требования повлечет как наложение дисциплинарного взыскания нормативно-правовым комитетом управления транспортного округа Колумбия, так и серьезное телесное повреждение. Вот это я прочитал. Надежда есть, и есть безопасный приют. Найди храм единения. Там рабы становятся свободными. Иди на север. Это близ Кентербери. Блин. Вот бы коллиматор они придумали, вот. Просто, ну ё-моё. Как же сложно без коллиматора стрелять. И чё? Починка, о, ремонт. Сидит, ёпт.
там все ладно. Где-то стучат-то. Тут Харская добылась. В этом? А? Дядя было Каннера. Станция флоги боту. Что за место? Говнюк. Ну все, дробовик теперь имба. Достаточно мощно его отремонтировал. И теперь он хорош. Хм. Нет! Нет. Так. Блин. То есть рандомно, что ли? Предмет удален. Я думал... Так, ладно. Ага. Траулинг. Блин, тут скобочек просто охереть как много. Да, блин, верните мне шансы, пожалуйста, вы чё? Да вашу ж мать. Так, церемонии френдли. 2 Е, значит, стоят правильно, что ли? Или первое Е стояло правильно? Y.
Тогда, скорее всего... Не, это не Y стоял правильно. Может, C? Вот, креатинг уже. Так, рейтинг. Пейнтинг. Рейтинг. Пейнтинг. Квестинг. Крекинг. Крекинг. Инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро не отвечает. Уровень угрозы Омега. Разрешен огонь на поражение. Пожалуйста, предъявите билеты. Проверка подлинности билета пройдена. Спасибо за пользование услугами метрополитена. Билет на метро удалено. Забавно. Ёлы-палы, боже мой. Кентавр. Так, ну-ка посмотрим, что по карте. Карта мира. Технический музей. Ну, пошли. Семья. Угу. Еб. А... Нихера. Нормально они меня харкнул, блин, в лесу. Городской дом. Семья Макклеллан, улица Брэдли, 2026. Не просите пожертвований. О. Так, давай погуляй с мафией. Хотя, погоди, деактивируйся. Подожди.
О, что за херня была? Он просто телепортнулся в мою сторону. Чем могу служить, хозяин? Хотя очень не хочу. Кусочек дыни тут не помешает. Вот только кожура еду всех прелестей лишает. Чем могу служить, хозяин? Хотя очень не хочу. Кусочек дыни тут не помешает. Вот только кожура еду всех прелестей лишает. Чем могу служить, хозяин? Хотя очень не хочу. Ошибка в рецепте суфле. Яйца не обнаружены. Песик, песик! Боже, ненавижу это животное. Ну хорошо, я тебя нашел. За королеву! Это что? Все? Блин. Он убил его. Черт. Песик, песик. Недотёпа. Блин, вот же ну, блин, вот же собака эта. Недотёпа. С вискарем лежит. Как будто бы тут, что ли? Блять. Ебануться, что произошло? Все, у меня стимуляторы кончились. О, подонок, сука, ты за это поплатишься.
Ну, хочется пошалить. Да, блядь, в смысле он выжил, я не понял, блядь. Что нахуй? Так. Что за бред? Ща, подойди. Так, я тебя убил, нет? Не, ну я прям хочу убить, конкретно убить. Да ебать! Че так жестко, чел? Блин, как будто переборщил, да? О, вот он, вот он. Я просто среагировал и выстрелил, твою мать. Да ёб твою мать. Блин, он мне просто в кашу разносит. Да охренеть, блин, это вообще просто лютая жесть. О, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Нормально. Уф, хорошо. Теперь я доволен. Гранатомет. Так, ну что ж, надо от чего-то избавляться. Пришло время. Так, выкидываем это. Выкидываем гранаты. Так, надо чаще пользоваться лазерным пистолетом. Как будто бы. Ну, выбрасываем наркоту.
Но радексы могут понадобиться. Антирадины применю. Так, стимулятора нет. Кстати, стимулятора нет. И чё? Ядерколу поедим. Ну, бля. Укрытие Пуловски. То есть они... да ладно. Я и забыл о таком приколе. То есть укрытие Пуловски это... Ну, по сути, убежище для бедных. Даже не то, чтобы убежище для бедных, а... Да, это пиздец. Да, это пиздец. Скорее всего... Блин, им в сериале бы это как-то обыграть. Укрытие Пуловски. Добавили. Блин, это серьезно. Ну что ж, пришло время для толстяка номер 2. О, китайский автомат. О, хорошо. Реально? Блять! Охуеть! Вот это меня просто разносит.
Бля, дерьмо. А, так он еще и типа мастер крутой. Охуеть можно. Тебе бы научиться убивать. Да за что? Так. Блин, мне жестко нужны стимуляторы. О, китайский автомат. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. Древком от него вас не то что проткнут, а выебут скорее. Ну, кстати, хавчик, да, он же им помогает. Блять, я выкидываю. О! Так от взрыва толстяка тут прям нормально. Нормально так все разлетелось. Вот что случилось. Видимо, хороший лут валяется тут везде и всюду. Бутылки из-под виски. Ну как? Вроде бы... О, стелс-бой. Угу. Все, пошли отсюда. Станция метро. Будут, ну тут прям метро этих очень много. Я порой задаюсь вопросом, был ли я тут вообще или нет. Но тут как будто бы не был. Лутецкий какой-то приятный есть. Да блин, на кой хуй мне тарелка? Так. Кушаем, кушаем. Собака? Сначала выбираю я.
рядом. Нет! Лол. Хорош прятаться. Расслабьтесь, парни. Теперь все в порядке. Блин. Вот это было странно. А вот странная тема, кстати, вот насчет того, что вот происходит вот в этой игре. С одной стороны, ну, кажется, как будто бы такое себе, когда, ну, заскриптовано оно. Я сделал бум. Ну, из-за меня умер член братства. А? Ну, так это же наоборот... Fortnite взяли из Fallout этот скин. Короче, в Fortnite есть этот скин, и поэтому он типа удивляется. А это же этот из Fortnite, да? Да. Вот из этой игры появился этот человек в Fortnite. Силовая броня это. Не наоборот. Тут я думаю, что им так эта игра прям интересно стала. Ну, детка моя. А оказывается, вот она что. Fortnite. Блин. Эй, прекрати сейчас же. Мудак, я чуть не отъехал нахер, господи. Тут тебе делать нечего, чужак. Так, еще прокачаем скрытность. Ты мне должен стимулятор, чел.
Здорово. Проваливай, чужак. Ладно. Ухожу. Ну как, ведь эта игра вышла раньше. Да. Спижена. 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 Бран. Стоит, блин. Ждет меня, видимо. Так, на аккуратничек. Сейчас будем играть Лазертаг. Камера. Так. Все. Теперь без особых напрягов можно, ну хотя бы на какое-то короткое время полутаться. Так, а что я могу, кстати, отремонтировать? Нет? Ничего? А. О-о-о. Так. Боевой устав ниндзя. Сраные псы дерьма. Нормально вы встречаете меня. Ну да, прям Вашингтоныч. Капец, я давно не играл в третий Fallout. Я вообще ни хера не помню, оказывается. Вау, да. Ближе не подходи. Какого черта Силос. ты тут бродишь? Я просто смотрюсь, ничего неприятностей. Любопытство бывает смертельно для жителя пустошей. Я тебя впущу, но сначала потолкуешь с мистером Уокером. Давай за мной. Уокер? Да, и держись подальше от ступенек мемориала. У них приказ стрелять в любого, кто слишком приблизится. На грязной тропинке безопасней.
Серьезно? Ближе не подходи. Вход в мемориал воспрещен. Да, окей, делай, что хочешь. Давай, мистер Уокер ждет. Лерой Уокер. Так, кто тут у нас? Я Лерой Уокер. А тебе, наверное, интересно, что мы здесь делаем. Ну, не так, чтобы сильно, но да. Мне кажется, что вы готовитесь к войне. Чем вы тут на самом деле занимаетесь? А ты соображаешь. Мы из Парадис Фоллс. Охотимся за беглыми рабами. Не попадались по дороге? Возможно, а сколько ты заплатишь, если я найду тебе этих рабов? Да ты шутишь. Мне давно не встречались никакие работорговцы. Не весело. Знаешь, ты, похоже, из тех жителей пустошей, которые ищут работу. Мне нужен кто-то, чтобы добыть кое-что из-под руин неподалеку. Берешься? Где? Это музей сразу за монументом Вашингтона. Мне просто интересны вещи, связанные с Авраамом Линкольном. Принеси мне все, что найдешь. Да, только не пытайся войти в мемориал. У охраны приказ стрелять без предупреждения. Зачем тебе нужны вещи, связанные с Линкольном? Не хочу, чтобы рабы использовали эти вещи для бунта или чего-то такого. Так что мы все это сжем. Что? Это мемориал Линкольна. Этот чувак, Линкольн, вроде бы освободил всех рабов перед тем, как упали бомбы. Вот зайчики и построили ему мемориал. Из-за него наши рабы думают, что тоже могут освободиться. То есть он реально просто хочет сжечь вещи Линкольна. Осторожнее, а? Ну, блин, сорян, говнюк, дерьма вонючего. Доброе утро. Добрый, блядь. Так, ладно. Вы, ребята, довольно-таки интересные. Насколько я смогу вытерпеть? Так. Нормально. Хорошо. Металлическая броня. Да, это круто. Так, а где его дружок? А вот он. Слишком светло. Мать твою. Вроде я что-то слышу. Где? Где? Да блять. Ну давай.
Пиздец просто. А как я ни разу не попадаю-то? Ёпта, да ну нахер. Вроде я что-то слышу. Ну это прикольно. Да, блин. Да охуеть, как ты меня заметил-то? Чё за бред вообще? Блин, эти сволочи что-то какие-то совсем уж ебанутые. Попасть надо, попасть. Ладно, может, Вотсон. Ёбаный рот этого. Эй! Где? Граната! Ложись! Классно он так мне навесиком накинул его, блядь. Гандон. СК стримов играешь? Fallout 4. Сколько стримов играешь в Fallout 4? А, только начал. Сегодня первый стрим. Сегодня только первый. Блять. Это сволочь ебучая. Охуеть их много просто. Не, ну вот нормально сейчас, погоди-ка. Не, давай не так даже, а вот так.
-1. Бля, мне ебало разнесли. Так, надо еще раз. Только сначала подбачу. Ну, убил даже. Блять, обычно эта кривая хуйня не попадает, конечно. Хочу кушать. Кушать. Ну, что ты можешь себе приготовить? А? Да ёпты. Какая мерзкая тварь по имени работорговец. Угнетаете там людей, твари. О. Интересно, эта игра оскорбила людей тем, что они не могут убить работорговцев или типа того. Я, блядь, не могу убить работорговцев. Сижу, думаю, заказать, что ли. Да не, перетерпи, не надо. Сейчас поздно слишком. Ах ты, блядь-ка такая. Да охуеть! Последний всегда не... Зал блинов можешь тоже сделать. Ну, кстати, что-нибудь там типа ей... Да, типа... Яичницу какую-нибудь. Что-то в этом роде. Нормальная идея. Спасибо за 40. Мука там. Для блинов же мука, яичница нужна, да? В магаз выйду. Ну тоже верно. Можешь так. Что-нибудь такое возьми. Да, блинов надо яичницу пожарить. Не, ну имеется в виду что-то такое из быстрой еды, что можно приготовить. Ну для блинов же яйца нужны же. Нет, только две. Во-во-во. Да ебать, они просто ебанутые нахуй. А если я попробую
Я его ёбнул, типа? Бля, заебал. Эта оптика просто, блядь, на нахуй. Бля. Так, надо въебать что-нибудь. Так, короче, психа. Медикс. Блять. Зачем я Радикс? Бля, вот у них получается вот так вот разъебывать, а у меня нет. Где справедливость? Ебать мне просто, что за хуйня? Бля, этот пиздец какой-то просто. А может еще подальше сядем вот тут где-нибудь? Как вариант, нахуй. На, сука. На, сука. Вот, другое дело. Да чё за... Как, блядь, меня бесит охотничье ружье, говна вонючего. Ебать, вот насколько выше она летит вообще, пиздец. О, наконец-то. Ебучие работорговцы. Говна. Ну охуеть, ну китайский автомат, конечно, нахуй. Ебашили, стояли, просто пиздос. Ой, это просто что моя винтовка. Но у меня больше всего вот этот гандон убивал, походу. С китайским автоматом. Почему тоже не присоединиться к ним? Потому что я человек консервативный, так сказать.
старых устоев человек. Тех времен, когда еще люди жили свободно, а не так, как сейчас. Вот это вот все. Гандон. В смысле, не понял? А где еще? Так. Так, блядь. А где? Тут ходит один где-то и, ну... Тут кто-то один ходит на стреме. Включительно в таких условиях, как в игре, я был бы работорговцем, наркоторговцем, торговцем людей, сутенером, вором, убийцей и, самое главное, очень справедливый, честный и добрый человек. Да. Представляю. Ну, я думаю, многие бы так пошли. Кривая дорога, такие... Так и повела бы, так и повела бы. Я ее вообще не видел, блин. Ладно, короче. Все сказал. Он просто отрубил голову этому честному лейпу. Честный эйп. А почему он эйп? Потому что был похож слегка на эйпа. Или это было его имя? Знатоки истории, напишите правильный ответ в комментариях, чтобы я знал. Так. Вот и хорошо. Поспал. Вы слушаете новости галактики. На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики. О, да. Привет, нанохлебушек. Время новостей. Работа.
Здорово. Погоди, как давно тебя не было тут? Да, существенно давно тебя тут не было. Год прошел. Поселок Грейдич совсем затих. Вчера. Люди выходят торговать с караванами, а попытки выйти на контакт заканчиваются тишиной. Так что если вас занесет в Грейдич, осмотритесь хорошенько. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы День горькой за она год. ни была. Да. А теперь послушаем музыку. А теперь время для Дэнни Кея и сестер Эндрю, поющих о чем же еще? О цивилизации. О, civilization right here. Civilization dying. Блять. Господи, я чуть не сдох просто. Сгорел на работу, да. Дарси, убери свою жопу, Дарси. Я не собираюсь читать свою жопу сейчас. Дарси. Волтер. Убери свой член от меня подальше, Волтер. Я не собираюсь заниматься с тобой сексом. Пожар был? Да, в игре только что был пожар. Экспресс. Destroying. Resembling. Protecting. Вот так вот нахуй. Активировать систему турели. Конфигурация по параметрам своего указания. Ах ты, мать твою, нет! Сука, почему? Я же выключил. Ёбаный рот, у меня 2 хп просто. Ой, блин, теперь я жалею, что активировал эти сраные турели. Подождите.
Блин, как же я надеюсь на то, что я дойду до какого-нибудь, сука, населенного пункта. Чтоб по-человечески поторговаться с кем-нибудь. Пыщ, пыщ. Нахер гранату выкину, короче. Зависай. Ах ты, если бы тут было конфликт. Прикинь, как игры были бы засраны всякими разными, типа, такими рекламами. Идешь такой, типа, Fallout, и вдруг внезапно. Кончились стимуляторы? Алиэкспресс. Курьер доставит вам его. И, короче, приходит курьер, буквально, типа в игре. То есть, ну, не за реальные деньги, просто вот типа, такой прикол DS. И приносите, сука, стимуляторы, нахуй. Помню, в какой-то игре, блин, давно какие-то батончики шок рекламировались. Рекламы в играх, если так вспоминать. Ну, это все было, конечно. Понятно, я по туда не пойду. Но вот конкретно какие-то случаи прям очень сложно вспомнить. Благо такой практики вообще в принципе нет. Ну как? Встречается настолько редко, что не запоминается. Вот так можно сказать. Или на Озон. Там Махач такая заруба, и тут челик такой: вы стимулятор заказали? Вот, распишитесь. Да. О, заказывал. Вот он, мой курьер, лежит дохнуть. Здорово, блин. Стоишь тут, ждешь меня, да? Это что за стрёмное дерьмо? Вы слушаете радио Новости Галактики, а я ваш Охуеть можно. Это что было? повелитель всего, о чем говорю. О да, время новостей. Для тех из вас, кто еще не знал, есть на северо-западе от Мегатонны убежище под номером 101. Хотите верьте, хотите нет, в этом убежище до сих пор живут люди. И каждые несколько лет кто-нибудь да выбирается наружу. И что вы думаете? Кто-то опять вышел. Кто такие? Так. Коготь. Да это же святоша из убежища. А мы тебя повсюду искали. Бля. Что? Думаешь, можно вот так запросто творить на пустошах то, что ты творишь, и никто ничего не заметит? Досадно. Из тебя мог бы выйти прок, насколько я слышал. Ну да ладно. Пришло время умирать. Может, договоримся? Ха-ха. Нет. Не думаю. К нашему новому Я отреагировал максимально. Я совсем не шучу.
Сегодня он пришел Так, прямо ща, погодите. ко мне, Смотрите. в эту студию. Смотрите. Так вот, этот парень по имени Джеймс долгие годы сидел в дыре. Ему нужно было узнать, что же происходит здесь, на прекрасной столичной пустоши. Так-так. Блять, я не успеваю. Погоди. Вышел оттуда. Я совсем не шучу. Сегодня он пришел прямо ко мне, в эту студию. Так вот, этот парень по имени Джеймс долгие годы сидел в дыре. Ему нужно было узнать, что же Так-так. происходит здесь, на Да это... прекрасной столичной пустоши. Ну и что ты ждешь? Ха! Обожаю, когда они дерутся. Светить нашего брата. Все по правде рассказал. Кто горит, кто полный сброд, кто дергает остальных за Умом, нитки. просто. Так что, если увидите на пустошах Джеймса, передавайте ему привет. Будьте добры к нашему новому брату. Черт, как же, Покажите ему, черт что здесь, побери, снаружи, я мы иногда всегда хорош. помогаем Да. беспомощным. И, кстати, если у вас в голове вдруг родилась идея, похороните ее обратно. В это убежище не попасть. Тем, кто там живет, ваши товары и даром не сдались. И грабителям не выбить эту дверь. Она весит тонн 13. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, Ладно, гули я это все. обычные люди, которых Я радиация искалечила настолько, что они и умереть больше от не, старости ну, не могут. хватит горевать по Джонасу. Они Всё. могут У выглядеть Джонаса я как Джо. страшные зомби из старого ужастика. Вышел оттуда. Кто меня сейчас выебал? Что это было вообще? Он пришел прямо ко мне, в эту студию. Так вот, этот парень по имени Джеймс долгие годы сидел в дыре. Ему нужно было узнать, что же происходит. Так-так. Блять, почему Да ты это же теперь справа, долбоёб, сука? Пошел нахуй! Я не успею уйти! Почему он со мной правый хуесос заговорил, не центральный, блядь? В эту студию. Так вот, этот парень Так-так. Что? Ха! Обожаю, когда они дерутся. пустоши. Пришлось мне, великому и могучему Тридок Найту, просветить нашего брата. Я ему все по правде рассказал. Ну так чё? Кто царь горы, кто Понял полный я, сброд, блядь. кто дергает остальных за нитки. Так что, если увидите на пустошах Джеймса, передавайте ему привет. Будьте добры к нашему новому брату и покажите ему, что здесь, снаружи, мы всегда помогаем беспомощным. И, кстати, если у вас в голове вдруг родилась идея, похороните ее обратно. В это убежище не попасть. Тем, кто там живет, ваши товары и даром не сдались. И грабители не выбить эту дверь. Она весит тонн 13. Упал. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши. Блин, один из них с боевым ножом просто. А теперь традиционное Чё и за очень важное предупреждение. конченый. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Убейте Гришу Это Камшота. обычные люди, Ёбаный которых рот. радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, Да их за слезы шо? совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах, да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так, что один убивайте их, отлетел как только сюда, один А тут. теперь послушаем музыку. Третий.
Куда же улетел третий? У него винчестер был просто. Бля. Как же меня кошмарите, твари. Голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь послушаем музыку. А, вот он, нифига себе. Мощно он улетел. Я надеюсь, хоть это говно стрелять ровно. Да. Слава тебе, тот Говард, ура, ты добавил нормальную пушку в свою ебучую игру. Блять! Беги, долбоёб! Ага. Хуя там их много. Блять, самая кривая пушка, сука, вообще в истории игр, блять. Не, ну вот это же летит прямо, ну. Во что я стреляю? Вот чисто в ебальник. Так. Ученый. Свинишка лежал тут чё. Бедняга. Бля, быстрее. Давай. Бап! Я добавил, здорово. Как дела? Ну,
хорошо. Стали изучать Unity. Ну, нормально так двигаемся по нему. Сегодня тоже должны были изучать, но вот залипли в Fallout. Скрытый туннель. Будем создавать игру. Конкретно. Fallout Tactics дропнули к хуям. Потому что он скучный. Просто пиздец. Что еще? Теперь каждое утро тягая гантели. Не порно игра. Снайперская винтовка. Way back home. Погоди, то есть Винчестеры также... Пожалуйста, да. Back home. Don't know why I left the homestead. I really must confess, I'm a weary exile, singing a song of loneliness. The grass is the springiest, the bees are the stingiest, the birds are the wingiest, the bells are the ringiest, the heart's the singiest, the arms the clingiest, way back home. What about the sun? Sun's the blaziest, feels the daisiest, how's the craziest, the help's the laziest, the boys are the wittiest, the girls are the prettiest, way back home. The pigs are the zootiest, the owls are the hootiest, Кафе Элефант. stars the shootiest, the grin's the funniest, the smile's the sunniest. Don't know why I left the homestead. Блюдо тупой. I really must confess, Кто еще? I'm a weary exile. А, блядь, ебать! Я просто не мог никуда съебаться. У меня как стимуляторы были. Лол. Это мина? Мадам Жаля. Магазин? Блин, я думал, тут реально есть продавец. Хотя максимально ебанутое место для продавца, конечно, но... Ну да. Ну, блин. Живой продавец был бы хорошо.
Так, recorded. Rewarded. Это был Боб Кросби с песней Way Back Home. Боб Кросби. Народ столичной пустоши, это я, властитель ваших дум, Три Дог Найт. Слушайте и повинуйтесь. А ты чё? Это уже репертуар того, другого ради. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это туча слюнтяев из Paradise Falls за нами бегать. Вроде как это последний, шеф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Ха! Вот что нужно этой пустоши. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Глупый человечек, заткнись! Теперь ты пойдешь с нами. Супермутанты! Из огня до... Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас не время для шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Старая добрая пуля в шее Сенса. Ах, как болит. Гладкокожие, у вас все в порядке? Надо же, Аргайл. Для Гуля ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да, Аргайл спасал мою шкуру столько раз, что я давно сбился со счету. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, шеф, вы не справляетесь. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения в... О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, Смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Малыш плачет. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. А как насчет песни о простой жизни от всеобщей любимицы Билли Холидей? Нормально. Вот это... Да. А, это граната. Ну да.
happy to do whatever I do for you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Что ты говно? Darling, it's rain. They just don't understand. Living for Оп. Да, блин, ну где автомат? Дело упало. Посматная коска. Взяла и нажала на мышку. Этот город реально огромный, блин. Аляска освобождена. Поздним вечером 10 января доблестные американские войска начали массированное наступление на китайских коммунистических захватчиков в осажденном порту Анкоридж, Аляска. Они подавили сопротивление врага и, наконец, после чем десятилетней китайской оккупации освободили город. Ни один достигший зрелости американец не забудет той ужасной зимы 2066-го, когда головорезы председателя Чена захватили северные пределы Соединенных Штатов, совершив беспрецедентный акт агрессии одного государства против другого, всколыхнувший всю нашу страну от столицы до окраин. Но кошмар закончился, и Америка, всегда бывшая страной отваги, вновь стала страной свободы. Дороти Праут, собственный корреспондент Capital Post. Раньше проходил игру? Ну ебать давно. Голодные бунты рассердили федералов. Похоже, терпимости Вашингтона по отношению к возмутителям спокойствия пришел конец. В последнем публичном выступлении председатель Белого дома Уоррен Эклстон сказал: ладно, американцы голодные, но мы понимаем это. Тогда, друзья, у меня для вас хорошие новости. Дела идут плохо везде. Сам президент вынужден довольствоваться ребрышками вместо отбивной на ужин и пить отвратительное Шато Монтрос урожая 2043 года. Но разве президент жалуется? Разве он устраивает митинги на улице? Так что, пожалуйста, люди добрые, пожалуйста, встаньте в очередь, получите свою пайку. Затем идите домой. Мы американцы, нам чуждо решать проблемы насилием. Да, очень смешной пост. Ну, дальше себе, пожалуйста. Блять, я весь в волосах твоих уже.
просто невозможно. О. А, то есть это такой подъебыч, ничего себе. Он распущен. Стабильности международных отношений, международных безопасности. Нанесен сокрушительный удар. Вчера распущена Организация Объединенных Наций. И теперь ее бывшие члены могут рассчитывать лишь на себя в эти трудные времена. Многие рассматривали ООН как единственную силу, способную содействовать прекращению огня между Европейским Содружеством и странами Ближнего Востока, но эти надежды ныне рухнули. На прощальной пресс-конференции, проходившей в здании ООН в Нью-Йорке, президент Организации Объединенных Наций Сакугама Окири сказал следующее: «Это печальный день для Объединенных Наций, еще более печальный день для всего мира. Эра относительно спокойствия и процветания подошла к трагическому концу. На нас надвигаются войны за ресурсы, ибо по моему скромному мнению, он сейчас нужно больше, чем прежде». Жаль, мир с этим не согласен. Те нации, чьи представительства еще не покинули огромную штаб-квартиру, полностью освободят помещение к концу недели. Несколько компаний уже начали борьбу за лакомый кусочек недвижимости. Но кажется, Бумбало Ритейлер, специализирующий на продаже детских игрушек, абсолютно уверен, что здание превратится в их новый супермагазин на восточном побережье. Дороти Праут, собственный корреспондент Capital Post. Ну, жутко. Маленький убийц, или нет? И девчонки, вы когда-нибудь видели дерево? Какой американский ребенок не слышал историю о маленьком убивце? Я говорю о настоящих Блять. деревьях с коричневой корой, зелеными листьями. Маленьком убивце, крошечном демоне в клоунской маске, имеющем обыкновение подкрадываться и полосовать ножом невинных жителей тихих пригородов. И это одна из тех баек, которыми родители любят пугать детей, надеясь добиться от них послушания. Но так ли это? По мнению шефа полиции Джарментауна, Джозефа Филда, маленький убивец куда более реален, чем думают. После анализа результатов вскрытия зарезанных на Линден-стрит, мы видим, что сила и направление удара указывают на то, что убийца был мал, точнее он был ребенком. Дополним, эти жуткие открытия свидетельством Кристофера Аткинсона, единственной выжившей жертвы юного киллера, и станет ясно, что маленький убийца вовсе не вымысел. Клоун, он убьет нас всех, вы понимаете меня? Он ударил моего брата Шона прямо в лицо, он зарезал моего брата, маленький клоун. Однако, если предположить, что маленький убийца действительно представляет собой реальную угрозу для мирных жителей спальных районов, возникает вопрос. Почему? Что могло побудить ребенка надеть маску клоуна и хладнокровно убивать невинных людей? Возможно, мы никогда не узнаем, по крайней мере, не раньше, чем миниатюрный маньяк предстанет перед лицом правосудия. А до того нам остается лишь покрепче запирать двери и, целуя детей перед сном, молиться, что они доживут до завтрашнего утра. Ебать. Нихуя себе. А я встречу этого охуенного клоуна? Я хотел бы. США аннексируют Канаду. Военное командование Соединенных Штатов объявило сегодня о своем намерении произвести немедленную аннексию Канады, что расценено общественностью как жест необходимый с одной стороны и запоздалый с другой. Принятию этого решения предшествовала длинная история сложных взаимоотношений с канадским правительством. Споры начались вскоре после китайского вторжения в Анкоридж, Аляску зимой 2066 года. Руководство Канады поначалу запретило американским войскам передвигаться по территории страны и пересекать ее воздушное пространство. Этим вынуждено было пойти на попятную. Вынуждено было пойти на попятную. Напряженность в отношениях с нашим северным соседом лишь выросла, когда США осознали свою зависимость от природных ресурсов Канады, особенно строительных лесов, необходимых для успешных действий против Китая. Но именно недавний инцидент системы снабжения Аляски послужил толчком к принятию сегодняшнего решения. Это был последний с каплей, сказал Бас Бэбкок, командующий силами США в Канаде.
Вы знаете, что сдерживает красных на пороге Джуно? Американские солдаты, вот что. И теперь мы должны беспокоиться, что кто-то, китайцы, аляскинцы и там прочее, будут мешать нашему снабжению? Я так не думаю. Прямо сейчас войска Соединенных Штатов приступают к изъятию всех канадских активов и ресурсов. Маленькая Америка наша. Но давайте посмотрим правде в глаза. Она всегда была нашей. Да. И после этого какой-нибудь маленький канадец оскорбился. Так как вы смеете? Так. Спидинг. Спидинг. Клининг. Почти. Сникинг. Блять. Да бля. Платформ. Граспинг. Блять, пизда. Так, Кортайнс, Purifier. Да ебать нахуй, паскись нахуй. Спасибо. Это жесть какая. Ключ Гибсон, записка Гибсона. Так, кстати, вот контракт, частный контракт, убейте Гришу Камшота. Мальчики и девочки, нам нужно завалить очередного святошего рыцаря на белом коне. Вот детали. Имя Гриша Камшот, афроамериканец, раса. Пол мужской, награда 1000 крышек на сей раз. Ага, и для разнообразия сейчас они хотят голову. Добрый ход. Прикольно. Гриша Камшот, да. Ищите в доме. Записка в Гибсон. Ищите в доме. Ну типа он меткий, понимаешь? Местная легенда. Святоша из пустоши. Блять, ёбаный бубаный. Охуеть, в ебальник мы засадили просто.
Пиздос, нихуя себе. А вам нормально так ебать, а? На, сука. Да пиздос, это что за приколдес? Ща, погоди. Так, одного я убил. Пиздец, вы, ребята, блядь. Ну нельзя же так, ну. Бля, ну в рот того ебало, бля, поменяй пушку нахуй. Так, благо не отвлеклись на кого-то. Кого вы там посчитали более страшной угрозой, чем я, блядь? Кентаврус? Ну, блядь, ладно. Ладно, как хотите. Вот именно поэтому вы и умерли. Смотрел нового Чужого? Да, давно смотрел. Такой, блин. Ну хуй знает. Но как будто бы какой-то молодой сценарист там сидел, или режиссер, который нахую вертел все, что было вообще, короче, до этого. Ну он типа такой берет и такой типа, блин, жесть, они все тупые нахуй. Вот у нас тут вот молодая кровь, все умные, молодцы. Взяли и сразу додумались нахуй, что надо, оказывается, лицехвата жидким азотом морозить, и тогда он снимается, типа. Пиздец, какие же тупые. Наконец-таки вот молодые умные догадались. А глупые старички, блин, вообще. Не. Куда им до нас? Молодого умного поколения. И подобное говно там все время творится. Типа, он такой просто берет. И, ну, случается какая-то хуйня по типу, ну не знаю. А, блядь, там такая тупая хуйня была. Короче, эти лицехваты, они не видят нихуя, и они ориентируются с помощью, типа, ну, тепловизора, что ли. Ощущением тепла как-то передвигаются. И они такие просто берут, блядь, понижают... А нет, они повышают, блядь, температуру комнаты до температуры человеческого тела, чтобы их не было видно. Это как вообще, блядь, типа, что за хуйня вообще, типа? Вам не кажется, что это как-то, ну, блядь, очень дохуя притянуто, не?
Я вообще... Ну, я посмотрел и там прочее, но не то чтобы я прям сильно там плевался во многих моментах. Ну, нормально, короче, нормально. Но просто в некоторых таких, ну, всяких моментах я такой думал, блядь, пиздец. Вы там чё, вообще ебанулись, нахуй. Порой вот реально, ну, было тяжело. Так это получается самый умный фильм из всех, где персонажи не такие тупорылые. Не, они тупорылые, но, блядь, типа дохуя изобретательные. Там есть всякие тупые моменты. Не, ну я пересмотрю. Но как бы то ни было, все равно что-то типа новенькое по Чужому смотреть, это, ну, интересно. Как бы то ни было. Бля, нужна лопата. Зачем пересматривать? Ну, я в плохом качестве смотрел его. И так чисто закрепить в голове этот пиздец. Ну, это кусок а это я. Вот, мужик. Все время хочет ласки. Блять, охуеть трудно стрелять, когда на руке кошка, которая толкает мышку. If he wants them out of the way. Crazy calls me. Sure, I'm crazy. Crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now
The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. Ну, If I have to hold не знаю. up the sky. По мне нормально. Никогда этот вопрос меня не волновал. Ну, типа такой... Пчим! Разъебал. И типа такой... Получи. Распишись. Ну, не знаю. Рассчитались. Чуть-чуть типа такого. Не знаю. Получил опыт. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean Forever. if I have to hold up the sky. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love. Здорово. Он так посмотрел на меня. Бля, вот это доза радиации. Тут можно поспать в натуре. Как по мне, идея так себе. Радио. Новости галактики. 3 Dog Night. Все, что вам нужно знать. Мы прерываем наше расписание для программы новостей. Дети мои, снова время для новостей. Приключения столичного крестоносца. О да! Ура! Ну, правда. Ну и как его можно не любить? Правильно. У меня отличные новости из Мегатонны. Кажется, атомную бомбу в центре города наконец-то обезвредили. Шериф города Лукас Симс поручил одинокому страннику из убежища 101 разобраться с паршивой бомбой. И наша детка с этим справилась. Детка. Эй, ты, умница 101. В следующий раз, как будешь проходить мимо, загляни на студию. У старика 3 Dog Night'а тостер барахлит. До скорых встреч, с вами был 3 Dog Night. Вы слушаете радио Шутни. Новости галактики, Так. который рассказывает правду, какой бы горькой. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят.
Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. А теперь немного музыки. Хе-хе. Into each light some rain. Much is falling in mine. Into each heart some tears Лежат. fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each line some rain must fall. Это у них вот типа сумка, холодильник, я не знаю еще как называть. То есть я по подземелью умудрился через мост перейти. Или как? Лодки, снасти, пират пели. Прокат, наживка, мороженое, говорящий попугай. Into each and every life, some rain has got to fall. But too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart, some tears gotta fall. But I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their heart, But when I think of you, another shower starts. Into each light, some rain must fall, but too much is falling in mine. Ну дай-то мне.
Ладно, сразу эти найду их, пожалуй. Скобочки. Да ёбаный в рот. Как же этот замок не поддается? Просто жесть. Да. Oh yeah. Ну, отчасти мне все равно туда надо будет, наверное. Чё бы не обследовать эти места заранее. Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Тридок Найт, ваш мастер церемоний. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «Паутине черной вдовы». Ох, и достали же меня эти супермутанты. Остается одно — бежать. Вон в те холмы. Разве не там скрывается городок Рокополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Рокополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же не... Да ладно тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Рокополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед. Супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки. Вот это гнездышко, смельчак. Ну, Блять. рассказывай. Всех своих подружек сюда водишь? О, нет, мисс Чейз. И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед. Супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки. Вот это гнездышко, смельчак. Ну, рассказывай. Всех своих подружек сюда водишь? О, нет, мисс Чейз. Смею вас заверить, это будет нашим особым местечком. Что вы делаете, шеф? Это же Рокополис. Одно из самых безопасных мест на пустошах. А вы только что показали его незнакомке. Пенелопа, не обращайте внимания на замечание моего слуги. Видите ли, у него Слуги. склонность к драматизму. Однажды он... Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что инстинкты гулей пугающе безошибочны. Эй, а мне казалось, мы друзья.
А теперь ты тычешь пушку мне в лицо. Плохая идея, мисс Чейз. Плохая идея. Говори, что хочешь. Через полминуты присоединятся мои друзья из Парадис Фоллс. Я так и знал. Я знал, что с этой дамочкой каши не сваришь. Но все гораздо хуже, чем я думал. Это черная вдова, атаманша всех работорговцев. Это точно. Мы годами пытались захватить этих грызунов из Рокопольса. Без тебя у нас ничего бы не вышло, смельчак. Мы в одном шаге от краха, мой старый друг Аргайл. Я подвел нас в шаге от краха. О да. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Туннель Тафта. А что значит ротонда? Дополнительный фильтр. Че внутри? Код какой-то. Проект Чистота 7.8. Это Билли Холидей с песней Crazy He Calls Me. Что такое? If he wants them out of the way. Crazy calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire. And I'll go through fire. As he wants it, so it will. Типа я сюда супер рано пришел. Счастливая пора.
Тесты не дали окончательного результата, но Мэдисон и я уверены, что все дело в системе вторичной фильтрации. Мы собираемся провести повторную калибровку оборудования и еще раз прогоним все тесты завтра. Так что, Джеймс, ну, пожалуйста, я работаю, но не сейчас. Значит, следующий шаг. Если мы получим требуемый результат... Это реально наш батя. Джеймс, прекрати. Дай дописать в конце концов. Мы перейдем к диагностике поглотителей радиации. При этом... Ой, Джеймс. Ну что, прямо сейчас? Ты чего? Вот так вот я и появился на свет в этом мире. Вот так вот. Мэдисон, да. Но у нее есть подруга Мэдисон. Вот так вот. Видимо, в этой реальности Гилтикус нормальный парень, а Мэдисон это девушка. Вот так вот. Все перевернулось на голову. Forever. If I have to hold up the sky, crazy he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love. Am I? Да бля, кто рядом?
Как дела, жители пустошей? С вами Три Дог Найт, и вы слушаете новости галактики. На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики. О да, время новостей. Погодка сегодня особенно паршивая. Возможны несчастные случаи. Оставайтесь с Воде нами, интересно, ждите что-нибудь есть? прогноза на 5 дней вперед. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Три Дог Найт. На волне вашего любимого радио «Новости галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Дружеское напоминание всем расистам. себе на пустошь. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. А как насчет песни о простой жизни от всеобщей любимицы Билли Холидей? Уиллоу. Еще один человек, которому жить надоело. красивая. Добро пожаловать в мол, турист. Я не турист. Ну ты что? Торчишь в самом центре прекрасной столицы нашей родины, осматриваешь памятники и исторические места. Ну кто ты еще? Турист, конечно. А ты вообще откуда? И вам тоже здрасте. Я охраняю подземелье. Город Гулей? В музее? Для туриста ты слишком мало знаешь. Кстати, меня зовут Уиллоу. Город Гули, говоришь? Ну да, подземелье. Это прямо в историческом музее под большим черепом. Большинство тамошних обитателей людей не очень-то любят. Но если есть крышечки, они тебе продадут и починят все, что нужно. Конечно, если ты будешь держаться уважительно. Да. Не спорьте с судьбой, О, привет, Толтун. А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей Спасибо не за рейд, хочешь? здорово, здорово, Нет? здорово.
Что делали? Ну вы только посмотрите. У нас гладкокожий посетитель. Ух ты! Давно я вашего брата не видел. А где? Ты в подземелье, гладкая морда. Это единственное безопасное место для гулей на вид всех каждые пустошах. 30 секунд Тут лагает. мы прячемся. Пакетов С глаз долой, из сердца вон. Мутанты нас не трогают. Ну да, вообще-то. А работорговцы сюда тоже лагает. заходят У всех, редко. по-моему. Так что все не В той так или уж иной плохо. мере. Единственные, кого нам приходится опасаться, это братство стали. Конечно, пока мы сидим в подземелье. Так, а с ним вы что не поделили? Идиоты. Они не отличают нас от супермутантов. Или им просто наплевать. Стоит им нас заметить, они тут же открывают стрельбу. Ладно, им хотя бы хватает любезности почти всегда промахиваться. Но все равно, ханжи проклятые. Ну, еще сейчас иногда, ну как иногда, частенько изучаем Unity, игру делать собираемся. До этого сидел на Годоте же. Годот решил нахер дальше не учить. Лучше Unity. В общем, чувствую себя как дома. Главное, не пытайся тут устроить тир. У нас тут все тихо и гладко, и пусть так и останется. Окей. Дай Товары подземелья. Тюльпан. О, человек, ну здравствуй. Добро пожаловать в магазин подземелья. Жестко. Так давно у меня не было клиентов. Так, посмотри, что у тебя есть на продажу. Если брать... Ну, неплохо. Так. Оружие. Так, винтовка. Короче, давайте-ка всю лазерную шелупонь продадим. И купим... Железнодорожная винтовка. Антирадиационный костюм. Патроны. Патроны научные. Боевая броня. Так, такие патроны. Хотя лазерную винтовку вернее. Хочу им пользоваться все-таки. Так, но что-то продать все равно нужно. Сложный выбор. Ну, Магнум как будто дерьмо. А, точно. Наркоту продать надо. Наркота. С тобой приятно вести дела. А что ты делал с крышками? Ну, мы их тратим. А сейчас Годот ушел? Или в 9 круге, Годот но там мне не нравится. Чё-то Остальное устроил отдаем меня. Квинну, чтобы поменял снаружи на то, что нам нужно. Ну и как
Если подробно рассказывать о том, что мне не нравится в Отличные Годоке, новости из Мегатонны. Кажется, атомную бомбу в То- центре города наконец-то обезвредили. Шериф города Лукас Симс поручил одинокому страннику из убежища 101 разобраться с паршивой бомбой. да. И наша Надо детка бы с этим закончить. справилась. Эй, ты, умница 101. В следующий Думаешь, раз, что как будешь прямо проходить царь, мимо, а зажги не на может стуле. Старика Тридок Погулял. Найшел. О, нихуя себе. Господи боже, не подкрадывайся так ко мне, а то последний, кто так сделал, чуть мою руку не потерял. Ты здесь первый раз, да? Ну, а как иначе, раз ты и правда говоришь? Говоришь со мной. Я лоскут, ну или лоскутик, да? если хочешь. Я... Ой, забыл. Ты в порядке? Кто я? Ну да. Я в порядке. Наверное. Нет. Ага. Со мной все будет хорошо. Я просто не хочу еще что-нибудь из себя потерять. Док Берроуз говорит, что он устал их обратно приставлять. Так что, если увидишь что-нибудь такое, принеси обратно. Будь аккуратен. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Точно. Некоторые заставляют меня калечить себя, потому что им смешно. Расскажи о подземелье. Что ты можешь рассказать мне про... Погоди. Про что? А где можно выпить? Ну ты сходи в 9-й круг. Ах да, генераторы. Я не знаю, где они. Спроси у Интропа. Пока... Так. Черт. Скобок больше нету. Скобок нету. Ну, скорее всего, восстановить доступ можно только один раз. Все разваливается по швам. И беззаботные, безответственные. Разделочная. Добро пожаловать в разделочную. Я медсестра Грейвс, ассистентка доктора Берроуза. И не пугайся названия. Доктор прекрасно лечит раны, оторванные конечности и травмы.
Если тебе нужны стимуляторы или донорская кровь, дай мне знать. Дикий. Помощь. Доктор Берроуз к вашим услугам. Что привело тебя в разделочную? Надеюсь, зайдешь, протянешь мне руку помощи. Мне... Свежие образцы ткани. Что, не знаешь? Я большой светило в анатомии гулей. Хочу выяснить, что заставляет нас пыхтеть. Мы чем-то обречены жить такими вот гнилушками. И я намерен выяснить, чем. Так что мне нужны образцы человеческой кожи, органов и прочих частей тела, чтобы проверять эксперименты. Жалко. Чего? Ты не знаешь, у кого может быть липопластикатор или микродермальный трансплантатор? Говорят, старина Пинкертон из Ривет-Сити каким-то образом загробастал липлопластикатор и микродермальный трансплантатор. Это потрясающе. Откуда это я взял вообще? Отлично. Что тебе нужно? Андроиды. Но все равно, как я к этому пришел? Непонятно. Так, довоенные деньги. Дротики. Микроядерная. Так, а просто батарейки. Угу. Так, электронные заряды. Психо. А теперь скажите мне, детишки, вы хотите Солсбери стейк 200-летней давности или сводку горячих новостей? Так. Я так и думал, что новостей. Ну так получите. Так-так. Похоже, поселок Грейдич совсем затих. Жители не выходят торговать с караванами, а попытки выйти на контакт заканчиваются тишиной. Так что если вас занесет в Грейдич, осмотритесь хорошо. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы глупой она ни была. И снова пришло время для вашего применения. Спасибо. Все. Будь поаккуратней. Когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти Рейли психи отвечает, похоже, на вступают в игру, вкоме. у них на уме лишь... Боюсь, что ее не будет какое-то время. Она не вполне здорова. Но не волнуйся. Я уверен, что вскоре появятся остальные рейнджеры Рейли и займут ее дом. Мне очень нужно поговорить с этой женщиной, пожалуйста, разбудите ее. Что ж, отлично. Я сделаю все, что смогу. Надеюсь только, что ее организм выдержит нагрузку. Люди такие хрупкие. Это Боб Кросби.
выхода. Да, про хвост возьму. Что? Где я? Что случилось? Сколько времени прошло? С тех пор столько воды утекло. Планета вновь превратилась в зеленый рай. А? Ты о чем вообще говоришь? Не смешно. Будь мои парни здесь, они бы тебе... Ах ты, черт! Моя группа. Что случилось, черт возьми? Так, успокойся, ты серьезно раненая. И кто ты такая? Прости, меня зовут Рейли. Да, та самая Рейли, которая... Рейнджеры Рейли. Рейнджер Рейли? Вообще без понятия. Вы что, последние 10 лет из убежища не вылазили? Мы наемные стрелки. Лучший отряд наемников на столичной пустоши. Если тебе понадобится что-нибудь, найди нас. Так, что там насчет того, что вам нужна помощь? Расскажи, в чем дело. Мы наносили на карту часть центра в районе Вернон-сквера и влетели в засаду супермутантов. Обычно они не проблема, но этот отряд был больше обычного. Мы прорубились к больнице Надежды, надеясь укрыться там. Да, я гадаю, внутри были другие супермутанты. В точности. Уроды толпами валили. Мы прорвались на крышу и перебрались на соседнее здание гостиницы «Стейтсмен». Супермутанты как привязанные шли, будто кровь чуяли. Они не отставали. В гостинице мы могли только лезть наверх. Запер себя на крыше небоскреба, блестяще. Слушай, не знаю, что тебя свербит, а у меня вот 3 парня сидят на крыше в окружении армии супермутантов. Либо ты меня слушаешь, либо вали с глаз моих долой к чертовой матери. Нечего судить меня, ни тебе, ни кому-то еще. Итак, как я сказала, нам пришлось пробиваться на крышу гостиницы. Конечная станция? Конечная станция? Но мы так не думали. Мы думали, что залезем и пошлем радиосигнал Братству Стали. Проблема в том, что помощь не пришла. Вернон-сквер так кишел мутантами, что они вряд ли смогли бы пробиться. Погоди-ка, это то время, когда они еще не получили винтокрилов? Так они и остались там, как же вышло, что ты здесь? Боюсь, это моя вина. У меня был стелс-бой. Я могла уйти с крыши незамеченной. Я хотела привести помощь. Я была уже почти на улице, когда на меня налетел супермутант. Чуть руку мне не оторвал. Последнее, что я помню, падаю в коллектор. А теперь я тут. Нормальная попытка спасения, а? А что от меня нужно? Верни рейнджеров домой, прошу тебя. Это все, что мне нужно. И мне плевать, как ты это сделаешь. Ну хорошо, я за это возьмусь. Ух, я ждала, затаив дыхание. Я не могла представить, что ты скажешь. А теперь, пожалуйста, поспеши. Не знаю, сколько они еще там продержатся. Советую попробовать найти труп Тео, одного из ребят. Он тащил наши боеприпасы. Дай-ка я введу код от ящика с боеприпасами и более точные координаты в твой питбой. Привет. Ой, извини, некогда разговаривать. Вентиляция опять накрылась. Ваши нас не часто посещают. Зачем поперхнулся?
Ладно. Давайте сохранюсь. Завтра продолжим. Что-то вообще. Так. Кстати, вот. Ну, Дарси, ну, блин, хватит. Вот список этих модов. Так. То 42 мода включено в игру на данный момент. Да. Вот такая вот загогулина. Ладненько. Завтра, может, еще Little Company поиграем. А пока пойду спать. Засиделся безумно. Завтра обязательно надо будет выполнить практическую работу по Unity. Да, настраиваемся на работку. Спокойной ночи.